На ковер приготовится вес 57 килограммов. Пучков Сергей, Эршон, Дашидендаков Аркадий, Эршон. На ковер приглашаем Пучков Сергей Ершов, Дашидендаков Аркадий Ершов. Приготовиться Сергей Боевиков Ершов, Загаев Аркадий, спортивная школа номер 15. Победу с явным преимуществом одержал Пучков Сергей. Даджаев Боенко, Ершов, Дагаев Андрей, спортивная школа номер 15, приглашайтесь на ковер. Приготовиться Шейжинимаев Алдар, спортивная школа номер 9, Равданов Арбине, спортивная школа номер 9. Там бойну? Так, что, наушников нет, да, здесь?
Сенбайну, Фантемане, Белархи. На ковре у нас Доржиев, ВС Дагаев. Начало первенства Республики Бурятия до 24 лет. Че? На ковре. А что? Звук? Идет. Можешь говорить сюда. Так, это что у нас? 24 человека, да? Ну как? Да. Харжана, да? Начало. Сенбайну. Вот сейчас слышно. Здравствуйте, дорогие поклонники вольной борьбы. Нижний, ты с опозданием смотришь. Ну, на морду жгал. Да? Ты слышишь, как твоя речь? Слышишь? Слышно здесь. Наушники. На ковре у нас борец в красном трико Доржиев. В синем трико Дагаев. Первый круг соревнований. Предварительной встречи. Четыре балла. Хорошо, сейчас я поняла тебя. Спортсмены разошлись по углам. Интервал между периодами 30 секунд отдыха. Так, ну сейчас потихонечку разгоняемся, так скажем, комментарии. Меня зовут Григорий Кожевников. Посадили меня, чтобы я осветил схватки первенства республики до 24 лет. Сейчас напомню, те, кто только присоединился, на ковре у нас выступает Доржиев, ВС Дагаев. Так, чисто техническая победа, по-моему. Нет, счет 10-6. Требуется помощь врача.
рассечение. Рассечение левой брови, по-моему, у спортсмена. Я зачеты получаю. Я зачеты забил. Я медосмотр прошел. Я 23, 2 экзамена всего лишь. Геодезию. Не, я просто... Еще раз напомню, проходит первенство Республики Бурятия среди молодежи до 24 лет. Да, желательно. Вот так перед собой. Да, да. Да. За 3 пизды. Рефери на ковре Батот Чемитович. Все, схватка возобновляется. Продолжаем смотреть. Ведет борец в красном трико 10-6. Табло же видно же, да? Нет, в том-то дело, именно то ковро. Потом не видно. Борец Там 10 часов. в синем трико провел техническое действие, работал 2 балла. 5 часов. Хотя нет, 10-6. хотя не дали 2 балла почему-то. Но главный судья посчитал, что не было технического действия. Счет 10-6. Второе табло за ковер вот так вытащить хорошо было. Но, кстати, да, сейчас Давай так попробуем там. вот попытаемся выставить, потому что отсюда не видно нам ковра, ой, вернее, табла. И так, 2 балла есть, смотрите. Счет 10-8. Так, перевернет. Нет, попытка не удалась. До конца минута 20. Счет встречи 10-8. Доржиев по-прежнему ведет, но время еще много у нас до конца второго периода. Да, красный. Борец в красном трико пробует атаковать. Попытка коленный сустав. Вот здесь очень опасно. Видите, судья останавливает встречу, так как посчитал, что завязка была опасной. После этой встречи приготовиться, Чтобы избежать серьезной травмы. Так, синий, ну понятное дело, синий будет атаковать, так как понимает, что проигрывает. Счет 10-8. Попытка есть. Смотрите, попытка есть. Есть попытка. Пробует взять 2 балла. Получится, нет, да, получилось 2 балла взять. Смотрите, сравнивать счет 10-10, но по-прежнему выигрывает красный, так как по качеству выигрывает. Счет 10-10, дорогие наши друзья. По качеству выигрывает красный, борец в красном трико Доржиев. Поэтому остается до конца всего 20 секунд. Хотя нет, сейчас пошли челлендж. Челлендж никто не бросил. Нет, счет 10-12. Синим трико борец в синем трико выигрывает. Теперь смотрите. Красный начинает атаковать, так как проигрывает. Остаются считанные секунды. 7, 6. Да, вот смотрите, что происходит на последних секундах. Просто забрасывает.
своего оппонента и вытаскивает. Да, конечно, обидно. Сколько раз я общаюсь со своими коллегами, с Ванданом Цидиндамбаевичем, Нимаердем Баировичем. Сколько раз мы приходим к одному и тому же мнению, что на последних секундах все решается. Спортсмен, который пробует себя именно вот на последних секундах, как правило, выигрывает. Так, ох ты, смотрите, вот что такое, а? Алдар в данном объеме оба Вот сейчас я обращался давеча к главному тренеру Батыру Батоевичу Базарову, что нам нужно вообще создать в нашей федерации дисциплинарный отдел, вот, чтобы не происходило вот таких конфузов, потому что бывает у нас, конечно, это у нас вид спорта считается очень жестким. Ну, сами понимаете, эмоционально спортсменам очень тяжело смириться с тем, что проигрывает. И вот иногда вот так не сдержанно, то есть импульсивно раскрывает свои чувства, что ненароком приводит к тому, когда уже у нас дела доходят до драк. Поэтому я считаю, что это неправильно. Меня поддерживают, я думаю, поддерживают многие тренеры. Всегда рад, что в поддержке участвует Нимаердем Баирович, Вандан Цидиндамбаевич Базаров, Баир Витальевич Ивахинов, ну и много тренеров, которые заинтересованы в нашей результативности, наших талантливых спортсменов. Поэтому я считаю, что еще один момент очень важный — прививать не только физические волевые качества нашим спортсменам, но и как воспитывать их в плане патриотизма, любовь к родине, уважение к старшим, знание своего языка, своих традиций. Поэтому работаем. Дорогие наши друзья, очень рады, что вы подписаны на аккаунт Болото Цоктоева. Это единственный, единственный, я думаю, аккаунт. Там, по-моему, есть аккаунт у Тимура. Так, Тимур, фамилию, к сожалению, забыл, тоже освещает борьбу. Молодцы, конечно, ребята, которые популяризируют наш совершенный вид спорта. Ну, а на ковре у нас Шойженимаев vs Рабданов. Шойженимаев борец в красном трико, Рабданов в синем. Ну, я думаю, борец в красном трико Шойженимаев должен выиграть досрочно эту схватку, так как спортивный опыт у него большой. Ну, сами даже, я думаю, те, которые поклонники, любители, даже визуальным невооруженным взглядом можно заметить, что спортсмен в красном ведет себя довольно-таки так спокойно. Ну и это показывает, что спортсмен спокоен, уверен в своих силах, в своих возможностях. Поэтому даже голову, смотрите, как нехотя отдает. В таких случаях говорят, как кошка с мышкой. Ну, для борца в синем трико, конечно, это колоссальный опыт, так как спортсмен на голову сильнее его и получит хорошую практику в борьбе.
Счет 4-0. Борец в красном трико ведет. Шойженимаев. Я думаю, досрочно закончит. Ну, как говорится, все зависит от его желаний. Я как тренер, конечно, такие схватки, первые схватки рекомендую не выигрывать досрочно. Так скажем, побаловаться в кавычках, разогреться, прочувствовать ковер, так как впереди могут достаться более серьезные схватки, то есть серьезные соперники. Ну, и, не знаю, я думаю, тоже со мной многие согласятся тренеры, когда ты чувствуешь, что соперник, так скажем, слаб тоже в кавычках, надо с ним побороться, продышаться, подвигаться, попробовать свои приемы поделать. Так, напомню, проходит у нас первенство республики до 24 лет памяти Валерия Манзаракшевича Сидеева. Валерий Манзаракшевич Сидеев являлся заслуженным тренером России, подготовивший плеяду знаменитых борцов. Из их числа это Андрей Борисович Захряпин, многократный чемпион всемирных игр глухих, среди глухих спортсменов. Также в его копилке заслуженный мастер спорта Абидор Инчинов. Также Валерий Манзаракшевич подготовил ряд известных, принимал участие в становлении таких как Владислав Бардаханов, если так, сейчас боюсь не ошибиться, Матюнов Андрей, по отчеству, к сожалению, не помню, Андрей Матюнов. Так, ну, когда вот ведешь такие прямые эфиры, конечно, мозг начинает работать совершенно на другом уровне, и ту информацию, которую знаешь, к сожалению, она бывает так исчезает, выбрасывается. Ну, как говорится, практикуемся, освещать, популяризировать, еще раз повторюсь, наш совершенный вид спорта под названием вольная борьба. Надеемся и верим, что наш спорт будет процветать, продвигаться. Те, кто не знает, хотелось бы отметить, что у нас идет освещение также. Ага. Так, тут меня Болот подправляет. Шойженимаев, Рабданов, напомню. Тут у нас сидят 40 зрителей уже. Спасибо вам. Шойженимаев, видите, не дает, играет как кошка с мышкой, но отдает все-таки 2 балла. Сейчас эти комментарии открою. Там время от времени туда. Комментарии идут, да? Да, сейчас Болот нам откроет вкладку комментарии. Так, чтобы было маленько весело с вами разговаривать, может быть, на какие-то вопросы отвечать. Всегда рады. Так, Шойженимаев проходит ноги. Счет 4-2. Сейчас, я думаю, 4-6. Ну и дальше, я думаю, не будет рисковать, накатит его просто, чтобы 4-6 накатит. Я думаю, должен накатить. Должен накатить? Нет. Значит, до такой степени уверен в своих силах, что... Хотя в борьбе всякое бывает. Всякое бывает. Сейчас возьмет, допустим, вот, Рабданов. Друзья, вот здесь есть еще с того ковра комментарий. Комментарий, да? Покажите табло. Табло, к сожалению, не можем показать, потому что камера у нас зафиксирована. Все равно далеко не видно. Далеко не видно. Давайте, но периодически будем. Счет 6-2, до конца 1 минута. Вот смотрите, 4 балла можно было закинуть, но нет, конечно. Счет 8-2, 1-0.
1-0. Ой, 1-0, извините, 8-2. Шойженимаев впереди до конца 1 минута, вернее. Сколько участников, задают вопрос. Ну, участников, сразу скажу, маловато. Около 100 спортсменов. Около 100 спортсменов, так как у нас очень много спортсменов не принимают участие ввиду травм, болезней. Видимо, какой-то у нас такой идет, как в астрологии говорят, коридор затмений. Бывают такие конфузы. Поэтому, думаю, основной состав все-таки определится. Весовая категория 65 килограммов. Шойженимаев, Рабданов 3,2. 57. 57, извиняюсь. 57 килограммов. Тут у меня зрение маленько подсадил. Там 57, прикинь, даже в очках. Даже в очках, представляете, уже не хватает зрения. Так, закончилась встреча. Шойженимаев проходит следующий круг. Поздравляем. Следующий на ковер, да, выходит, вы видите, борца в синем трико, Беликто Ганджапов. ВС сейчас выйдет на табло фамилия спортсмена в красном. Ну, вот здесь, понятное дело, смотрите, спортсмен Беликто Ганджапов, 2005 года рождения. Семенов ВС Ганджапов. Имена не буду говорить, так как многих не знаю имен, только знаю имена перспективных наших ребят, подающих надежду. Беликто Ганджапов, Кижинга. Тренируется под руководством Вандана Цидиндамбаевича Базарова. Вандан Цидиндамбаевич Базаров не только тренер, но и, как у нас говорят в народе, бакша, наставник. Один из тех тренеров, которые не только проводит тренировочные занятия на ковре, но и вообще в повседневной жизни курирует, контролирует, ведет своего, так скажем, пока птенчика в кавычках до той вершины, которую все мечтают, не только спортсмены, но и сами тренеры. Напомню, Беликто всего 17 лет, он считается самым молодым участником. 17 лет, представляете, да? Выступать уже в возрасте 17 лет, так скажем, с ребятами, которым уже 23 года. Возрастной разрыв, я думаю, тут можно оценить как без комментариев. Балл 1-0. Ну, я думаю, Беликто. Не двигается, да? Беликто стратегически уже поставил борьбу. Четкая, грамотная, поставленная борьба. Главному судье сказал, у меня здесь возможности, табло, там все остался, посмотрю. Ага. Чтобы сюда перешли. Видишь, на экране будет, табло будет в прямом эфире. Ага, сейчас у нас главный тренер подошел, главный судья, вернее. Сейчас будут ковер переносить на другой, так как на том табло вы будете все видеть счет. Тут уже благодаря за трансляцию. Спасибо Болотовцу, кто его. То визуально, я думаю, тоже знатоки
вольной борьбы поймут, что даже в 17-летнем возрасте можно знать, как пройдет твоя первая схватка. Вообще у нас, конечно, тут на аккаунте в Инстаграм, те, кто не знает, есть аккаунт Инстаграм спортивного клуба Хабой, где также транслируем вольную борьбу, популяризируем. Так, 6-6-0, впереди Ганжапов, небольшой отдых 30-секундный. Ну и вот хотелось бы напомнить, что у нас очень часто идут вопросы о нашей борьбе в республике в целом. Задают такие вопросы. Скажите, пожалуйста, кого вы считаете в дальнейшем одних из перспективных, подающих надежд? Там очень много, так скажем, было наших спортсменов, но, к сожалению, на сегодняшний момент осталось единицы. Вот сейчас одного из перспективных парней, сынов наших республики, вы видите на ковре, это борец в синем трико Беликто Ганжапов. Еще раз напомню, тренируется под руководством заслуженного тренера Республики Бурятия Вандана Цидиндамбаевича Базарова. Так, 8-0 и стоп. Да, 10-0, дорогие наши любители, поклонники вольной борьбы. Беликто Ганжапов 10-0. Чисто техническая победа. Проход в следующий круг соревнований. Поздравляем Беликто и его тренера. Так, сейчас, по-моему, будет пауза. Нет, хотя уходит пауза. На второй ковер должны сейчас перенести, чтобы вы видели табло, счет. Да, пока на одном ковре борьба будет проходить, так как участников маловато. И, так скажем, тихонько, не спеша будем транслировать все встречи. Ну, я думаю, за трансляцией будут садиться комментаторы, не только я, Григорий Кожевников. Не, там уже есть. Да, сейчас переходим на второй ковер. Второй ковер. Ждем, дорогие друзья, не переключаемся. Да, вот он. Камера, а вторая камера откуда? Вот она. Ничего, как камера. Я говорю, два ковра захватил уже. Сейчас включится табло. Так, все. Теперь комментарий слышно, да? Да. До этого ковра, да? Да, тоже туда же. Так, вот Болот Цактоев Сейчас я... нам организовывает видеотрансляцию. Благодарим вас, Болот Цактоев. Один из заинтересованных людей именно в плане нашего Здесь совершенного будет спорта. комментарий, если что. Есть комментарий, да? Так, а наш халубу? Не, в принципе, нормально. Нормально, да? Ага, все. Так, следующая встреча. Сейчас у вас выйдут на табло фамилии спортсменов. Видишь, я говорю, просто индишник табловый. Спортсменов. Весовая категория 61 килограмм. Дамдинов Сенгес, шор 9. Дансаранов Арсалан, шор 7. К сожалению, не знаю, кто у кого тренируется. Ну, постараемся по ходу борьбы понять. Ну, я думаю, что борец в синем трико Дансаранов выиграет схватку. И довольно-таки так досрочно. Счет уже 6-0, вы видите на табло. 8-0.
Ну, конечно, неграмотно, я считаю, так как в следующем кругу он встретится с Беликто Ганжаповым, надо было ему продышаться, прочувствовать ковер Ганцарану Арталану. Ну, решил закончить схватку технически, всего за минуту 10, что я считаю, по моему мнению, тактически неправильный ход. Но схватка, я думаю, в следующем кругу будет интересная, так что ждите от этой второго круга. Встретиться на ковре Ганжапов, Ганцаранов. Мне, честно говоря, мне самому интересно, как пройдет эта схватка. Интересная схватка будет. Следующий на ковер у нас За ковром одевайте. уходит Синий. Ермолаев Константин, Шор Дылыков Сергей, Шор 9. Оба являются кандидатами в мастера спорта. Ермолаев 2004 года рождения, Дылыков 2008 года. Так вот, борцы получают замечание, так как на ковре не положено одевать верхнюю борцовку. Так как по этическим мерам это считается маленько некрасиво или как? Я думаю, да, правильно, конечно. Понятное дело, ребята все мускулистые, хочется всем показать свое красивое тело, но это не к месту. Ермолаев Дылыков, видите на табло, счет 0-0. Весовая категория 61 круг. 61 килограмм, вернее, первый круг соревнований. Первенство до 24 лет. Молодежь памяти заслуженного тренера России Сидеева Валерия Манзаракшевича. Сейчас в честь Валерия Манзаракшевича Сидеева названа школа Олимпийского резерва номер 7. Пассив, борец в красном трико, получает первое предупреждение за пассивное ведение борьбы. Я думаю, после таких замечаний у нас борцы, как правило, начинают активизироваться. Видите, прошел в ноги и выталкивает. Так. Бал. Да. Балл. Или 2 балла. Так, сейчас большая заминка. Борется как на тренировке. Да, борется как на тренировке, согласен. Но он же там заступа не Бал было. будет там, если будет бал, сильный будет. А вот так бархват ничего не будет там. Там бал красный. Ой, синий не дадут. Красного палки не дают. Так, счет 1-0. 2 балла. Как заметил правильно Баир Витальевич Ивахинов, это рефери сейчас, борется как на тренировке. Согласен, конечно, да. Это коленный сустав. Аккуратно. Тут можно травмировать колено в такой ситуации. Счет 2-1. Стойка. Ну, по мне, как я думаю, визуально, если посмотреть своим так взглядом, борец в красном трико должен выиграть, так как вижу, что он маленько на расслабоне, реально борется как на тренировке. Конечно, если так рассуждать, это неправильно, потому что неважно, какой спортсмен перед тобой, соревнование есть соревнование. Так, Хынханин катит Бурядыр Намтай Зугалды Кындыш Ермолаев ВС Дылыков. Халтанныгза Бурядыр Хорулдыхым Зугалхым.
Считаю, что тоже у нас наши соседи, собратья наши якуты проводят такие мероприятия. Ну и, конечно, на своем родном языке, якутском. Хотя, конечно, там как-то моменты были, вот в Инстаграме сейчас прошла заминка, ребята отдыхают. Ну, табло, я думаю, видно, не буду лишний раз напоминать. Там видно, сколько времени осталось до конца отдыха, ну и счет фамилии. То есть с левой стороны это борец в красном трико, а с правой стороны борец в синем трико. Вверху видно 61 это вес. Ну и, соответственно, 1/6, либо 1/8 это предварительные схватки. После этой встречи приготовиться Цивилизапов Гандин, клуба «Олимпийский». Ну вот я остановился на том, что про наших собратьев якутов была там небольшая такая критика на одном из их серьезном аккаунте, называется «Борцы Якутии», по-моему, или Якутии, «Борьба Якутии», кажется. Очень серьезный аккаунт. И у них там довольно-таки собирает многотысячную аудиторию. И, соответственно, там у них в основном все транслируется на их якутском языке. И, конечно, моменты есть, что маленько неудобно, конечно, слушать, потому что не каждый знает якутский язык, поэтому многие болельщики, телеболельщики, так скажем, им интересна не только сама борьба, но и, соответственно, сам комментатор, который озвучивает, как правило, там тоже есть моменты, когда обсуждается не просто борьба, но и вообще закулисная, так скажем, кухня борьбы. И многим болельщикам интересно. Спрашивают многие: а скажите, как как работают. Ну, сейчас живем, конечно, в 21 веке, сейчас уже много такие. Так, видели, да? Синий борец сделал счет 3 и пытается сделать Фадзаевский. Ну, борьба вся еще впереди. Вы видите на табло, где-то минута осталась. Ну, а за минуту можно натворить столько чудес, потому что борьба это у нас, это наш непредсказуемый вид спорта. Я всегда говорил и буду говорить, что это наш совершенный вид спорта. Совершенный. Вот именно. Нравится мне это слово. Так. Комментарии. Тут я смотрю комментарии МНД Амар. И все. Зрителей нас, к сожалению, пока 10 человек. Ну, я думаю, это видео останется у Болота Цактоева здесь на его аккаунте в YouTube. И я думаю, должны просмотреть как можно больше людей, потому что мы в первую очередь боремся для вас, зрителей. Вы у нас на самом первом месте. Показать вам всю зрелищность, всю красоту нашего вида спорта. Итак, 4-3. Ермолаев проходит следующий круг. Ермолаев Константин Эршор, кандидат мастера спорта, 2004 года рождения. Дылыков Сергей, к сожалению, пока идет на скамью запасных, так скажем, или нет, не запасных, а отдыхающих, и ждет своего обидчика, как тот проходит следующий круг. Ну, на ковре у нас
Следующий спортсмен Аюшеев Булат Эршор Мункуев Чингис Шор 9. Так, хотя... Так, стоп. Поправка. Церинджапов. Пардон, извиняюсь. Церинджапов Дамдин. В красном трико. Церинджапов Дамдин. СК Олимпиец. Хотелось бы вам сказать, Дамдин, надо побороться бы. Хотелось, конечно, крикнуть ему. Поборись, Дамдин. Дамдин, Церинджапов, конечно. Тут я даже не успел скомментировать. Думал, тактически поборется, подвигается. Ну, впереди, конечно, ждет его серьезный соперник. Вот, вернее, я вот Ганджапов Быликто 2005 года. Ну, у Былика, конечно, тут серьезные ребята собрались. Интересный вот этот вес, кстати, 61 килограммов, очень интересный. Поэтому, дорогие друзья наши, не переключайтесь. Идет прямой эфир. Мендес, список пар перечислите. Да, сейчас, подождите, братцы. Значит, следующий у нас по списку пойдет. Сейчас вот видите, Сындыхеев, Церинджапов, Буенто, Сындыхеев, Александр сейчас борются. Следующие будут у нас Ренчинов Владимир, Гармаев Ренчин. И дальше у нас Немаев Быликто, Мазули Анатолий. В этом весе 16 участников. Вот сейчас одна из тоже интересных встреч. Церинджапова Буенто, Сындыхеева Александра. Ну, тут мне трудно сказать, кто выиграет, но думаю, что Сындыхеев более поопытнее. Братья Баяндуевы, к сожалению, не борются. Баир, да, Баир. Тут мне поправляет. Баир борется, Жаргал нет. Дальше у нас, ну, борьба вроде визуально смотреть. Вот, да, проход есть. Да, Сындыхеев, конечно, в этом плане немножко поопытнее, но смотрите, Церинджапов защищается. Сейчас борьба у нас меняется. Вот раньше вот так вот. Ох ты, видели, да, что произошло? 2. Вот это называется накрывание. Четко накрыл. Молодец. Ну да, вот Церинджапова Буенто считается борьба такая непредсказуемая. Вот то, что вы сейчас видели на ковре, вот это все и красит наш совершенный вид спорта. Именно неожиданность, скажем, один спортсмен атакует, а второй контратакует. Казалось бы, что все уже в его руках. Сейчас была ситуация, видели, да, Сындыхеев атаковал, но не тут-то было. Счет встречи 2-0. Церинджапов пока впереди. Тебя хорошо слышно? Хорошо слышно, да? Вот сейчас рядом сидит Болот Сактоев, борцы Бурятии. Болот, хотелось бы вам, как скажем, объявить большую благодарность за то, что вы популяризируете наш совершенный вид спорта. Это на самом деле дорогого стоит. Я был свидетелем того, как, помню, было с вами знакомство, когда мне было интересно, кто такой Болот Сактоев, что за человек, которого я совершенно не знаю, вот именно популяризирует
нашу борьбу. Совершенно далекий человек, который далекий от нашего вида спорта, так скажем, не мастер, не кандидат, даже, по-моему, не разрядник. Даже... Ох ты, смотрите, что произошло. 4. Так, на последних секундах забрасывает. Счет 6-0. Молодец. Как вообще, Болот, получилось так, что вы заинтересовались нашим спортом? Те, как и все, и многие, наверное, у нас, как раньше, все боролись. Я тоже боролся. По школе боролся. На районном уровне призером был. Это где-то в 7 классе. В седьмом классе, да? Это Вагинский, да? Там? Вагинский, ну, Токтахангил. И это грамота даже у меня до сих пор есть. Это надо как-то, я думаю, надо выложить. В Инстаграме у вас, по-моему, не видел вот это. Это Том Молжихиледла, в общем, начал интересоваться там. Оп, посмотрите, был контратака, ничего не оценивается, 6-0. Дивно, счет 6-0. 6-0, да. И в итоге, короче, появился. Ну, в общем, тут начал волейбол играть, там, футбол, там, легкоатлетика, в общем, ушел. После 8 класса я ушел с борьбы. И Какая причина какая была? Просто начал волейболом, там, другими видами заниматься. Интересно было мне просто. Конечно, потом, сейчас-то, конечно, бывает, что надо было там дальше бороться. Хотя тренер мне говорил, улыста, шатхыста, в общем, у тебя есть там, бүгін дола ольдавич. Счет 2 балла бы. Представляете, смотрите, кульминационная развязка, Болот, смотрите, хорошо. Как это так вообще? Сандыхеева, я думал, что счет неужели 10-0? Неужели? Опа! Да ты что, ушел? Да ты что, ничего себе, представляете, почти. Стоять. Остается 1,5 минуты. Еще 2 минуты. Так, счет встречи 6-8, да? 8-4. 8-4. 8-6. Нет, 6-8, да, 6-8. Смотрите, какая развязка. Почти 10-0 должен был сделать, и вот накрылся. Еще раз напомню, вот это называется непредсказуемость. Вот что красит наш прекрасный вид спорта под названием вольная борьба. Красочность, неожиданность, непредсказуемость. Ну все, теперь Александр Сандыхеев понял, что Бог дал ему шанс, и нужно воспользоваться им. Нужно воспользоваться. Вот сейчас вот интересный момент. Сейчас давайте мы 50 во все внимание будем наблюдать за этой встречей. 6-8. Впереди пока по-прежнему Циринжапов. Ну, видно, что Сандыхеев ждет, копит силы для контрольного залпа, так скажем. Готовит свою торпеду. Смотрите, видите, оборачивается. Циринжапов уже рядом. Ага, да. Контролирует. Ушел в оборону. 20 секунд. Все, сейчас. Секунду. Смотрите, что сейчас произойдет. Сейчас, да. 20. Меньше 20 секунд. Смотрите, сейчас очень интересная завязка. Счет 6-8. Опа, есть! Так, еще не все пока, еще не все. Так, время. Ага. Так, 6. счет 6-8. 6 секунд. Пошел рисковать. Рискнет. Все. Да. Молодец. Циринжапов Буинто. Проходит следующий круг. Выиграл, вернее, выбил из соревнований опытного спортсмена Александра Сандыхеева. Так, ну тут у нас Болот вопросы идут. Баракшонов РДМ скоро выйдет или не скоро? Баракшонов у нас Барилдене или... Сейчас посмотрим на Баракшонов. Так, смотрим мы список участников. Ну, здесь его 57 килограммов мы не видим. А, вот здесь. Может, здесь? Нет, здесь нет. Так, 57 килограммов мы его не видим.
И, к сожалению, 61 тоже не видим. Видимо, не борется. К сожалению, не борется, дорогие наши друзья. Поэтому Мендишвили был Джераем. Мендишвили. Через 10 дней. Уже Армун Мудыр Да. двойнул, да? Уже нас. Там, кстати, Ой, в идее, пересюда Барлхет да. так, вот еще одна из центральных встреч, я скажу, очень интересных встреч между Ренчиновым Владимиром с Шор-9, Гармаев Ренчин СК Олимпиец. Смотрите, уже второй участник выступает под спортивным клубом Олимпиец. СК Олимпийский. Третий даже, да. Это СК Олимпиец. Хор Трентуху, хор Дугушта. Я на так. первенстве только услышал. СК Олимпиец Олимпиец был уже открыт официальный клуб, спортивный клуб, дорогие наши друзья. Открыл его наш именитый спортсмен, ныне уже бронзовый призер Кубка мира, проходящий в Америке, Арсалан Будажапов. На что то, что радует, уже у нас по счету третий клуб официальный, то есть первый клуб у нас Зугалай, второй клуб мы по счету открылись Хабой, третий клуб Зарилго, вернее четвертый, вот поправка, четвертый клуб уже, представить можете, уже 4 клуба у нас спортивных в республике насчитывается. И сами понимаете, клубная система начинает у нас двигаться с места. Уже хорошо, да. Напомню еще раз, у нас проходит первенство Республики Бурятия до 24 лет в памяти заслуженного тренера Республики Бурятия Валерия Мандаракшевича Сидеева. Хотелось бы напомнить, что Валерий Мандаракшевич Сидеев — это один из тех людей, который заложил основной фундамент в истории нашей борьбы Республики Бурятия. Сделал наш прекрасный вид спорта любимым для нашего народа, для нашего бурятского народа, в частности, заставил спортсменов достичь результатов, сделал огромный вклад в развитие и популяризации нашей борьбы, нашего прекрасного вида спорта. Немай Булик-то через сколько выйдет? Так, Немай Следующий схватка, да? да? Следующий. Немай Булик-то, Мазули Анатолий. Напоминаем, у нас Ренчинов ВС Гармаев. Одна из интереснейших встреч. Смотрите, Гармаев атакует. Ренчинов так просто не отдаст. Я думаю, он в завязке очень хорошо борется. Но я думаю, здесь дадут 2 балла. 2 балла дали, да. Счет 3-0. Гармаев впереди. 1-2. Ой, пардон, поправка. Оказывается, балл дали Ренчинову. Счет 1-2. Счет 1-2. Впереди Гармаев Ренчин, спортивный клуб Олимпиец, который открыл наш знаменитый спортсмен Арсалан Будажапов. Арсалан Будажапов, те, кто не знает, сейчас выступает за сборную команду Кыргызстана и в прошедшем Кубке мира завоевал бронзовую медаль. Мы поздравляем, кстати, Болотун, ваш земляк, поздравляем вашего земляка с выдающейся наградой. Я думаю, после этой медали у нас наши ряды пополнят много молодежи. Придут наши ряды, пополнят наши ряды. Основные после 20-го где-то Приедет, да? приедет. В декабре приедет. Будем встречать Да, конечно, да. призера Кубка мира. Да, вот
Так, поэтому, дорогие друзья, после 20-го, я думаю, мы будем оповещать, в каких числах конкретно он приедет. Смотрите, наблюдайте. В частности, у Болотовца, кто его на ютубе, я думаю, будут все моменты встречи, поощрения, я думаю, Наверное, просто. наше Не правительство. прямой, но в любом случае буду, В любом случае. приеду, поснимай. Ну вот еще раз, Болот, большое спасибо вам за освещение борьбы, потому что очень это считаю, что это один из самых важных инструментов, тех моментов, когда наш вид спорта продолжает существовать, набирать, так скажем, обороты, завоевывать сердца наших любителей, поклонников и, соответственно, тех людей, которые далеки от борьбы были, и благодаря вашей популяризации вы, как говорится, сеете зерна, так, чтобы они им понравился наш вид спорта со временем. Они, соответственно, влюблялись, так скажем. Как... Оралдықып, Ну, оралдықып, поэтому- хуалдықып, күнді қаролқық жылы. Байырла. Хайнар қаролқық жылы. Хайнар, да. Ну, конечно, Тантей, Бурядыр, Дубов, да. Конечно, бы я мог, но вот так как... Увы, хамавы. Беш Второй- хайнар артар doğrusu кетті. Так, можно, короче, та Бурядыр, Волхат Бишордор, как бы такое сочетание Да. диффузии языков, Хамай объединение. болды. Так, Болот, Анда канал, Ага. телевидениелер, енді официальный каналдар я жерде көп жүр. Оғыден кемдер. Оғыден зон қаржаны нәйді. Все свои смотри. да, Манаиш, Марилдашин. Ой, пойдет, зачем, я знал, что он накроется, таких ребят нельзя так кидать. Ну, молодые, конечно, неопытные ребята. Так, счет 5-2, до конца 10 секунд вы видите, я думаю, все. Встреча закончится. Ну, хотя, не знаю, сейчас будет рисковать. Ринчин в любом случае будет рисковать. Смотрите, 4-бальный бросок будет искать. 4-бальный бросок будет искать. Пробовать. Ну, риск. Да. 5-2. Поздравляем Владимира Ринчинова с выходом в следующий круг соревнований. Ну и, соответственно, тренеров. Большая заслуга тренеров в их работе, в их результативности. Так, и вот как раз сейчас у нас выходит Беликто, Немаев, Аршор, Мазули Анатолий. Ну, выиграет, конечно, да, видно. Выиграет. Вообще, отдельный разговор будет у нас про Беликто Немаева. Это борец в красном трико. Конечно, талантливый парень, но, к сожалению, плохо дисциплинированный, не умеет, вернее, держать эмоции. И, как правило, сейчас у нас будет формироваться дисциплинарный отдел. Я думаю, мы вместе с тренерами будем разбираться вообще вот таких. Ну, давеча, я думаю, поклонники борьбы знают Беликто Немаева, одного из одареннейших наших сыновей. Но, к сожалению, эмоционально маленько неуравновешенного, поэтому... А ну это в 11 классе, да, сейчас? Да. Так, он сейчас, кстати, 2004 года, если мне не изменяет память. 5-го года. А, даже 5-го, да, по документам 5-го года. 5-й год это 11 класс. Да, 11 класс. Представляете, уже в 11 классе борется среди, так скажем, без 5 мужиков. Заканчивает. Поэтому будем мы разговаривать, поэтому очень важно, если мы затронули тему дисциплины, очень важно нам вести себя достойно, после проигрыша особенно. И вообще, я считаю, что наши спортсмены — это лицо нашей республики, лицо наших тренеров. Ну и как ведет себя спортсмен, соответственно, это в первую очередь это
лицо его тренера. А что, руководитель врача? Поэтому мы со спортивным клубом, я как главный тренер своего спортивного клуба буду все-таки выдвигать вот эту идею, вот эту, как скажем, Ну, сейчас. проект. Сейчас модно стало называть все в проектах. Проект. Дисциплинарный отдел нужен. Хотя у нас есть, конечно, там какая-то комиссия в федерации. Ну, честно говоря, я недавно узнал, что есть как-то, я уже не помню точно, как она конкретно называется. Вот эта комиссия, она как раз вот смотрит за спортсменами, как они ведут себя. Ну, соответственно, я так вижу, что она, видимо, совсем не работает у нас в республике. Поэтому, я думаю, раз комиссия не работает, нужно создавать дисциплинарный отдел. И я думаю, меня поддержит главный тренер Базаров Батыр Батоевич, главный тренер по молодежи, старший тренер Немайр Дембайрич. Ох ты, посмотрите, что было. Хорошая кочерга. Ну, на кто Следующим борется? Так, борется у нас. 65 уже. Уже, да, простите, дорогие друзья, у нас следующая весовая категория, 65 килограммов. Ничинов Алдар, Бубеев. Ничинов ВС Бубеев. Тут у них, к сожалению, всего 5 участников, и они будут бороться по круговой. Физическая победа бежал Венчинов Алдар. Да, счет 10-0. Ну, я думаю, тут важность того, что кто сколько встреч проведет. А тут, представляете, 5 человек, и каждый с каждым будет бороться. Я думаю, тоже достойные встречи будут. Самое главное, полноценные схватки. Все 4 схватки. Ну, Борис Баршуев Иркутском Конгана, братья Мулагу, я в нашей Да, Баршуев Борис, я, по-моему, вот я сейчас сижу, вот, кстати, тоже вот Баршуев Борис. Неужели он перебрался Спортивный клуб сюда? Арена же. Приготовить вес Боролся. Может быть, однофамилец? 70 килограммов. Навряд ли, да? Занимая 62. стоянку, шаг. Ну, я пишу Евгений справа. Баир. Или однофамилец. Однофамилец, может быть. Ну, сейчас Ну, сейчас Хархаймден, да? Нет, посмотрите, посмотрите. Это он? Баршуев Борис, да. Боря Баршуев в синем трико. Посмотрите, кульминация еще. ну, на ЕЖ поступил, может. Здесь Интересно, начал да. тренироваться. Борис Баршуев, Аршор, в прошлом выступал в спортивный клуб «Арена», Иркутская область. Перебрался к нам в Улан-Удэ. Можете себе представить? Да, кульминация, кстати, кульминация нашего первенства. Борис Баршуев. Ну, хоть тут и по документам написано, что он кандидат в мастера спорта, но уровень, конечно, у него мастерский. Поэтому, я думаю, схватку эту он выиграет. Довольно-таки, я думаю, легко выиграет. Должен, по крайней мере, легко. Так, завязка. Абха. Смотрите, Найданов ничего не дал. Активность. Удивительно. Ну, Боря, я думаю, выиграет все равно. Красный. Найданов, он малоизвестный, вот в нашем, так скажем, в нашем регионе он, возможно, известный, но по Сибири и Дальнему Востоку, я думаю, мало кто его знает. Боря Баршуева, я думаю, многие знают на Дальнем Востоке, так как он огромный опыт, неплохой, вернее, не то, что огромный, а неплохой опыт, так как в его 20 лет, ему 20 лет сейчас, 2002 года, побывал на многих соревнованиях, на сборах, опыт хороший. Поэтому выиграет, думаю. Здесь, к сожалению, не написано. Да, написано, извините, пожалуйста, Эршор, я думаю, возможно, олимпийцы. Спортивный клуб олимпийцы, я так вижу, набирает легионеров в
кавычках. Так, что у нас? Бал синему, центр. Балл синему, счет 1-0. Так, ну тут у нас, наверное, за кулисами слышите хохот. Это у нас смеются наши веселые наши тренеры, судьи. Главный судья соревнований у нас Бардаханов Владислав Валерьевич, по-моему. Если мне не изменяет память. Ну вот Боря опять в этой же ситуации. Я думаю, сейчас он намного злее будет и точно возьмет 2 балла. Смотрите. Да. Нет, нет, нет. Ничего нет. Балл. Балл. Вместо 2 дают балл. Ну, я думаю, все справедливо. Потому что такой завязки спортсмен ничего не дал. Просто вышел до края ковра. Беликто Немаев уже выиграл. А вот сейчас как раз мы по поводу говорили Немаева Беликто о самом недисциплинированном спортсмене. Конечно, громко и сказано, ну, поэтому я думаю, как говорится, надо, чтобы через средства массовой информации у нас все-таки выходили моменты, чтобы ну, как бы зрители понимали, ради чего мы вот пытаемся создать дисциплинарный отдел у нас в федерации, так как у нас очень часто встречаются такие неприятные моменты, когда спортсмен ведет себя не по-спортивному и начинает, скажем, кидаться не только на судей, которые, так скажем, засудили, что ли. Так, вот видели, да, Боря разозлился и взял 2 балла. Еще, даже 2, 6. Я думаю, все уже, алха. Как у нас по-бурятски называют слово. 10-0. Конечно, 10-0. Просто... Да. Все, 10-0. Стоп. Да, видно по выражению лица, Боря у нас разозлился. Да, бывает моменты, когда кажется, что ты выиграешь его сразу, а оппонент показывает. Соответственно, более опытный спортсмен во втором периоде, как правило, начинает очень и очень злиться. Так, тигет манеш. Кундуты харакшын якты. Харжывайын зоң, аны прямой эфире ссылка орынго группуну дуру вайберро ишин тешин шидетта. Мудар. Хидикун муну ошоне мукун харжывайны багылда. Орынго нютагайынга группуру одноклассникатанга группуру хаттык зоң байыңлыбайх. Тэгээд YouTube со лайк даркты. Тэгээд на Лондонда рекомендацию характер. Да, кстати, как можно больше, пожалуйста, оповестите. Мы все-таки заинтересованы, чтобы как можно больше людей знало, что сейчас проходит первенство республики. Проходит в региональном центре единоборств «Патриот» по адресу улица Ренчино 2Б, дробь 1. Да, сейчас у нас весовая категория 70 килограммов, табло все видно, Жигзымаев vs Циденов. В этой весовой категории, к сожалению, всего 8 участников. Ну,
как говорится, главное не участие, а зрелищная схватка. У нас новый термин появился. Теперь не главное участие, а зрелищные схватки. Не останавливай, пал красный. Так, борец в синем трико Сиденов, еще один борец, представляет спортивный клуб «Олимпиец», который открыл наш земляк, ныне бронзовый призер Кубка мира, прошедший в Америке, Арсалана Будажапова. Молодец, Арсалан не только радует нас своими результатами, но и открывает такие спортивные клубы. Я думаю, в будущем у нас, так скажем вам по секрету, у нас в будущем откроются еще 2 клуба. Пока не будем говорить, кто их будет открывать. Но в ближайшем, я думаю, в 2023 году еще 2 клуба появится у нас. Итого, представляете, у нас в республике уже будет насчитываться 6 клубов. 6 клубов. Ну, я думаю, поймете, что у нас в будущем будут межклубные соревнования. Стенка на стенку. Ну, Саян Жигзымаев, понятное дело, выиграет здесь. Очень опытный спортсмен. Я думаю, здесь ему может противостоять только Жамсуев Бургет. Ну, это, конечно, мое мнение. Куприянов Дмитрий еще пока, так скажем, сыроватый для него. Куприянов Дмитрий, 47. Бургет Жамсуев. 49. Должен дать бой Жигзымаеву, так как Жигзымаев Саян у нас в этой весовой категории считается фаворитом. Тигет хондете манай нютагархи манеш харакшит муно кавердер гора. Один из один из талантливейших сыновей нашей республики, по национальности русский, Куприянов Дмитрий. Дима, конечно, мне симпатизирует, как лично вообще мне нравится парень. Он не из Углая? Так, Куприянов Шор 7, пока Зугалай, он, видимо, сам не хочет. Я думаю, он хочет спортивный клуб Хабой. Я бы сам не против, конечно, этого легионера взять. А 2004 года парень, 18 лет. да, очень непредсказуемый парень, смотрите, борьба у него. Ну, тоже 10-0 закончит, я думаю. Что, давно борется? Борется, ну, с детства, самого детства, под руководством Эдуарда Цыдыпова. Сейчас могу даже крикнуть издалека. Дима, надо побороться, надо разогреться, прочувствовать ковер, не надо выигрывать 10-0. Следующая схватка, потому что будет у него более такая серьезная. Это с Жигзымаевым Саяном, поэтому... Дима, не надо, поборись, Дима, поборись, не надо 10-0. Поборись, Дима. Дима, не надо 10-0, не надо. Сейчас вы слышите, как я кричу. Поэтому, Дима, все 2 периода надо бороться. С Саяном будешь бороться, ковер прочувствовать надо. Подергай, потаскай. Ну, такую рекомендацию даю, потому что тоже переживаю за спортсмена. Еще раз напомню, симпатизирует. Молодец, мне нравится, он дисциплинированный парень. Я говорю, Дима, тебе, чтобы до полного совершенства, тебе нужно осталось изучить наш бурятский язык. Если ты бурятский язык изучишь, тебе вообще не будет, как говорится, совершенства. Поэтому молодец, я думаю. Дима, потаскай, подергай, как на тренировке подергаешь, с Саяном бороться будешь. Потому что в следующей схватке он будет бороться с Жигзымаевым Саяном. Так, почему на 2 коврах трансляция? 1 ковер, да, у нас 1 ковер, так как у нас участников маловато.
около 100 участников, по-моему. Ну и в каждом весе у нас, короче, это. Поэтому мы решили, как говорится, хороший бросок. Решили на одном ковре проводить, так как показывать все схватки, потому что прямая трансляция у нас, видите, табло всего одно, которое показывает у вас на экране. Ну, для удобства, потому что второй ковер, если всех выпускать, то я думаю, у нас встреча очень быстро закончится. Ну и многие не поймут. Вот, кстати, Жамсуев Бургет, про которого я говорил, борец в синем трико, борется с Гергеновым Львом. Оба представляют Эршор. Ну, я думаю, Бургет, конечно, более опытнее, выиграет. Конечно, это мой взгляд, на мой взгляд, поэтому еще раз напомню, борьба — это непредсказуемый вид спорта. Всегда можно залететь, всегда можно удивить зрителей. Казалось бы, то, что я вот предсказываю, должно быть случиться, а на самом деле бац, и все может поменяться. За это и любят, я думаю, вольную борьбу многие болельщики наши. Счет 2-0. Видели, какой красочный проход сделал Жамсуев. Ну, по динамике, по биомеханике движений прохода в ноги было видно, что Бургет хотел запулить своего оппонента на 4 балла, но не получилось. Лев Гергенов у нас очень пластичный. В принципе, знаю этих спортсменов очень хорошо. Очень хорошо это Жамсуев Бургет. Хотелось бы отметить, это сын нашего легендарного спортсмена Дугара Жамсуева. Все вы знаете, я думаю, любители, поклонники нашей борьбы Дугара Жамсуева, который в далеком 96-м году выиграл в Тыве, в Кызыле, золотую медаль чемпионата России, стал чемпионом России. Дугар Жамсуев у нас является двукратным чемпионом России. Если мне не изменяет память, можете вдруг поправьте меня, пожалуйста. Тут у меня передо мной ничего пока нету. В 2001 году выигрывал чемпионат России. Был участником чемпионата Европы, но, к сожалению, старт был неудачный, так как по тем временам были такие непростые правила. Тогда борьба проходила по пулькам, так называемым пульки. Те, кто помнит, пульки — это такие группы были по 3 человека, с которых выходил только один человек. И, к сожалению, тогда у нас Дугар Александр Жамсуев попал в пульку с Мурадом Кардановым. Мурад Карданов, имя, по-моему, Мурад, но фамилию точно помню, Кардановым. И, к сожалению, проиграл, тогда он попался ему на мельницу. Я очень хорошо помню эту схватку. И, к сожалению, Дугар Жамсуев тогда не вышел с этой пульки. Ну, Карданов тогда вышел в финал. Вот я, к сожалению, не помню, стал ли он чемпионом Европы. Потому что тогда он боролся с венгром. Венгра я не помню, как зовут. Помню, что был венгр в финале. Ну, по-моему, выиграл тогда. Карданов стал чемпионом Европы. Наш Дугар Александрович Жамсуев. Для нашего Дугара тогда закончилась эта Европа. Конечно, я думаю, если бы судьба бы расположилась бы немного бы иначе, скажем,
Дугар Александрович бы вышел, был бы в другой пульке, тогда бы, конечно бы, я думаю, Дугар Александрович бы железно сидел в тройке на Европе. И был бы у нас результат серьезный уже в тех годах, в 2000-х годах. Но в 2000-х годах у нас не было, к сожалению, серьезного мирового результата. Все вы знаете, после долгого затишья. То есть был, конечно, результат, имеется в виду российский результат. У нас тогда, конечно, в тех годах Базар Базаргуруев стал бронзовым призером чемпионата мира и ныне уже бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года, проходящих в Пекине. Поэтому не судите строго. Я сейчас, так скажем, говорил про российские результаты. Ну, сейчас на ковре видите, Дугар Бургет Жамсуев уверенно ведет. Счет 4-0. Видите, спокойно чувствует. Ну, лев тоже не подарок. Поэтому борьба вся впереди, всякое может произойти. Я думаю, Бургет не отдаст эти технические баллы. Ну вот так вот получилось, что у нас по тем временам был один талантливых тоже сыновей Жаргал Дандупов, у которого была надежда вся. Но, к сожалению, его жизнь трагически оборвалась. Поэтому благодаря вот таким людям, как Жамсуев, Дугар, Жаргал Дандупов, Константин Хангалов, Максим Малонов, те 2000-е годы, которые зажгли, прошли этот серьезный временной спортивный отрезок, дали огромный толчок нашим молодым ребятам, которые по сей день продолжают бороться и радовать нас своими результатами. Ну и сейчас вы знаете нашего молодого, красивого, талантливого парня Евгения Жербаева, который вновь зажег борьбу нашей республики. 7-0. Да, поздравляем Бургеда. Прохождение в следующий круг. Счет 7-0. Жамсуев Бургет выигрывает. Предстоит ему схватка. Ну, я думаю, что уже в финале произойдет эта схватка. Хотя тут, конечно, может быть, Таржиев Аюр, Цидинджапов Батар. Тоже интересная встреча. Даржиев 2004 года в красном трико, Батар Цидинджапов 2005 года. Вот такие школьники участвуют уже на молодежном первенстве республики. Ну, смотрим, что же будет у нас, кто пройдет следующий круг. Честно говоря, тут затрудняюсь прогнозировать. Вот поэтому вот интересна схватка. Кто же из них пройдет, я, честно говоря, даже понятия не имею, кто из них может пройти. Можете себе представить, да, вот вроде бы столько лет уже в борьбе, знаешь оба спортсменов хорошо.
И затрудняюсь ответить. Вот подошел Болот Цептоев. Хочу в него спросить. Болот, как думаешь, кто из них пройдет следующий круг? Я вот Так, сейчас схымбы. Даржиев, Аюр, Тидинжапов, Батор. Я вот сейчас говорю подписчикам, я вообще затрудняюсь ответить. Потому что даже зная своих спортсменов, да, кто как борется, просто, блин, могу просто пальцем в небо тыкнуть наугад. Бешеды будем от кыльди. Хыне ямарового же. Да, вот, кстати, такой, блин, стопор у меня. Вот впервые встречаю такую схватку, где я затрудняюсь реально ответить. Обычно люблю такие схватки комментировать, прогнозировать примерно кто, даже не боясь, что я даже и ошибусь. Ну, как говорится, на ошибках вот такой опыт набираешь. Но оба спортсмена осторожничают, конечно. Ну, здесь скажу одно, что Аюр Даржиев, он более такой технарь, технический, более такой пластичный. А Батор Тидинжапов, он более такой грубая борьба у него, прямая борьба, грубоватый, такой, так скажем, прямой. Видите, у него атака какая, справа бьет. Немного, вот, знаете, вот это своей правой рукой, вот этот его одно из преимуществ в борьбе. Опа, смотрите, вот она, да, вот этого дождался. Смотрите, 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 что произойдет сейчас. Выстоит, не выстоит. Выстоит, не выстоит. Да. Есть 2 балла. Стоп, зона. Счет 4-0. А, нет, вру. Пардон. 5-0 счет 5-0. Левый хулора движение какие надо было. Ну, если бы там бы на центре ковра была бы, да, все, борьба могла бы закончиться 10-0. Ну все, теперь Аюр понимает, что стоять уже нет смысла. Надо идти пробовать атакующие действия. Да, сразу, конечно, хочу, чтобы стало у меня много свидетелей. А свидетели — это вы, дорогие наши подписчики. Сегодня хотел, конечно, выступать в качестве оператора, снимать зрелищные поединки, вот как этот. Но, к сожалению, не получится, наверное. Посадили меня комментировать первенство республики. Сейчас, конечно, бы хотелось бы как можно больше бы людей бы село бы комментировать, но что-то все прямо на меня комментариями лучше, да. О, спасибо большое. Вот такие комментарии, да, они как бы вдохновляют, хочется дальше. Спасибо, приятно, конечно, слушать такие комментарии, смотреть такие комментарии. Ну, вообще, конечно, я считаю, что я тоже вношу лепту. То есть не только я, мой спортивный клуб под названием Хабой. Если вы не знаете, что есть такой спортивный клуб, хотелось бы, чтобы вы подписались под наш Инстаграм, так как мы тоже освещаем нашу деятельность, популяризацией, занимаемся популяризацией нашего совершенного вида спорта. Поэтому подписывайтесь. Ну, все равно я попытаюсь несколько фрагментов заснять, так как считаю, что на нашем аккаунте тоже должны быть фрагменты с записями. Так, чтобы еще бы рассказать вам, 5-0 счет, 5-0, видите, да, ну сейчас уже в принципе могу спрогнозировать, потому что уже увидел борьбу. Батор Тидинжапов должен пройти следующий круг. Все-таки
Даже несмотря на то, что они, ну, ровесники, тут, я думаю, год в этом возрасте сильно ничего не решает. Хотя вот эти парни уже борются, так скажем, без пяти по мужикам. Потому что следующая возрастная категория после 24 лет идет мужики. Так у нас в народе говорят. Поэтому... Так, вот атака прошла. Есть бал. Бал есть. Ну, видно, как пляшет Баттер. Почувствовал, что ничего опасного не было. Ну, хотя, что может быть? Все может произойти. Сейчас Аюр может, так скажем, закинуть на 4 балла. И Баттеру, возможно, будет уже не смешно. 30 секунд. Опа! Смотрите. А тут могут 4 балла дать. 4 балла могут дать. Если бы где-нибудь боролся в другом регионе, я думаю, дали бы 4 балла. Если бы хотели засудить. Ну, дорогие друзья, если брать нашу борцовскую судейскую кухню, то там очень много нюансов. Очень много нюансов, которые даже и мне порой сложно разобраться в них. Поэтому говорю, смотрите, ситуация была такая здесь. В другом бы регионе реально могли бы дать 4 балла. Ну тут, как говорится, судьи судят адекватно первенство, так как все-таки серьезный старт официальный. И формируется сборная команда. Опа, хороший бросок. Да, кульминация. Думал, что будет хороший бой. Но получилось так. Все-таки силовые показатели еще раз доказывают, что силовые показатели играют большую, огромную роль. Чистую победу одержал Тинджапа Баттер. Кстати, Спортивного клуба «Олимпийский». Вот я Баттера Весовая категория Тинджапова 74 килограмма. смотрю, у него вот борьба немного схожа Ищеев Лусан, с Бояром Цыреновым. Представляете, вот есть что-то такая схожесть визуально, потому что у нас всегда есть такие моменты, мы всегда молодежь сравниваем уже с нашими спортсменами, которые уже на этапе завершения спортивной карьеры. Поэтому интересно, конечно, когда наши молодые спортсмены берут чей-то стиль и дальше оттачивают его. Ну, на ковре у нас Лупсан Даржиев, тоже спортсмен в красном трико. Весовая категория, видите, 74 килограмма. Который симпатизирует мне. У меня уже второй спортсмен, который выходит, который мне нравится. Нравится его образ жизни. Хотя, конечно, есть моменты, где тоже он поддается моей критике, ругаешь иногда его, когда видишь, что он в 2 часа ночи ложится спать. Но я думаю, для этой молодежи нынешней уже в 2 часа ложиться спать, это уже, как говорят, норма. Ну, это, конечно, отдельный разговор. Я думаю, на эту тему можно разговаривать долгие часы. Поэтому так краем глаза, краем уха можно затрагивать такие темы. Все главное, чтобы вы, дорогие наши друзья, не покидали нас, а были нам верны нашему, то есть верны, как говорится, нашему совершенному виду спорта, потому что все-таки мы все для вас тренируемся, боремся для вас. Так, Лупсан попытался перевернуть, ну счет 3-0. Я думаю, Лупсан выиграет без проблем. Поэтому спасибо вам большое. Большое спасибо.
Оставайтесь с нами, не предавайте нас. Потому что, еще раз всегда буду говорить от своего лица. У нас появилось много видов спорта, куда разбирает просто наших талантливых детей другие виды спорта. Не хотелось бы, конечно, чтобы туда уходили ребята, каждый тренер за свой вид спорта и заинтересован, чтобы оставались молодые ребята в борьбе. Так, счет 5-0. Смотрим, возьмет ли 2 балла. Я думаю, Лупсан будет стоять. Видите, так просто не отдает. Так, у нас в клубе тут вопрос обои МБН. Да, спасибо большое. Ну, честно говоря, у нас сейчас борется всего один юноша. Всего один юноша. Занимаемся с ним одним пока. Набор пока не делаем. У нас, так скажем, в спортивном клубе, как я говорю, у нас идет перезагрузка. Перезагрузка нашей системы. Те, кто не знает, мы сейчас испытываем, так скажем, непростые времена. У нас, будучи 18 человек участников нашего проекта, который мы запустили уже в 2018 году, к сожалению, осталось всего 4 спортсмена. Среди них, которых уже 2, так скажем, уже практически завершили карьеру. Один, вы все знаете, Дашиев Ананда, который сейчас тоже испытывает такие моменты падения, так скажем, падение в самом таком возрасте перспективном, когда нужно набирать обороты. Ну, я думаю, что в любом случае у профессионала должны быть какие-то такие серьезные моменты, потому что должно быть переосмысление. Я думаю, Ананда возьмется сейчас, потому что травму получил коленного сустава. Сейчас проходим реабилитацию. Думаю, вы его еще услышите. Я верю в него. Буду до конца верить. Поэтому он наша надежда, главная надежда. Ребята, осталось, потому что, знаете, тут, конечно, долго про это говорить. Но я считаю, что тут была моя ошибка в том, что я слишком начал очень сильно агрессивно, я бы сказал, как-то напрягать их, давление создавать. Я просто, видите, не учел тот момент, что это поколение совершенно другое, и к ним подход нужен совершенно другой. Поэтому поспешность, вот она, моя была поспешность, моя ошибка. Я поспешил. А мне нужно было выждать момент небольшой. И чтобы, как бы команда осталась, я не говорю, что с 18 человек, но у нас бы, по крайней мере, бы осталось человек 8, это точно. Вот с 8 мы бы работали бы. Ну, сейчас у нас, как говорится, один юноша и один мужик, Дашиев и Мухадаев. Буду верить в них до конца. Соответственно, я получил огромный опыт, я бы сказал, хорошую практику, вот именно практику, потому что у меня есть хорошие инструменты для этого. То есть я на своих ошибках понял, как работать с этой молодежью. И выдвигаю, конечно, свою теорию. Сейчас хочу попробовать работать со сборной командой. Но, к сожалению, пока меня не берут на работу. Я думаю, вышестоящее руководство должно заинтересоваться моим проектом. Как говорится, в
кавычках они не дураки, должны видеть серьезных ребят, серьезных тренеров, таких как Вандан Цидинабаевич, Батыр Батоевич Базаров. Хочу отметить Эдуарда Цидыпова, Бато Банзараксаева. Это уже тех тренеров, которые работают в районах. Вот нужно им большое внимание уделять, потому что на них держится вся борьба. От их зависит, каких талантливых ребят они будут нам поставлять с нашей необъятной, наших необъятных уголков нашей прекрасной республики. Агдонов нет, Агдонов, к сожалению, сейчас тоже реабилитируется, но он сейчас тоже проходит такой серьезный момент, и как говорит наш директор, проходит коридор затмений. У каждого в жизни бывают такие моменты переломные, и очень важно решить в этом периоде, то есть решить свое будущее, так скажем. Так, ну у нас здесь на ковре борется Дылыков vs Теренжапов. Сразу прогноз сделаю. Теренжапов выиграет. Так смело уже прогнозирую. Не считайте меня, конечно, крутым аналитиком. Просто я их давно знаю и знаю, кто как борется. Поэтому мне только учиться и учиться еще долгие-долгие годы, чтобы быть, как говорится по-бурятски, конкретно анализировать. Спасибо большое. Да, мы, как говорится, верим в свой клуб. Как говорится, буду до конца идти. Сейчас мы уже переходим на другой уровень, будем набирать легионеров, так как сейчас ребят набирать с самого начала, это нужно отдать этому многие долгие годы. Поэтому я думаю, сейчас стало модным набирать легионеров, работать с ними. Ну и сами понимаете, время у нас скоротечно. Мне уже, как говорится, пошел 5-й десяток. И нету времени заниматься с маленькими. Поэтому тоже хотелось бы сказать, не судите строго. Хочется работать уже с подготовленными ребятами, уже с 5 профессионалами. Поэтому, если вы смотрите прямой эфир, есть у нас борцовский дом, который, к сожалению, пустует. Если есть у кого желание, милости просим. Поэтому, я думаю, верю, что найдется такой парень, как, скажем, Мэнни Пакьяо, Майк Тайсон, Александр Медведь, Александр Карелин, Бувайсар Сайтиев и многие наши мировые звезды. Я даже взял бокс, потому что что объединяет все виды спорта? Только одно. Это дисциплина и нездоровый фанатизм к своему виду спорта. Так, поздравляем Теренжапова с выходом в очередной круг. Сейчас главный судья подошел, делает замечание. Главный судья у нас Владислав Валерьевич Бардаханов. Еще раз напомню, у нас проходит первенство Республики Бурятия до 24 лет памяти заслуженного тренера Республики Бурятия Валерия Мандаракшевича Садеева. 79-86 сейчас на подходе. Ждите, дорогие наши друзья, скоро подойдут. Судья Базаров. Сейчас
74, а нет, уже вот как раз подошел вес 79 килограммов. Да, вот сейчас был у нас вес 79. Простите, пожалуйста, тут отвлекся, заговорился. Иногда бывает, когда уходишь сам с собой наедине с разговором и не замечаешь, что вокруг тебя происходит. А на ковре у нас Бальжанимаев Арсалан Артшор ВС Ачиров Галсан Шор 9. Ну, я думаю, здесь тоже спрогнозировать хочется, прямо язык чешется. Бальжанимаев Арсалан пройдет следующий круг. Смело говорю, так как тоже знаю этих спортсменов. Хотелось бы сказать, что здесь почему у меня такая уверенность у Арсалана Бальжанимаева. Если брать волевые качества, он более качествен. Как там, не знаю, у меня с русским языком иногда бывают тоже проблемы. Если что, вдруг где-то у меня с орфографией проблемы, пожалуйста, не судите тоже строго. Сейчас в дальнейшем, думаю, тоже надо пробовать по-бурятски комментировать. Все-таки наши собратья якуты молодцы, вот я смотрю их, наблюдаю за ними. У них комментарии идут только на их родном языке. В этом плане они молодцы. Вот видите, как уверенной походкой возвращается в центр ковра Арсалан Бальжанимаев. 2003 года рождения, кандидат в мастеры спорта, кандидат в мастеры спорта, если точнее быть. И Ачиров Галсан Шор 9 2004 года тоже является кандидатом в мастера спорта. Ну, ковер покажет. Как тут мне некоторые говорят, дай бог, чтобы твой прогноз был ошибочен. Я говорю, да тут не в этом плане, что я за кого-то болею, это чисто практика, анализ, это учение, самообразование. Пятый десяток идет, и я говорю, не перестаю учиться. Учиться самое главное, как говорит его святейшество Далай-Лама, всю жизнь учиться. Я даже сейчас в своем возрасте, 80 лет, я помню, его читал, смотрел его интервью, когда он давал. Я, говорит, и сейчас учусь. То есть те люди, которые считают, что какой-то наступает предел учения, то они глубоко ошибаются. Учиться и всю жизнь учиться. 257 килограмм от 4 финала. Ну, счет 2-0, смотрите-ка. Шахтору поехали. Кусаева Арта. Устоял. Ачиров Галсан устоял первый период. По моему анализу у нас очень много решается все во втором периоде. Второй период, именно хотелось бы отметить второй период, 5-й минуты. Если брать физиологию организма, у нас вот на этой минуте начинает очень интенсивно закисляться организм. И тут как раз такой есть фактор, когда выявляет, кто как тренируется. Как правило, если после 5-й минуты идет отрыв большой, это уже говорить о подготовке спортсмена. Сразу видно со стороны, кто как тренируется. Или класс, да. Вот, кстати, вот Боярчик Даржапыч к нам подошел, присоединился. Боярчик Даржапыч, здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Так, Боярчик Даржапыч, Сэм Байну, хотелось бы. Боярчик Даржапыч Циренов, руководитель Центра единоборств. Центра единоборств Патриот у нас в гостях. А сейчас мы Боярчик Даржапычем немного по-свойски подискутируем, пообщаемся.
Ну, я думаю, все вы знаете Байрат Цыренова. Я думаю, его регалии перечислять сильно не стоит. Просто хочу отметить самые главные регалии. Это бронзовая медаль чемпионата России. Боярчик Даржапович у нас является мастером спорта международного класса по вольной борьбе. Боярчик Даржапович Сэмбэйну. Сэмбэйна, где всем, кто смотрит прямой эфир. Боярчик Даржапович, я вот тут как раз разговаривал вот о теме вот дисциплины спортсмена. Хотелось бы узнать у вас, как вы считаете, какая важность дисциплины вообще наших ребят нашей республики? Наших ребят или вообще как дисциплина влияет на результат? Ну, можно вообще, да, потом как бы для наших ребят как бы скажем, тут моменты есть у меня некоторые. Дисциплина это, конечно, в жизни и в роли каждого спортсмена играет важную роль, очень важную роль. Из дисциплины начинается результат, я скажу. Как он относится к тренировкам, как он относится к отдыху, это самое главное в нашей работе, я так скажу. Отдых, он должен быть всегда нормированный, полноценный. Если спортсмен плохо отдыхает или мало отдыхает, мало работает, это, в общем, сказывается именно на борьбе. На тренировках особо может и не заметить человек, но когда выходит на соревнования, там очень заметно, хорошо ли готов, хорошо ли выспался, хорошо ли отдохнул. И вот здесь показывается вся его дисциплина, подготовленность. Ага, спасибо. А вот смотрите, есть еще такой момент. Ну, я думаю, уже тут сейчас давеча общался с нашими подписчиками. И тут я вот отметил момент, у нас моменты есть такие, что я как сам наблюдаю все-таки, смотрю за ребятами, и у нас очень много ребят, они вот у нас поздно ложатся спать. Вот, как вы считаете, можно вообще профессиональному спортсмену ложиться, скажем, в 3 часа ночи или в 2 часа ночи спать? Нет, это вообще, наверное, противопоказано ложиться поздно, спать, в общем. От недосыпания могут возникнуть травмы. Может человек быть невнимательным. Из-за этой невнимательности, опять же, могут случиться травмы. Если он, скажем, не выспался, уснул часа в 2 ночи, в 3 ночи и проснулся в 7 утра на зарядку, за 5 часов организм не восстановится. Ни в коем случае. Да. Что там говорить о 4 часах, да? Вот я тоже говорил, ребята, как вы сможете за 5 часов взять и восстановиться? Ну, не зря говорят, самый лучший восстановитель это сон. Мне всегда говорил мой тренер Анатолий Алексеевич Белоглазов: ребята, главное, надо отдыхать. Ну и тоже чересчур много спать, это тоже вредно. 8 часов это самая такая хорошая норма сна. Так, вот смотрите, сейчас, кстати, борется у нас на ковре два, я так скажу, мирмидонца, которые начинали, Боярчик Даржапович отошел. Каркунов vs Домбаев Бато. Смотрите, что происходит. Эти два спортсмена вот, как раз задавали вопрос. Вот они, два спортсмена наши, которые боролись в нашем спортивном клубе. И, к счастью, не сломались, они продолжают дальше свою деятельность. Мы сейчас уже с другими тренерами, с другим клубом. Сейчас, смотрите, прошел Жамсаран, отыграл 2 балла, счет 3-2. Мне очень интересна эта схватка, просто
знаете, интересно в том плане, что они оба, разница, в принципе, у них существенная в возрасте. Бато Дамбаев в синем трико, он старше своего одноклубника в прошлом на 3 года. Ну, в принципе, я думаю, мне кажется, что как будто бы выиграет Жамсаран, потому что я в последнее время, наблюдая за Жамсараном Каркуновым, он очень неплохо набирает, и борьба как раз у него такая, знаете, неудобная для Бато, потому что, зная уже борьбу у Бато, потому что сколько времени я с ним работал, примерно знаю. Ну, тут интересная, конечно, схватка, кто выиграет. Но мне кажется, что Жамсаран должен выиграть, несмотря на разницу в возрасте. Потому что все-таки тут в этом возрасте уже... Опа, смотрите. Опа, смотрите, ничего себе. Так, есть, вертушка прошла. Эту вертушку мы отрабатывали, хорошо помню. Так. Так, там завязка, к сожалению, не увидели, что за завязка, но там как-то 2 балла дали Жамсарану. Сейчас, я думаю, будет спорить, нет. Ага. Так, ну сейчас, на сегодняшний момент Жамсаран тренируется под руководством, знаю, Тумена Валерьевича Цириндаржиева, Бато Дамбаев под руководством Зариктова Владимировича Меньжикова и бояра Чагдаржапыча Циренова. Так, смотрим, интересно. Да, вот видно, что Жамсаран нагнетает. Первый период закончился. Да, кстати, я никакую схватку так не комментировал, как эту. Причина, я думаю, те, кто только присоединились, понимаете, что мне интересно, как мои 2 экс-воспитанника сейчас, как сказать, выросли. Вот. Мне очень интересно, конечно, переживаю за 2 спортсменов, но больше предпочтений, конечно, я отдаю Жамсарану. Потому что Жамсаран у нас, ну, как говорится, отхончик. Отхончиков всегда более, как говорится, любит, что ли. Опа, смотрите. Опа! 4 балла. Так, 7. Так. Интересно. Очень интересная встреча. 4-7. Ну, еще впереди целых 2 минуты 40 секунд. Еще, ну, Жамсаран, я знаю, он физически хоть и слаб, но функциональная, вот именно выносливость у него неплохая, он будет идти будет. А вот Бато может подустать. Смотрите, видите, как тяжело встает. Да. 5-7. 5-7. 5-7 счет. Так, ну видите, наверное, там издалека, как нервничает тренер Валерьевич Тумен. Так, есть балл. Тумен Валерьевич Цириндаржиев, смотрите, скрестил руки, сидит. Ну, я думаю, должен быть спокоен, потому что Жамсаран выиграет. Чисто, конечно, мое мнение, как эксперта, пока в кавычках, я не знаю, пока далеко, я думаю, говорить про себя, что я эксперт, поэтому всегда раз что-то с чего-то начинается. А вот это, я думаю, не надо. Вот это называется закручивание вокруг коленного сустава, против сустава. Не надо. И вот Ананда, вот, кстати, вот такой ситуации, которую вы сейчас видели, докрутился наш Ананда Дашиев. Сколько раз я ему говорил, нельзя так крутиться. В итоге докрутился, а сейчас реабилитируется. Поэтому, опа, смотрите, что происходит. Еще 1,5 минуты впереди. Отсчет минимальный. Да, Бато подустал Бато.
Но у Бато есть характер, конечно. Я думаю, за счет характера сможет ли выстоять. Жамсаран сейчас будет атаковать. Смотрите, вилла. Опа! Ничего себе, бросок. Почти бросок. 2 балла. 2 балла. Еще не все потеряно. 6-9. Чуть больше минуты. Так, сможет ли выстоять Бато у нас? Характер, самое главное, у Бато есть характер. И вот за счет характера должен выстоять. Но если сейчас Жамсаран выиграет, значит мой анализ был точен. Потому что как раз таки, ну, видно визуально, да. Так, опа, есть. Крутиться вокруг надо, в другую сторону крутиться, Вот смотрите как. Смотрите, что творит Жамсаран. Жамсаран, что творит? Ну, да как сойти прямо... Так. Стойка. 17 секунд. Я думаю, тут решаться будет 4-бальный бросок. Так, нет, надо искать 4-бальный, да, ищи, Жамсаран. Последняя надежда. Ну. Не хватило времени. Поздравляем. Да, ошибся. Было понятно. Ну, тут думаю, что Жамсаран тактически неправильно борьбу построил. Хотя все в руках было. Бато выдержал. Молодец. За счет своего характера. Весовая категория 80. Не зря говорю, мирмидонец. Мирмидонцы я их называл, потому что я всегда считал, что мирмидонцы это самые отчаянные воины Греции были. То есть отчаянные, это самые бесстрашные, самые такие, знаете, такую ассоциацию им приводил, чтобы они просто выходили на ковер и шли в бой до самого конца. Так, прямые эфиры продолжаются. Надо было мне заснять это видео на свой телефон, но от переживания я забыл про свой телефон. И хотите узнать... Так, выиграл Каркунов. Каркунов? Ой, не, Домбаев выиграл. Я тут плохо спрогнозировал, неправильно спрогнозировал, думал, что Жамсаран выиграет. Ошибся. Так, еще одна встреча интересная, очень интересная встреча. В весовой категории 86 килограммов. Судаков Максим, Эрхитуев Кирилл. Тоже не могу спрогнозировать. Интересная встреча. Кто же из них выиграет? Как думаешь, Болот, кто выиграет? Так, Судаков, Эрхитуев. Так, Мандыш. Я тоже не могу сказать. Что-то мне сейчас кажется, сейчас только до меня дошло, что Судаков выиграет. За счет чего? За счет того, что я знаю, что Кирилл, он сейчас служит в армии и плохо тренируется, несмотря на то, что, конечно, у него опыт огромный. Он максимально чувствительный парень. Не, на сегодня, да, больше, тренируется Максим на ковре сейчас. Да, на ковре, тем более он сейчас же третьим стал на турнире. Какой же турнир проходил-то недавно? Ох, стыдно. Турнир проходил недавно, Кудуховский, что ли? На Кудуховском третьим стал. Ой, нет, ошибаюсь, это в Якутии проходил турнир. Не помню, как турнир называется, елки. Простите, пожалуйста, дорогие наши друзья. Крылова турнир был. Крылова нет, И это Коркина. Коркина, потом еще один турнир был. Третьим там стал. А на этого Юмшанова. Имшанова, да, вот, болото, попробуй. На Имшановском стал третьим. Соревновательный опыт, конечно, сейчас у него получше. Хотя, если по копилке взять опыт спортсменов, у них, я думаю,
на чашу весов, если поставить соревновательный опыт, у них, в принципе, одинаковый. Ну, просто у Максима свежее этот опыт. Смотрите, он, видишь, проходит перехват. Интересно. Ох ты, посмотрите, что за бросок, 4 балла. Да, здесь без вопросов, 4 балла. 5-0. 4 балла. Ну, понятное дело, какой бы, конечно, ты не был чувствительный парень, какой бы ты не был талантливый, все-таки тренировочный процесс, именно систематический тренировочный процесс бьет цель. Оп, смотрите, еще, ну, хотя борьба, еще раз говорю, это непредсказуемый вид спорта, поэтому, спасибо большое, нам подсказывал здесь Шанходоев, Владимир Шанходоев, спасибо большое, вы больше нас знаете, респект вам. Шадапов нет еще, вот сейчас, кстати, ждем Шадапова. Шадапов сейчас выходит после этой пары. Ну, я думаю, Шадапов там вынесет просто в одну калитку. Ну, в хорошем смысле слова. Не подумайте, что я там какой-то негатив. Хаптагаева Бориса Сершора. Так как первая причина Хаптагаев Борис, он младше на 2 года. Так, это на ковре На ковре, а что у нас там? Баемдуев Баир. Да. На ковре борется Баедуев Баир. И Гармаев. Кумба Гармаев. Да. Сейчас, 57. Гармаев Солбон. Гармаев Солбон. Ну, честно говоря, там зрелищности никакой не будет. К сожалению, да. К сожалению, дорогие наши друзья, не будет там никакой зрелищности. Вы сами понимаете, зрелищность там, где, когда зритель сомневается в победе своего кумира или своего, как говорят, поклонника, это вот вызывает зрелищность. А что делает наш вид спорта таким привлекательным? Я думаю, это непредсказуемость, зрелищность. Можно обозначить Баирное на Кубке России. Да, кстати, Баир. Все 3 схватки выиграл, приехал. Все 3 схватки он, провел? 3 схватки провел у нас Баир Баендуев. И ни одной не проиграл на Кубке России. А Кубок России, я думаю, вы знаете, что это уже серьезный Встречи уровень. были с Дагестаном, третий круг, Крым и Чечня. Так, ну, я думаю, то есть Хадынзон, да, Байгай? Хадынзон, то есть, представляете, да, уже Манеш Бурят Хун уже шуны, да, шуны, ходы, зоны. У меня с грамматикой бурятского языка, к сожалению, маленько слабовато, ну, так как я очень поздно начал изучать бурятский язык, 23 года начал изучать, ну, и до совершенства начал доводить, наверное, года 3-4 назад, 38 лет опять взялся за свой родной язык. Поэтому считаю. Так, Что там у нас? на ковре Пурбо Эрденеев. Пурбо Эрденеев и Так, сейчас очки. Шайжинимаев Алдар. Кстати, Шайжинимаев там Алдар вышел. интересная схватка, но я думаю, что Шайжинимаев выиграет. Потому что ввиду того, что так мы сейчас комментируем второй ковер, а во втором ковре Тоже слышно. Да, слышно. Одновременно. Одновременно. Так, ну, вы видите, да, что Судаков Максим 7-0 уже ведет. Видите, перехват. Ой, смотрите. Да, рискнул, попробовал рискнуть. Максим, конечно, набирает сейчас. И Кирилл, конечно, подустал, видно. Травма. Эрденеев Пурбо. Видишь? Так, ух ты, Эрденеев Пурбо взял, что ли? Да вы что говорите? Накатил. Так, не накатил, да? Ну нет, Шайжинимаев, он так вот, просто бывает иногда оценка, что ты выходишь, конечно, залушил, когда выходишь, ты его так помял маленько, раз, он шудуё, харулат, гдергей, как говорится, агарат, хойрбале, аббат.
Ну, и по визуально даже посмотри, как он спокоен. Думаешь, что ж, Ямыр, как бурятыр. Не, Пурбушне младше на 3 года. 3 года, да? 3 года. Шажнимаев Алдар 2 года. Пурбу 5 года. О, спасибо Молодец, большое. что начали изучать. Да, вот Конечно, мне молодец. осознание пришло, знаете, я могу вам рассказать историю, что меня подвергло начать изучать бурят хлын. Конечно, я в совершенстве не знаю его, но самое главное, что я его понимаю полностью и могу ответить, фразы говорить и как-то некоторые, ну то есть побеседовать, так скажем, на разговорном стиле, так скажем. Был момент в далеком 2003 году, и тогда мы тренировались в ШОР-10, мы убирались, я тогда совершенно не знал бурятского языка и, соответственно, вошел в элиту наших борцов, а тут они как бы разговаривали все на бурятском и все время угорали надо мной. Ты, говорит, по-бурятски понимаешь? Я говорю, ну, конечно, понимаю. Ну и в итоге раскусили, что я в итоге-то и понимать-то ничего не понимал. Так, ну все. Поздравляем Судакова Максима с выходом в финал. Прогноз мой был безошибочен. Получил еще один опыт. Так, а на том ковре у нас 4-0. Выигрывают все-таки маленькие, да? За Лушу выигрывают. Ну, второй период весь впереди. Ну так вот, пока период спортсмен отдыхает, ребята мне крикнули: Гриша, говорит, ши, говорит, тахяны ухатышгу. Ну, соответственно, я на автомате сказал, ну, конечно, да. Ну, соответственно, тырыш не ты, короче, не. Просто смеялись. А я увидел со стороны, что они со страшной силой смеются. Соответственно, потом я, когда узнал результат, знаете, мне было как стыдно. Мне было очень стыдно. Так, Шадап Буинто. Все, вот Буинто Шадапов вышел. Борис Хаптагай. Это один из моих любимчиков тоже. Любимчиков. Ну, Хаптагаевым я сам боролся недавно. Поправил, почему я смело говорю, что Буинто выиграет его. Как говорится, на своей шкуре проверил молодого. А на том ковре у нас 4-0 ведет Шойженимаеву. Ну, Шойженимаеву, конечно, он не будет проигрывать. Я думаю, он сейчас если в партер войдет, он его в партере просто уничтожит. Потому что он понимает, что уже шутить не стоит. Шутить реально не стоит, потому что может доиграться. Как я, говорит, могу проиграть такому молодому парню? А потерять достоинство, не то что потерять достоинство, все мы можем проиграть, конечно, но все-таки достоинство тому, что Шажнимаев нет, тренировок Хане голю. Хане, по-моему, Хане. Вот изначально просто без Турму Хархада смотрю, что-то он визуально Хархада, смотрю, что-то вышел такой визуальный, смотри. Ой! Я же говорю, видишь, как агрессивно. 5 можно. 4 балла. 4 балла, конечно, железно, потому что отрыв уже был. В смысле А, вот. 2? Нурбе, ты что, 4 балла? Ну, 2 балла. Видишь, он в конце как будто бы вот так упал. Ну, напад 90 градусов был. Не, выиграет, я думаю, что я занимаюсь. Просто его характер, я думаю, не позволит. Так, ну а здесь у нас уже Буинто актив зарабатывает. В общем, две схватки очень интересно идут. Вернее, на втором ковре, где борются наши мухачи 57 килограммов. Я думаю, там интереснее схватка. Ох ты, да вы что говорите, да, вот это кульминация. Кульминация. Реальная кульминация. Представляешь, да, Болот, что творит? Да.
Так, соревнование проходит региональный центр «Патриот», центр единоборств, Ринчино 2Б, дробь 1. Да, парень, ничего, это борец в синем трико, борец, ученик. Опа, на 4 балла, видите? 4 балла. Два дали. Не, ну тут уже реально заслуживание. Не, все, алфа. Я же говорю, он партия вообще мощный. Алфа, я говорю. Я говорю, характер не должен. Это вот что отличает характер. Конечно, Залышов молодец. И сейчас Шайжанимаева, конечно, зажали конкретно 2 раза. Батыр Владимировича получил бы. Да. Не даст, я думаю. Да, смотрите, 8 секунд. Не даст. Молодец. Шайжанимаев. Ну, дал бой, хороший бой дал. Это уже звонок называется. Бурбор Дынеев. Молодец. Бурбор Дынеев. Запомните это имя. Я думаю, в будущем, 2005 года рождения, уже борется. То есть дал хороший, просто превосходный бой Шайжанимаеву. Молодец. Так, ну а здесь у нас Буинто начал баловаться. Да, начинает баловаться. В кавычках, конечно. Еще раз напомню, Буинто Шадапов — это один из моих любимчиков. Всегда за него переживал. Дисциплинирован. Вот что отличает таких спортсменов — это уважение к старшим. Самое главное — уважение к старшим. Никогда не пройдет мимо. Всегда подаст руку, спросит, как дела. Ну, по сравнению с этой молодежью, конечно, может быть, и не мы виноваты. Так, Так, 61. ух ты, там у нас борется Ганжапов. Смотрите, одна из центральных встреч. Беликто Ганжапов. Красный трико. Ганжапов, Фунтева. Амдинов или Так, Дансаранов? Арсаланов. Дансаранов, Арсалан. 7. 1/4. Ну, хорошая ставка, я думаю. Ну, и думаю, Ганжапов должен выиграть. Потому что уже на прошлой схватке, это когда было, не помню, Ананда Дашиев наш уже делал схватку с Беликто Ганжаповым. Я, честно говоря, был удивлен. Уже дал хороший бой нашему Ананде. Со спортивного клуба Хабой. Уже привык, что уже со своего аккаунта вещаю, как сказать-то, прямой эфир. Ну, конечно, Арсалан тоже. Ох ты, смотри-ка. Ой, Арсалан хотя тоже бой давал. Вот она, расслабон, а. Все, алла. Все, 10-0. Вот она. 10-0. Все, 10-0. Все, 10-0. Это называется расслабон. Ну, я могу было. Дансаранов, Арсалан. 20 лет. 20 лет. Ну, понятно, Дансаранов, Арсалан тоже один из талантливых наших спортсменов. Ну, я считаю, например, что вот такие ребята талантливые у нас должны тренироваться на профессиональном уровне. Ну, а здесь на ковре у нас Буинто Шадапов. Синий трико. Спокоен, совершенно спокоен. Знает, что момент победы уже близок. 15 секунд. И по-прежнему балуется. Я ему всегда говорил, не балуйся. Буинто, борись. Ну, ты же даже не напрягается. не вспотел. Даже не вспотел. Ну, вот не вспотел.
Да, поздравляем Буинто. Буинто Шадапов. Победа одержала Шадапов Буинто. Ковер Б. Ковер А там, да? Поправка. Ковер А. Весовая категория 61 килограммов. Борются малоизвестные, к сожалению, спортсмены. Малоизвестные даже у нас в нашей республике. Константин Ермолаев, Весовая категория 97 Булат килограммов. Аюшеев. Жубалов Илья, Кашур, Так, Санжиев, 10, Альберт, ковер Б. Кашур, Вышел бронзовый призер первенства мира, поправка первенства мира Илья Жибалов, Готовится вес 65 борец килограммов. красного трико. Так, Илья Жибалов 2004 года рождения, тоже молодой парень. И, я думаю, выиграет. В своей категории 97 килограммов. Их есть 3 человека, будут бороться по круговой системе. Каждый из них отборется по 2 схватки. Жибалов, Санжиев. Санжиев 2002 года. Я вот не понимаю, почему Илью Жибалова записали как кандидат в мастера спорта. Хотя он уже мастер спорта. Первенство мира дает норматив мастера спорта. Илья Жибалов в красном трико. Тренируется под руководством нашего старшего тренера по вольной борьбе Батора Батовича Базарова. Ну, у нас турнир проходит, конечно, с помощью не просто первенства, да, у нас вообще, знаете, первенство республики раньше, когда проходило, считается Представители команд, подойдите, пожалуйста, к главному судейскому столу. официальный старт, поэтому у нас официальные первенства Представители всегда команд, подойдите к проходили главному судейскому столу. немного мрачно, я бы сказал, даже скучновато не в том плане зрелищности, а скучновато в плане организаторства. Конечно, схватки были зрелищные, даже такие, знаете, яркие, жаркие, мощные. Ну, а в плане награждения у нас была проблема именно на официальных стартах. Судьям никто не платил, за первые, вторые, третьи места никто деньги не давал. Не было такого шоу, так скажем. А сейчас у нас такие, знаете, продвижения федерации. Федерация, конечно, молодцы, работают. Организовывают такой турнир. Ну и, соответственно, большой поддержкой родственников Валерия Мадыракшевича Сидеева, которые не дают кануть в бездну своего родственника, своей легенды, своего примера, своего Ноин. Молодцы родственники. Вот. Сын Валерия Мадыракшевича Сидеева, это Баир Валерьевич Сидеев, вместе с сестрой, с родственниками, с тетями, дядями прямо вот организовывают призовой фонд будет. Пока, к сожалению, не знаю, какой призовой фонд. Араб Мингуларайм. Ну, короче, Мянга Беха. А он Мянга Беха. Так, что у нас вопросы? Так, большое. Сами война, где проходит мероприятие Ренчинов Алдар боролся. Алдар Ренчинов можно узнать в какой весовой категории, потому что я такого не знаю. Алдар Ренчинов. Ренчинов Владимир Гадвайн. Ренчинов. Так вот, не знаем, блин, весовую категорию подскажите. Так, ну сейчас у нас все внимание, конечно, на призера первенства мира Илью Жибалова, ковер Б.
ковер Б. Те, кто смотрит ковер А, можете переключиться на ковер Б, посмотреть, как борется бронзовый призер первенства мира Илья Жибалов. На Кудуховском да, за бронзу. Так, на Кудуховском боролся, да? Ой, Я вот последний раз, ну, на кубке был, до кубка. Где боролся там? Вот я еще последние моменты за новостями борьбы, к сожалению, Ровно стал 14:00 состоится парад открытия. малоактивный. Всем участникам Ну, я думаю, сейчас приготовиться к параду в спортивной форме. Так, сейчас будет у нас парад открытия. Мы прервемся на небольшую рекламу. У нас какая будет реклама? Реклама будет у нас сегодня спортивных клубов. Еще раз напомню, у нас на сегодняшний момент так, удар. Так, врач. Врача. Нет. Хорошо, что не потребовался врач. На сегодняшний момент продолжу, у нас функционирует в нашей республике 4 действующих спортивных клуба, что со времен СССР после 90-х годов впервые такое у нас. Ну, здесь понятно, Туше будет. Да, все-таки, что ни на есть, бронзовый призер первенства мира Илья Жибалов. Молодец. Так, Илья Жибалова, я думаю, скоро заберем куда-нибудь, в спортивный клуб куда-нибудь. Я думаю, сейчас будем с Батыром Батовичем разговаривать. Обязательно нужно участие за какой-то спортивный клуб, так как, думаю, спортивные клубы будут заниматься оформлением содержания спортсменов. Я думаю, сами тренеры должны заинтересоваться. Ну, вы, я думаю, дорогие наши друзья, как вы считаете, вот когда начнется у нас пойдет в систему спортивная, клубная система, вернее, когда начнет функционировать, думаю, что у нас будет намного интереснее зрелищные поединки, потому что спортсмены будут сами понимать, что они представляют не просто там какую-то шорт или дюшку, да, то, что уже приелось на самом деле, да, уже не интересно, кто где тренируется, там, с шор или с шор 10 или с шор 7. Я думаю, это реально уже неинтересно стало, потому что многие, даже я порой сижу и думаю, а в какой школе он тренируется? Вот намного интереснее, когда парень представляет какой-то спортивный клуб, да? Ну, вот как вы думаете? Согласен. Поэтому я думаю, в ближайшее... Например, вот эти наши борцы, шор 10, например, шор 7, они там что получают? Они ничего не получают? Питание получают? Нет. Кормят их? Нет. Вообще. Нет. Сегодня у них элементарно экипировку они там получают, но они раз в год. Ну что экипировка? Экипировка, она сегодняшнюю молодежь, тем более, знаете, да, что они все должны быть в подпитке нуждаться. Вот именно, если в будущем я так... Они тренируются там, получается. Ну, тренеры работают в этих школах. Поэтому, друзья, думаю, пишите комментарии, делитесь. Тоже интересно узнать ваше мнение. Как вы считаете, если клубная система у нас возобновится, намного будет интереснее, когда спортсмен будет представлять какой-то клуб. И у нас, я думаю, начнется тоже своего рода интрига такая. Начнется наши такие межкухонные войны за дележку наших талантливых спортсменов, что уже не одно десятилетие, как говорится, мы, ну, как говорят, в хорошем смысле слова, еще раз повторюсь, конкуренция такая, потому что на самом деле это тоже большой труд, когда ты умеешь своего спортсмена не только содержать, да, вот, но и
содержать имеется в виду финансировать выезды, ставить на питание, да, там, экипировать, какая-то там, я думаю, считаю, что важна вот зарплата вот спортсменам, вот именно их оплата труда, так в кавычках, да, скажем, стипендии может быть. Так, и, соответственно, какая-то мотивационная, чтобы спортсмен понимал, что он представляет лицо спортивного клуба, а то, что, скажем, навязывает спортивный клуб, в кавычках, конечно, навязывает, это стоит большого внимания. То есть должна быть ответственность. И Отсюда, наверное. я бы сказал, не большая ответственность, а именно огромная ответственность. Потому что я давеча говорил, что нужно вводить в федерацию кулинарный. Так, все у нас сейчас. Сейчас я это скачаю просто. Так, ну все, я сейчас немножко прерываюсь, проголодался, тоже надо сходить перекусить. Так. Хорошенько хвораем. А там все занято, а? Так. Приехал. И вот хархит его. Не, нам догорало. Нету. Просто зарядка идет. А вот. Так, передача файлов. А вот 3:10, а. Так. Захя, думаю. Захя. Я. Ага. Так, на минус выше. Сейчас еще найдется. Сейчас. Нет. Вот это второй. Ну, Захя. Ага. Так, хорошо, хотим. Все, ага. Нажим был. Это песня. Плюсовка. Ну, микрофон просто будет дворе бляха. Ну, уже все, голос там все есть, уже запись. Все понятно. Долхов, короче. Ага. Все, я говорю, такой. Еще не выйдет. А? Еще не выйдет. Фонограммы. Сеттерт Халион. Ага. Я хотела подать. Все. Еще встречи 4 победы держал. Лоци был Руслан Степанович на Медведев.
Нам до этого много работы было. интернеттің қолы далеко. Дубей весьма послушал номер 10. Майданов Тимур за счет Волчанской завода. Так, Володь, тебе должны скинуть 2 минусовки. Скинули? Скинули. Хороший хилогу. Yana музыка, фонограмма, юноды скачиваю один флешку, подключение мне. Видимо, зависшее вышло. Ну, барагу логу, хоромнугу, рухаяты. Заболо. Здесь две победы взял Никита Владимир Шевченко.
Всем участникам готовиться на парад открытия. Всем участникам. Через 5 минут парад открытия. Спортивная форма.
Ахмедова держал Майданов Тимур. Участникам парада строимся в коридоре за трибунами. Выходим сейчас. Выходим, все участники соревнований, выходим на построение. Все без исключения. Представители, обеспечьте явку своих спортсменов на парад.
Команду дадите, поставлю. И нет прекрасней спорта, как было здесь и будет так всегда. Мы вольники, мы вольная команда, и сгорит нам, не прыгнет мечта. Мы знаем спорт, но мы не знаем словы. Мы на добре враги, а за добром друзья. Да, мы бойцы, но мы не комсомолы. Нас можно победить, но нас сломать нельзя. Амуксын Кундатаэшет, Варидашет, Мутаварчет. Добрый день! Мы рады приветствовать вас, гостей, участников первенства Республики Бурятия по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет памяти заслуженного тренера России Сидеева Валерия Мандракшевича. Организаторами турнира являются правительство Республики Бурятия, Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, Федерация спортивной борьбы Республики Бурятия, Государственное автономное учреждение Республики Бурятия, Дирекция спортивных сооружений. Партнеры нашего мероприятия: акционерное общество «Забайкальское горнорудное предприятие», группа компаний «Титан», магазин «Спорт-лидер», сеть кафе «Шелутло», сеть кафе «Лимонад», магазин «Олимпиец», от общества с ограниченной ответственностью «Бурятмесопром», Бурятское республиканское отделение общественно-государственного объединения Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», региональная общественная организация «Землячество уроженцев Тункинского района Республики Бурятия «Саяны», коллектив муниципального бюджетного образовательного учреждения «Галбайская основная общеобразовательная школа», жители села Галбай Тункинского района, также одноклассники сестры Валерия Мандракшевича Маргариты Дамбиевны, воспитанники Валерия Мандракшевича, родственники супруги Мадыгмы Жанаевны и род Баласытын, родственники Валерия Мандракшевича. Наши информационные партнеры: телекомпания АТВ, радио МСМ, рекламная группа «Домино», радио «Баргузин ФМ», агентство рекламы Redbox, Бурят ТВ, медиахолдинг New Media Group, радио Бурят ФМ. Дорогие участники, дорогие зрители, разрешите рассказать несколько фактов из жизни и биографии Валерия Мандракшевича. Валерий Сидеев родился 1 сентября 1946 года в селе Галбай Тункинского района Республики Бурятия. После окончания средней школы поступил на физико-математический факультет Бурятского государственного педагогического института. Вернувшись в район, работал учителем математики в средней школе села Толтой. Был призван в ряды советской армии. Служба Валерия Сидеева проходила в Красноярском крае. Командование воинской части, узнав о спортивных успехах молодого солдата, назначило его ответственным за спортивную подготовку личного состава. Работа физоргом пришлась по душе Валерию, и уже в армии он пришел к решению связать свою жизнь с тренерской работой. После службы в армии стал тренером-преподавателем по вольной борьбе в Тункинской детско-юношеской спортивной школе. Переехав в город Улан-Удэ, продолжил тренерскую работу в ДЮСШ номер 7. В 1976 году Валерий Сидеев был назначен
на должность старшего тренера-преподавателя по вольной борьбе. Работая детским тренером, Валерий Сидеев продолжил заниматься вольной борьбой, греко-римской и национальной борьбой, а также самбо. Он стал чемпионом и двукратным серебряным призером чемпионата Бурятии по вольной борьбе, призером чемпионата Бурятии по греко-римской борьбе, серебряным призером чемпионата Бурятии по самбо, много раз занимал призовые места на республиканских сурхарбанах. Валерий Сидеев воспитал десятки мастеров спорта СССР и России по различным видам борьбы, 5 мастеров спорта международного класса, 3 заслуженных мастера спорта России. Его ученики работают тренерами сборных команд России и Бурятии. 4 из них носят почетное звание «Заслуженный тренер России». Важное место в тренерской деятельности Валерия Мадракшевича занимала работа с людьми с ограниченными физическими возможностями. Он подготовил победителей всемирных игр глухих, чемпионов Европы и мира. Подобные результаты значительны, так как дают надежду на полноценную жизнь и моральную поддержку многим, страдающим от какого-либо недуга. Валерий Мадракшевич был знатоком бурятских обычаев и традиций, инициатором спортивного праздника Эры Горгун-Надо. В перечне наград за свой труд член Союза журналистов СССР и России, член АИПС, награжден знаком за заслуги перед журналистским обществом. Судья республиканской категории Валерий Мадракшевич особо выделяет благодарность Владимира Владимировича Путина за высокое спортивное достижение на 20-х сурдоолимпийских играх в Мельбурне в Австралии. Награды и звания Валерия Мадракшевича Сидеева. Заслуженный тренер России, заслуженный тренер Бурятии, заслуженный работник физической культуры Бурятии, почетный знак «Заслуга перед городом Улан-Удэ», почетный динамовец России, почетная грамота Министерства просвещения СССР, почетный знак «Отличник народного просвещения РСФСР». Друзья, давайте поаплодируем памяти нашего великого тренера Валерия Мадракшевича Сидеева. Приветствуем главную судейскую коллегию. Главный судья Бардаханов Владислав Валерьевич, судья первой категории Республика Бурятия. Главный секретарь Айдомова Марина Бальжанимаевна, судья первой категории Республика Бурятия. Открытие нашего мероприятия мы начнем с песни в исполнении Михаила Зурбанова, студента колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского, на музыку Курбана Миранова, слова Гангичеметова «Захя Дом». Сегодня для вас поет Михаил Зурбанов.
Слово для открытия нашего соревнования, для приветствия участников турнира предоставляется заслуженному работнику физической культуры и спорта Российской Федерации, судье международной категории экстра-класса Цыбикову Бакру Занабазаровичу. Уважаемые участники, родственники, воспитанники, семья. Я хочу сказать, что Валерий Мазуршевич уже 50 лет знал и знаю. В 1972 году познакомились далеко. Но историю рассказать тут уже ведущий все сказал его заслуги. Но я считаю, что он являлся великим тренером, педагогом и вообще воспитателем. Он вообще воспитывал ребят с нуля, брал с младших классов и доводил до вершины большого спорта. Вот. Я хочу все это пожелать ребятам, нынешним участникам, тоже достичь, пусть на этой стороне победит сильнейший. И вот в семье, вот мы с ними рядом жили, в свое время далеко, 70-х, 80-х на элеваторе. И вот так время быстро летит. Ну вот в семье, вот и мы жены, нашей школы, разрешите преподнести корзину цветов. Это одна школа, где я работаю, со дня основания школы. На одном месте проработал более 40 лет, почти 50 лет. Спасибо. Спасибо вам, Бакр Занабазарович. Слово для приветствия предоставляется заместителю председателя Бурятского республиканского отделения общественно-государственного объединения Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» Семенюк Андрею Валерьевичу. Добрый день, уважаемые участники, организаторы, судейский корпус. Владимир Алексеевич точно был истинным динамовцем, поэтому «Динамо» всегда было у него в груди, буквы «Д». И я думаю, что независимо от того, что он прославлял Республику Бурятия, но он всегда и стремился к тому, чтобы динамовцы были всегда впереди. Поэтому я от Бурятского республиканского общества «Динамо» всех поздравляю с этим замечательным турниром. Хотел бы пожелать, наверное, в том числе участникам только побед, ну а в качестве небольших призов победителям будут еще и динамовские футболки с атрибутикой общества «Динамо». Спасибо. Спасибо, мы благодарим вас. Поступило приветственное слово от Галбайской основной общеобразовательной школы. Валерий Мазуршевич Сидеев, человек, который очень сильно любил свою малую родину. Это выражалось в том, что он каждый год приезжал в родную Галбайскую школу, устраивал различные турниры по вольной борьбе, так и по национальной. Эры Гурбангнадом. Кроме этого, устраивал олимпиады по математике, будучи сам учителем математики по профессии, конкурсы сочинений. Привозил огромные коробки с призами, кубками, медалями, вымпелами, денежные призы. Наши дети с нетерпением ждали его приезда. Откуда он все это брал? Это его неустанная работа по поддержке детского спорта в родной деревне. Устраивал борьбу на снегу, на траве и даже просто в актовом зале, в то время, когда не работал спортзал. Итогом этих вовлечений в спорт стало то, что сегодня у нас работает секция вольной борьбы, возрождается былая слава Галбая, имеющая много спортсменов-борцов. Выпускники после 9 класса, выезжающие для продолжения обучения, занимаются борьбой в других учебных заведениях. Мы, коллектив школы, горячо его поддерживали. Таких людей, как Валерий Мазуршевич, очень и очень мало. Помним, гордимся, что работали с ним. На первенстве Республики Бурятия по вольной борьбе среди юниоров в памяти нашего прославленного земляка, заслуженного тренера Российской Федерации Валерия Мазуршевича Сидеева, мы хотим оказать поддержку в виде денежных средств для награждения победителей в каком-либо весе. Директор школы Дарья Матвеевна Манзаракшеева. Слово предоставляется председателю региональной общественной организации землячества уроженцев Стункинского района Республики Бурятия Саяны Баиру Борисовичу Турбянову. Добрый день, уважаемые спортсмены, уважаемые организаторы, земляки.
Позвольте от нашего землячества Саяны, Тункинского района Саяны, горячо поприветствовать организаторов и участников этого состязания. Мы, конечно же, Валерий Назаршевич, очень все мы команды пришли, Советы землячества, часть нашей команды многочисленной. Хотим сказать спасибо, что память о нашем великом земляке сохраняется, транслируется. Такая большая работа проводится по увековечению его памяти. И хотим сказать, что Валерий Назаршевич Фадеев был не только знаменитым тренером, талантливым журналистом, он был активнейшим членом нашего землячества. Многие наши мероприятия, которые до сих пор проводятся, это детище именно его, Валерия Назаршевича. Он многие годы был членом нашего землячества, возглавлял различные оргкомитеты по проведению различных рода мероприятий. И самое главное, самое ценное, что он пропагандировал и нас настраивал, молодежь, это то, что все мероприятия проводились не только здесь, он старался, чтобы мероприятия проходили на нашей малой родине, привозил туда, организовывал поездки наших земляков, не только тункинцев, но и других наших граждан, которые, конечно же, имели большое значение для подрастающего поколения, различные соревнования, различные конкурсы и так далее. Поэтому мы горячо и сердечно благодарим организаторов, коллег Валерия Назаршевича, что это мероприятие сегодня проходит. Мы хотим от землячества сказать огромное спасибо и хотим поприветствовать Бедекну Жанаеву, сына Баира Валерьевича, и вручить небольшие наши символические подарки. Конечно же, землячество не могло оказаться в стороне. Мы небольшую финансовую помощь для сегодняшнего состязания. Вообще, Голбайская земля, село Голбай, конечно же, очень взрастило много талантливых людей. Мы недели 2 назад буквально провели конкурс молодых вокалистов в памяти нашей заслуженной артистки России, солистки театра оперы и балета, тоже уроженки села Голбай, Елены Гамбоевны Шараевой. Поэтому я хочу здесь публично еще раз сказать всем спасибо нашим коллегам, нашим землякам, которые помогли. Здесь присутствуют одноклассники Елены Гамбоевны Шараевой, которые оказали тоже финансовую помощь. Представитель, пожалуйста, я хочу вам вручить благодарственное письмо от оргкомитета. Может, кто-то подойдет сюда, пожалуйста, на сцену. Светлана Аюшевна Дамбаева, мы приглашаем вас пройти вот сюда для вручения вам благодарственного письма от имени землячества уроженцев Тункинского района Саяны. Светлана Аюшевна Дамбаева. Вышла, да? Идет. Желаем спортсменам сегодня победы, желаем всем здоровья, благополучия и пусть победит сильнейший. С праздником, друзья! Спасибо, Валерий Борисович. Слово для приветствия предоставляется заслуженному мастеру спорта, 4-кратному чемпиону всемирных игр глухих, призеру сурдо-олимпийских игр, воспитаннику Валерия Мадракшевича Захрягину Андрею Борисовичу. Приветствую всем зрителям, спортсменам, коллегам. Когда я пришел в «Динамо» в 1989 году, хочу стартовать с тренером Валерием Назаршевичем. Он принял на ковер «Динамо». И занимался до сих пор.
в это время занимаются школьные годы. После школы устроить на работу. И мне кажется, наверное, трудно бороться, потому что они мастеры просто высокого класса. Я это мне важно. И спросили тренера Валерия Мандакиевича, что дальше будет делать. Я не могу бороться дальше. Не могу стать мастером спорта. А тренер так сказал, что надо много заниматься, надо каждый день заниматься, тогда бы мастер. А ты много не доказаешь. Я знаю, доверяю тренеру. Не вы потеряли. Не знаю, серьезно заниматься, вот так получилось мастером спорта России. Это не потеряли, это Благодаря тренера, который воспитывал там. И мы останемся как вами. Я там другой спорт. Благодаря за что. Спасибо Валерию Мандакиевичу, который участвовал меня открыл. Екатерина Васильевна Тимурова не смогла приехать сюда, то она заболела. Я хотел передать турниру Валерию конверт. Никого? Я рад лично поздравить Валерия Мандакиевича с супругой Марией. А что, может, лучше? Желаем всем спортсменам, чтобы не было травм. Удачи всем! Мы благодарим вас, Андрей Борисович. Микрофон передаем супруге и сыну Валерия Мазракшевича, Бадыгме Жанаевне и Баиру Валерьевичу Сыдеевым. Здравствуйте все, родные, тренеры, кто работал вместе с Валерием Мазракшевичем. Всех я поздравляю вас с этим днем. Конечно, если бы жил бы Валерий Мазракшевич, был бы, конечно, очень хорошо. Но Валерий не спрашивает, когда унесет. Но он, когда работал, был весь в работе. С маленькими детьми занимался, когда жил в Галбае. Но к этому борьбе привел его преподаватель Нимас Асорович Ивакинов. Они в Галбае там, когда начали тренироваться, у них мат был из соломы. Например, в маленьком домике из соломы делали маты, и они там кувыркались. И это, видимо, было начало для его призвания. Потом он работал в Кырене, в детской спортивной школе, там, а потом переехал в город, проработал в спортивной школе номер 7. И в «Динамо» работал, как вы говорили, да, он был очень ярый «Динамо». Всегда говорил, мы «Динамовцы». Он был, конечно, он очень много, у него учеников. И все благодарны ему.
И мы благодарны семьям, что вы все помните его, все его достижения, успехи, вся его работа его учеников. Здесь я вижу очень много его учеников, которые были учениками. Они теперь все взрослые, усадили свои дети. Спасибо вам, что вы помните его, пусть останется в ваших сердцах. А молодым я желаю, чтобы боролись, достигали успехов, и пусть победит сильнейший. Уважаемые зрители, тренеры, спортсмены, родственники, коллеги, я очень рад, что мы проводим такой турнир в памяти моего отца, заслуженного тренера Сергея Валерия Андрашевича. Хочу вам, участникам, пожелать, чтобы вы достигли больших успехов в спорте и в жизни, тренерам, хороших учеников, результативной работы, зрителям, ярких схваток, чтобы участники показали вам хорошую борьбу. Ну и спасибо всем, кто помогал в этом турнире, оргкомитету Федерации борьбы и всем, кто показал большую помощь в этом турнире. Спасибо. Спасибо вам, уважаемый Валерий Валерьевич. Слово для приветствия представляется старшему тренеру сборной команды Республики Бурятия по волейболу среди молодежи, мастеру спорта международного класса Батру Батоевичу Базарову. Добрый день, уважаемые родственники, спортсмены, зрители. Хочу поздравить с открытием турнира и хочу поблагодарить сына Валерия Валерьевича, всем родственникам за организацию турнира, всем спортсменам. Хочу сказать, данный турнир у нас является отборочным. По результатам первенства у нас формируется сборная команда республики для участия на первенство ГФО, которое у нас пройдет 20 февраля в городе Якутск. Ребятам пожелаю хорошей, красивой борьбы и пусть победит сильнейший. Спасибо, Батыр Батоевич. Мы приглашаем для приветствия главного судью соревнований Бардаханова Владислава Валерьевича. Уважаемые спортсмены, зрители, тренеры, организационный комитет. Сейчас объявлю дальнейший регламент соревнований. Пройдут на 2 коврах предварительные поединки, затем утешительные схватки, полуфинальные, вернее, схватки, утешительные схватки и финалы. Финальные схватки пройдут на 1 ковре. Спасибо. Спасибо, Владислав Валерьевич. На сцену приглашается студентка колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского Салмык Дамшаева с музыкальной композицией на бурятском народном инструменте «Марин-Хур».
Сулмык Дамшаева. Право открыть соревнование предоставляется старшему тренеру сборной команды Республики Бурятия по вольной борьбе среди юниоров Батыру Батуевичу Базарову. Первенство республики до 24 лет памяти заслуженного тренера России Сидею Валерия Мадакшевича считать открытым. Уважаемые почетные гости и судейская коллегия, просим вас занять свои места на трибуне. Судье при участниках увести парад. Звучит гимн Республики Бурятия. Уважаемые почетные гости и судейская коллегия, еще раз просим вас занять свои места на трибуне. Судье при участниках увести парад. Пожелаем участникам первенства Республики Бурятия по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет памяти заслуженного тренера России Сидеева Валерия Мадакшевича удачи и пусть победит сильнейший. Сылмык бурятный прекрас, среди лужин был эбера, он был дихвиев эболжа, ургулик стрежи эболжа, олун нихар ябожа, арут зоно эболжа, а мурбузы ябохайтле веселебде. Пучков Сергей Решил. Дайндой Решил. Ну, мне я просто...
Пекач. Тыдынов Пекач. Hasan Uçar. Шанкуров Баир, Пучков Сергей. Приготовиться. Бандуй Баир, Шездимай Валдар. Весовая категория 70 килограммов. Борьба за выход в финал. Жидзимай Саян Эршон. Куприянов Дмитрий, спортивный школ номер 7. Повышайтесь на КВР. Приготовиться Жанцую Бульбек Эршон. Цигунжа Пулбатова, спортивный клуб «Олимпиец». 저 막고가 힘냈어, 근데. 막고는 근데 무슨 공격을 해? 쌀쌀박 신나게. 아, 좀 쳐졌어. Батат Чамилевич, Царендашевич, приглашайтесь. Займите свое рабочее место. 여다. Все так это реагируют. 자, 짜내 버리나. 짜내 버리나. 자, 아, 저 막고 있던데. 아, 저거. Жидзимаев Саян Эршон. Куприянов Дмитрий, спортивный школ номер 7. Борьба за выход в финал. Весовая категория 70 килограммов.
Выступит победа Кустов Сергей Кустов. Байков Давид Кустов. Побеждает Алдан Сергей. Амар спорт был. А он такой ушел, думает, балла, там 2 балла. Ну, что? Вода уже. Тоже там. Замечание сделали, Донцарова Иван, Ермолаев Константин, Сергей Данил, Венчелин Владимир. Ногу освободи. Борис. Бал, продвижение дай. Бал, не крою. Правильно сделал, сломал. Дима, бал возьмешь. Бал не решает. Не спасет. 2, 1. Проигрывай, да? Конечно. 2 надо ему, минимум 2. Дима, пройди. Проходи,
2 балл надо. Проходи. Проигрываешь, проигрываешь. Встречи 4-4. По качеству выиграл борец красных трико Жильцумаева Саян и вышел в финал. Жансой Бургай Бершон, Сабиджав Упатный, спортивный клуб Олимпийц. Решайте такой. Борьба за выход в финал. Шор 7 нет, есть? Не, нет. Там эти не твои же? А, точно. После этой встречи приготовится вес 74 килограмма. Возглавил Максим Ашер, Сухой Игорь, спортивной школы Олимпийцев. Ара, выше наоборот, право нога. Хотите вы? Английская победа лежала до команды на Ренджан Камнет, Вичили Владимир. Исхия боевышта хотите выше. Батыр хотите вы видели? Что вы? Тульче. Спасибо. Хотите вы? Слышь, Батыр? Забегал. Хывным. Боевышта Батыр. От тебя дошел умга. Муктиктері оны. На колени падай. Забегал исти. Забегал где? Эй, забегал исти. Ялдать его. Naglar iri, odan iri. Naglar. Tulchi istamatı, tulchi. Şıtkı şimdi. Ulan şimdi izliyor.
Весовая категория 74 килограмма. Доржиев Максим, Ищеев Лапсан. Да, Игорь, следующий красный. Доржиев Максим Эшор, Ищеев Лапсан Эшор. Получается на ковер. Приготовиться. Купою Игорь, статья номер 10. Цизеев Амгалан, статья номер 10. Здравствуйте еще раз, дорогие наши телезрители. Вновь продолжаем трансляцию с комментариями. С вашими. Так вот, читаю комментарии, почему так мало ребят. Сейчас, не выдержали ребята, видимо. Сейчас я посмотрю, сейчас я маленько. Так, в Якутии Шадапов боролся. Владимир Шанходоев, Якутия Имшанова. Рыгзинов Саян. Ой, Роберт Рыгзинов Саян, да. Сейчас вот как раз смотрели схватку тоже. Видели, наверное. Сейчас вот борется. Началась схватка между так, Максим, знаю, вот представляете, Максим Ржиев и Лапсан Ишеев. Так, ну здесь трудно сказать, кто выиграет, но думаю, Лапсан должен выиграть. Несмотря на то, что проигрывает пока 1-0. На том ковре у нас Циринджапов, Валенчинов, затяжная схватка у них. Там спор был, спорили. Ну, в итоге отдали 2 балла Бамдине Циринджапову. И вот остается. Сейчас я ковер. Опа, здесь смотрите, какая завязка интересная. Так, оба. На обеих коврах идет неплохие встречи. И вот смотрите, сейчас на ковре А снова у нас челлендж. Снова челлендж. И будут оспаривать. Счет 6-6 закончился, и Владимир. Так, Владимир, забываю как Володя. Чинов Володя. Якобы выиграл по качеству. Сейчас посмотрим, там челлендж бросили на ковре А.
Так, а там у нас получается, что, Ишеев проиграл, да? Проиграл. Вот видите, Ишеев проиграл. Но здесь на ковре Б у нас неравная встреча, я так полагаю. Каким счетом? 10-0, да? Как думаете? 11-0. А что? Камера есть? А вот он показывает камеру. А, здесь она, не знаю, прямой эфир этого болота, кто его спрашивает. Так, до сих пор спорят на ковре А. Я думаю, придут к общему умозаключению и выявят победителя. Да, Владимир Венчинов выигрывает. Челлендж проигран. Счет 6-7. На ковре Б у нас борется Упхоев Игорь и Цидеев Амгалан. Ну, как сейчас давеча говорил, схватка, я думаю, неравная, так как Игорь Упхоев очень опытный спортсмен, тем более порядком старше своего оппонента на 3 года примерно. Ванчик Церенжапов боролся, я не знаю, такого не знаю спортсмена. Вот видите, как кошка с мышкой, просто играет. Оп, проход ноги, перехват. Так, ну здесь понятно 2 балла, счет 2-0, хотя дали замечание Игорю Упхоеву изначально 30 секунд за пассивное ведение борьбы. Тут я читаю комментарии, это у меня только одного... видимо, видео зависло, да? Ковер в эфир остановился. Сейчас вроде показывает. Ну да, пободрее, конечно, выглядел. Но тут он просто, видите, тут психологический фактор такой. Он просто понимает, что здесь в его весе... Так, а вес какой у нас? 70 килограммов. Можно сказать, ему тут... он 74 килограмма. Ну, ему здесь, я не знаю, кто может противостоять. Не вижу пока. Вот Дугаржапов, Церен разве только что. Дугаржапов. Ну, вот в этом весе он считается фаворитом. Спортсмены отправляются на заслуженный отдых. Счет 3-0. Вот как раз сейчас второй период. Посмотрим. Ишинимаев. А тут Ишинимаев у нас, по-моему, не борется. Не вижу его в списках. Нету его. Не знаю почему. Ишинимаева нет. Ну да, хотя Ишинимаев, конечно бы, они вот на прошлых соревнованиях прямо ноздря в ноздрю шли бок о бок. Схватка была равная. Но Ишинимаев Тамир, конечно, тоже вот один из одаренных наших сыновей нашей необъятной родины. Вся надежда на них. Я даже могу перечислить, по моему мнению, то есть по версии
я всегда говорю, по версии нашего спортивного клуба СК Хабой, кого мы считаем самых одаренных спортсменов нашей республики, не считая девочек. Вся надежда, потому что девочки и так уже, я думаю, стали уже всем доказывать, что они лучше у нас в республике по результатам. Взять Иру Алагонову. Сейчас с ней работает Андрей Бузин. Конечно, Иру Алагонову принимало очень много участия тренеров. Зная такого замечательного тренера, как Александр Будаевич Гармаев, который очень большие вложения внес в женскую борьбу, вот именно на истоках. Большая заслуга. Поэтому результат по женщинам у нас все-таки доминирует. Буян Цренов, к сожалению, тоже не борется. Я вроде бы так понял, да, не борется. Очень много у нас первых номеров. Бадиев Тумен тоже, по-моему, не борется. Я вот не понял, по какой причине. Сейчас у нас все соревнования, будут проходить через реестр, правильно. И, видимо, там какие-то были уже моменты такие, что в документациях, вот именно по документам многих спортсменов, видимо, непорядок в доках. И очень многих, я вот сейчас смотрю на списки, не очень многих, но порядком не допустили. 57 килограммов, тут вообще черный у нас список. Я думаю, тут Баир Баяндуев выиграет спокойненько всех. Поэтому так. Интересный случай. Если говорить о Ананде Дашиеву, тут спрашивают, Ананда Дашиев у нас, к сожалению, тоже не борется, так как получил, дай бог, несерьезную травму. Сейчас у него колено, как я еще давеча говорил, парень докрутился, получил, сначала началось все с микротравмы, такой небольшой хруст, в Кызыле на чемпионате России боролись, и потихонечку, знаете, все добавлялось, и схватка у нас сыграла, именно та злополучная схватка сыграла свою роль. Она выбила нашего мирмидонца из строя. Эрдени Вахинов нет, не борется, я его не видел. Еще раз повторюсь, очень много спортсменов у нас тут не борется. Что говорить, если честно, это, я бы сказал, слабенькая республика, самая слабая на моей памяти. Очень многих первых номеров нету. Еще раз говорил. Так, Батар Дашиев. Хымблетриш Батар Дашиев. Да, конечно, в смысле, как наоборот. Я что-то против говорю. Я как раз про это и говорю, чтобы все боролись через соревнования, опыт и какая-то практика. Тут с вами полностью я согласен. Тут, видимо, может быть, не так друг друга поняли. Но республика слабоватенькая, конечно. Ввиду того, что у нас
многих фаворитов не хватает, то есть не принимают участие. Но я думаю, ничего страшного, это как бы своего рода польза для молодых, менее опытных спортсменов, которые войдут уже в сборную. То есть видите здесь, как получается, вот если фаворит, допустим, не борется, или даже несколько, да, фаворитов, то они, грубо говоря, открывают дорогу более своим, менее, вернее, слабеньким своим оппонентам, тем самым закрепляет их в состав сборной команды. А сборная команда у нас, чтобы войти в сборную команду, это уже своего рода хороший результат. То есть спортсмен в первую очередь, конечно, он заряжается психологически заряжается, это для него стимул, вдохновение, мотивация, что он вошел в сборную. Ну, это примерно, знаете, как примерно, вот что за чемпионат мира без команды России? Многие же говорят, чемпионат мира прошел, сборная России не участвовала. Соответственно, чемпионат мира как бы не называет его чемпионатом мира, слабеньким очень чемпионатом мира. Вот здесь то же самое примерно происходит. То, что спортсменов наших лидеров многие не участвуют, и тем самым они открывают дорогу своим же ребятам. Есть свои плюсы. Да, конечно, помню, как же не помнить-то. Трибуны тогда проходило все в КСК ЗММК. Трибуны были забиты до отказа. До отказа были забиты. Помню вот этот рев, гул, когда вот там практически каждые схватки были вообще, знаете, заруба была просто какая-то. Каждая схватка была зрелищная. Поэтому у нас очень часто, я помню, соревнования затягивались до самого вечера, до самого позднего вечера. Ну, знаете, что радует? То, что мы дарили зрителям всю красоту, зрелищность нашего совершенного вида спорта. Еще раз повторюсь, под названием «Вольная борьба». Очень рад, что у нас остались наши поклонники, которые по сей день продолжают следить за нашими ребятами, верят в них. Ну, как говорится, спасибо вам. Так, на ковре Б у нас борются Сирен Дугаржапов, спортсмен, тоже один из одаренных спортсменов. Борется Доржиев Илья, по-моему. Да, Доржиев Илья. Доржиев Илья Эршор. Оба спортсмена представляют Республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва. Так, на ковре А там была заминка. Вот рычаг Милзы сейчас спортсмен проведет. А нет, просто переворот. Хотя можно было рычаг сделать. Ну, каждый спортсмен. Счет-то закончился. Не счет, время закончилось, и спортсмен в синем трико выигрывает со счетом 10-6. Я думаю, Цирен Дугаржапов выиграет эту схватку. Весовая категория 74 килограмма. Каркунов Жамсаран проиграл сейчас. Вернее, не сейчас, до открытия проиграл
Домбаеву Бато. Я там комментировал. Я думаю, Болот сохранит все эти записи. Там очень интересная такая принципиальная схватка. Именно принципиальная для меня была. Мне хотелось посмотреть, кто как тренируется и кто как набрал. То есть эти два спортсмена тренировались раньше в нашем спортивном клубе. Ну, ввиду наших таких внутрисемейно-спортивных отношений у нас там, как говорится, мы расстались со своими спортсменами. Но сейчас, как говорится, не унываем, идем дальше. Сейчас в будущем мы будем набирать. Пайсхалонов тоже не борется, потому что он, по-моему, по возрасту не проходит уже. Байсхалонов Булат 98-го года. Да, они не борются. Потому что тут, по-моему, самый крайний срок 2000 год. Или даже 99-й год. 2000-й. Нет, 99-й год, по-моему, крайний. Так, он на ковре. Сейчас вышел Ганжапов, были кто? Так, интересная схватка, неинтересная, интересная, неинтересная. Дамдинов vs Ганжапов. Честно говоря, не знаю, кто из них выиграет. Ну, были кто Ганжапов в синем трико, думаю, должен выиграть. Так, Цирен Дугаржапов берет нового на ковре Б. Гоняет, 2 балла забирает. Счет 5-0. Ковер А. Поверните на ковер А. Тут ковер А разве не показывает, что ли? Там должен показывать ковер А. Должен показывать. Так, эфир. Ну, у меня тут показывает, что вот ковер А, вижу, показывает. Все, Дугаржапов, Цирен выигрывает чисто технически. И проходим финал, мне кажется, да. Нет, пардон. Будет дальше бороться в 1/2. 1/2 финала. Циден, наверное. Я ту схватку не видел. Весовая категория 79 килограммов. Так, 79 килограммов. Бальжинимаев Арсенал Кашов. Приготовиться. Домбаев готовый штурм. Купинов за ректорский штурм номер 9. Будем бороться за Купинов. Это решается Гармаев, Причин и Маев Борьба. — 79 килограммов. Циренжапов vs Бальжинимаев. Циренжапов в красном трико, Бальжинимаев в синем. Гармаев, Причин.
На ковре А у нас вот как раз Беликто Немаев. Так, интересная схватка, думаю, там будет Гармаев, ВС Немаев. Ну, два спортсмена очень хорошо себя знают. Тренируются в одном клубе, вернее в одной организации, у одного тренера. И поэтому борьба такая будет. Так, здесь спрашивают, кто комментирует. Григорий Николаевич Кожевников. Главный тренер спортивного клуба СК Хабой. Качество тут он показывает, я вот тоже параллельно в YouTube вышел, что-то мне маленько не нравится, качество, не знаю, с чем это связано. Мутновато, может быть, у меня тут сеть плохо ловит. В принципе, подскажите, пожалуйста, как вообще качество прямого эфира на YouTube у болота Цактоева, борцы Бурятии. Всегда привык уже говорить, что болот Цактоев, борцы Бурятии. Болот Цактоев был один из основателей паблика борцы Бурятии в Инстаграме вместе с Барадием Булатовым и Павлом Сариным. Три человека совершенно далекие от борьбы решили завести аккаунт в Инстаграме. Ну, я думаю, многие из вас знают, что борцы Бурятии, которые на паблик в аккаунте имеют очень большую лояльность, очень много подписчиков, так как они одни из первых начали освещать наши новости, ну то есть вообще в республику, как у нас борьба вообще развивается в республике. Так что вот так вот, дорогие наши друзья, на ковре Максим Судаков, прямо видно, я вот как бы свидетель того, что как этот парень развивается. Вот буквально год назад смотрел, как он схватки делает, как борется. Были моменты, где-то ошибался, но сейчас просто видя, как он сейчас выиграл Кирилла Эрхитуева. Ну, в принципе, очень даже неплохо. Уходит с Хаптагаевым. Судаков Хаптагаев. Ну, я думаю, выиграет. Конечно, выиграет. Сейчас в таком своего по пути к своему Эвересту Максим набирает стремительные обороты. Дай бог, чтобы он дальше пошел. Спасибо большое, но, к сожалению, это не мой канал, это, вернее, не то, что к сожалению. Ой, видели, да, какой бросок? Аккуратно. У меня почему-то привычка в последнее время появилась, я знаю, что она плохая привычка, почему-то говорить к сожалению. Все пытаюсь измениться, конечно. Сразу, если я ошибаюсь, сразу же тут же себя поправляю. И это не мой аккаунт, это болото Цактоева. Поэтому вот я заинтересован, чтобы
Болотца, кто его аккаунт развивался, паблик, чтобы как можно больше наших друзей, земляков, болельщиков, родственников все наблюдали. Потому что в наше непростое время, вы сами знаете, не каждого есть возможность прийти на соревнования и поболеть за своих ребят. Вот и Болот открыл канал и освещает, чтобы была возможность у вас посмотреть, как борются наши борцы именно в реальном времени. Дальше на ковер А выходит Ирхитуев. Вижу, Ирхитуев Кирилл сейчас выйдет. Пока фамилию не написали. Сейчас через свои очки смотрю. Напрягаю зрение. Пытаюсь разглядеть. Ух ты, смотрите, одна из центральных встреч, я думаю, тоже Буинтош Адапов. У них там круговая система, я так понял. Каждый с каждым борется. Ну, это, по-моему, я вот точно сейчас боюсь ошибиться. 86 килограммов сейчас, подождите. 86 килограммов. Так, схватка началась, смотрим, дорогие наши болельщики. Да, у них 4 человека, они все друг друга борются. Так, ну здесь, я думаю, более опытный, конечно, Буинто Шадапов. Ну а на ковре А, вернее на ковре Б выиграл Церенжапов. Вышел в финал 279 килограммов. Поправка. Церенжапов Чингис Эршов вышел в финал 279 килограммов. Дамбаев Бато, Ашор, Тухинов Заректор, спортивная школа номер 9. Борьба в финал 279 килограммов. Вот, интересная встреча на ковре Б. Посмотрите, тут после этой встречи приготовить вес. мой бывший мирмидонец борется, Дамбаев Бато, экс-мирмидонец. Сейчас модно стало все называть бывшим словом экс. Ну там, конечно, жестко начал Ухинов. Баршоев Борис Эршон, Венчинов Алдар, спортивная школа номер 15, приготовиться. Ухинов Заректо. На табло вы видите счет 4-0. Так, нет, поправка 2 дадут, 2, да. Несмотря на то, что арбитр посчитал, что был 4-бальный бросок, оба судьи посчитали, что нет. Было 2 балла. Так, завязка интересная на ковре Б. Ну, на ковре А у нас борцы отправляются по своим углам на 30-секундный отдых.
Счет 2-0 по-прежнему на ковре Б. Тамбаев, ВС Ухинов. «4-0». Ухинов Зарикто. Кто не знает, не знаю, можете меня поправить. Ухинов Зарикто по национальной борьбе в этом году уронил нашего прославленного чижа Балдана Цижипова. Слышали, не слышали? Я когда узнал про это, я был просто удивлен. Ну, как можно Балдана уронить? То есть имеется в виду, Зарикто считается мухачом, то есть легкий вес по сравнению с Балданом. Вот по националке, говорят, уронил его, хотя нигде это не транслировалось. Может быть, меня обманули? Подскажите, кто знает, нет? Чистый вес делает. Я вот это понять не могу, как понять, чистый вес делает. То есть допуска тут нету. Это официальные соревнования. На официальных соревнованиях у нас не бывает допуска. Так, там у нас счет 3-0. Буинто выигрывает пока на ковре А. 2 минуты бороться с борцам. Ох ты, вот смотрите, тут, оказывается, да, я думаю, честно говоря, шутка это была, но я вот не понимаю, почему это видео, как говорят, не распространился, как вирус, потому что такие моменты-то, они же зрелищные, представляете, да, видео выложить, даже на нашем аккаунте у Болота в Ютубе, как Балдан проигрывает. Ну это на самом деле кульминация. Я бы сам посмотрел бы на это. Так. Тут интересно. 2-4. Счет 4-2. Тамбаев Батошка у нас взял 2 балла. Ну, Буинто там, я думаю, должен выиграть. Счет 3-0, до конца там 35 секунд. Тут строго не судите, я тут успеваю 2 ковра комментировать. Никто не то, что никто не хочет, попросили, просто хотелось бы, конечно, чтобы не только я принимал участие, но и наши тренеры. Тоже интересно же мнение экспертов тренерского штаба нашей Бурятии, посмотреть, как это все, как они все это видят со своего угла зрения, у каждого своя точка зрения. Я вот то, что вам говорю, комментирую, это все только лишь мое зрение, поэтому я ни за кого стараюсь не говорить. Да, здесь чем дальше финал, конечно, становятся зрелищные поединки. 6-4, видите, так, 5 секунд, 4-0 Буинто Шадапов выигрывает. Да, 4-0 Буинто Шадапов выигрывает очередной круг.
Смотрите, 4-бальный бросок сделал, а? О, какие эмоции. Батошка молодец. Молодец, Батошка. Я говорю, у каждого приходит звездный час, потому что Бато был период, тяжелый период, когда он соревнование за соревнованием терпел поражение. Ну и все-таки приходят эти минуты славы. Молодец, Бато. Поздравляю его. Экс-мирмидонец спортивного клуба Хабой. Очень рад. Знаете, когда вкладываешь какую-то частичку спортсмена, даже несмотря на то, что, как сказать-то, он уже не присутствует в нашем клубе, но тем не менее дальше продвигается, двигается вперед. Радует, конечно, когда ты принимаешь участие в становлении чемпионов. Так, а тут у нас вышел Боря Баршуев. Борис Баршуев, я думаю, выиграет также. Я уже, честно говоря, немножко устал прогнозировать. На том ковре у нас Илья Жибалов. Ну, я думаю, шансов там не даст тоже. Быстренько. Ох ты, хотя... Нет, конечно. Ну, Илья же опытный спортсмен. Как-никак призер первенства мира. Все, 10-0. 12-0 даже. На Боря здесь отдает 2 балла. Счет 4-2. А, еще мало. Смотрим схватку на ковре Б. Баршуев. ВС. Так, фамилию я не вижу. 65 килограммов. Ренчинов Алдар. Руководитель ковра Б Александр Будаевич Гармаев. Арбитр Бато Чимитович. Боковой судья, молодой парень. Циден Элбекович. Александр Будаевич здесь подсказывает. Счет 10-3. У Болота есть это видео на ютубе, что ли? А почему я не видел это видео? Надо срочно мне скачать это видео, как Балдан падает по национальной борьбе. Где? Вот Болот как раз подошел, а по националке Ухинов выиграл его когда. А, да, было. А есть ты видео. выкладывал, да, видео? Я, по-моему, Выкладывал, да, а я почему вижу Индыхарал был. И он, да, в районе какой-то мероприятие было. В Тельгинском районе, говорят. Что как уронил? Было такое. Сейчас Болот вам расскажет подробно. Я, честно, где-то Зорик увидел, что ли? первым преимущественно держал Майора. Ой, Зорик Ухинова видел. С Кушаков началось или как? Без Кушаков, да? Так, Боря Баршуев, да, он переехал в Улан-Удэ, что для нас, что для меня вот лично вот было большое удивление, так как спортсмен у нас тренировался в Байкал-арене.
сейчас переехал сюда. 74 килограмма. Пока не знаю, честно, почему, по какой причине. Потому что в Иркутской области борьба вроде бы набирает обороты. У нас, казалось бы, тоже набирает. Ну, лично мое мнение, конечно, оно у нас немножко пока как бы в таком состоянии ожидания, когда мы начнем двигаться вперед, так как у нас результативность пока желает лучшего. Ну, я думаю, во главе нашего старшего тренера Батора Батоевича Базарова, старшего тренера среди юношей Эрдем Баирича Немаева, Хамте Сукта, я думаю, Худулхди. Амармандей, Жаргал Ягдуев, Сэмбайну. Так, у нас здесь борется Толстиков, Бубеев в красном, Толстиков в синем. Ну, Толстиков выиграет, я думаю. Тренируется, потому что под руководством легендарного нашего тренера Валерия Николаевича Иванова. Чисто техническая победа за 1 минуту 17 секунд. Преимущество одержал Толстиков Руслан с прокачкой номер 9. Ну что сказать, перешли мы опять на ковер. Весовая категория 74 килограмма. Так, тут подошел экс-директор спортивного клуба СК Хабой Александра Владимировна Кожевникова. Александра Владимировна, Добрый день. ваша оценка по 5-бальной шкале по организаторству, то есть по проведению организаторства турнира памяти Валерия Мандрашевича Сидеева. Ну, на мой взгляд, все проходит очень хорошо, на высоком организационном уровне. Единственное, в этот раз у нас участников меньше в связи с тем, что много спортсменов простыло. Заболели, простыли, я уже давеча говорил. Да, вышли из строя. А так, в принципе, все хорошо, подключились все на всех уровнях, по максимуму вложились в первенство памяти нашего заслуженного тренера Российской Федерации. И министерство большую работу проделало, и Федерация борьбы, и семья, и спортивная школа Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Мандрашевича Сидеева. Так что, ну, конечно, все очень хорошо, достойно проходит. Спасибо большое. Тут нам передают привет, я так понял, из Дагестана, то есть не из Дагестана, из Кавказа. Махмуд Мамедов, привет, как там конкуренция? Мало, да? О, Махмуд, к сожалению, пока, да, маленько мало, чуть-чуть. Но зато, я думаю, сейчас у нас со зрителями здесь. Нет зрителей, почему? Есть зрители, просто тут у нас правый бок не берет, камера у нас маленько. Если туда дальше промелькнуть, сейчас я быстренько крутану, видите, вот там зрители дальше сидят. Вот дальше камера не поворачивается, там еще зрители. Но в принципе нормально, я думаю. Махмуд, ты с какого района там? Дагестан, Осетия? Как приятно, когда с Кавказа смотрят за нашими спортсменами. Так, ну борьба продолжается. 8-0. Упхоев, конечно, выиграет вот безоговорочную. За минуту 6. 4.06 я хотел сказать. Ага. Вот видите, как угадал. 4.06 было на табло. Ирина Иванова. Со зрителями у нас все равно получше стало.
Если брать предыдущие года, Цизбенов, Цизен, Эшор, Доброжапов, Цирен, Эшор. Борьба за выход в финал 274 килограмма. ну, предыдущие года, если брать, то я думаю, у нас все-таки есть продвижение в плане зрителей. Немного, конечно, но все равно есть. Самое главное, что сдвинулись с мертвой точки. Но сейчас все-таки не забывайте то, что время сейчас современное, все смотрят через свои гаджеты, прямые эфиры, даже вот вас сейчас взять. Спасибо, конечно, что смотрите нас. Бадиев нет, Бадиев не борется. Не знаю по какой причине, но не борется. Махмуд с Москвы, да. Спасибо большое, Махмуд, за ответ. Сейчас у нас борется тоже одна из центральных встреч этой весовой категории. Циденов Циден, Дугаржапов Цирен. Ну, я думаю, что Цирен должен выиграть. То есть борец в синем трико. То есть, зная, как он тренируется. Но хотя могу и ошибиться, как в предыдущий раз. Красному дали замечание за пассивное ведение борьбы. И вот время идет. Если он в течение 30 секунд не возьмет, балл переходит к борцу синему трико. Вот видите, да? 1-0 ведет Цирен Дугаржапов. Немаев были кто, я вот там пропустил момент, они там боролись со своим одноклубником. Я думаю, не знаю, я, честно говоря, врать не буду, пока не знаю. Осторожная схватка. Никто не рискует сильно. Эти оборачиваются. Так, если, конечно, как с точки зрения как тренера рассуждать, думаю, что надо ребятам полностью выкладываться, пробовать приемы. Сейчас борьба маленько, конечно, пассивная. Видно, что оба спортсмена не хотят рисковать. Но я думаю, сейчас во втором периоде сейчас начнется. Вот. Цирен активизировался. Сейчас будет пробовать. Смотрите. Так, есть попытка, все, голову взял, смотрим. Да, Цирен, оба спортсмена тягучие. Так просто отдать 2 балла. Это нужно очень хорошо выложиться. Ну, как правило, они понимают, что силы надо сэкономить до конца периода.
знаю, правильно ли это. Потому что спортсменам всегда заставляем вылаживаться полностью. Ну, то есть не так, конечно, балаягар, как по-бурятски говорят, там сломя голову побежал. Просто если появляется возможность для атаки, то ее нужно реализовывать на все 100. Так, ну вот видите, вот сейчас Циден сделал акцент, что у него болит колено. И вообще считаю, что если даже что-то беспокоит. Ох ты! Так, вот здесь очень интересная завязка. Мне кажется, будет спорный момент. Будет спорный момент. Да, спорный момент. Спорный момент за 1,5 минуты. Спорный момент, все, судьи идут спорить. Ваше мнение, кстати, кому 4 балла? 4 балла дали борцу в красном трико, Циденову Циден. Хотя атаковал Дугаржапов Цирен. Так, ну, мое мнение, конечно, тут тоже, не знаю, тут спорный момент, на самом деле, да, спорный момент. Сейчас пришли специалисты, сейчас главный тренер посмотрит. И Дугаржапову 4 уже пошли. Да, конечно, темп держать, хорошо бы, конечно, держать темп, но видите, тут такой момент есть, что не каждый может держать этот темп. Чтобы держать такой темп, нужно тренироваться. Если брать с учетом зарядки, то 3 раза в день. А наши спортсмены, к сожалению, пока 1 раз в день тренируются. Из них единицы, кто тренируется 2-разовую тренировку делает. Я уже молчу про 3-разовую тренировку. Женя Жирбаев 3-разовую тренировку делает периодически, где-то 2-разовую. Так, ну вот, дали 3-2, вот я же говорю. Сейчас объяснить хотел бы. Потом надо объяснить обязательно, да? Я говорю, они правила, соревнования правила меняется, не знает. И потом он на себя кидает тут реально какой-то 4 балла. Он главный судья, конечно, вот на то и нужны главные судьи, чтобы, как говорится, решать этот спор весь. Ну, время еще есть, целая минута, дорогие мои. Опа, смотрите, видите как. Ага. Так, накрылся. Так, а... 2, красный накрывается, балл. Красный балл. Как сильно? Он поворачивается назад. Ладно, ты как-то очень интересно, ты это решил. 2 балла. Пусть ничего. Так, опять спор возникает. А чем ты говоришь? Один. И сам судья находится. 61, да, вроде, да, прошел. 61 прошел. 1/4 финал прошел. Сандан Гармаев, по-моему, не боролся, я его не видел. Базар Батаболотов тоже не боролись. Нет, они не борются. Там, пожалуйста, подсказывайте. Я вот тут порой смотрю на схватку и пропускаю комментарии. Сейчас опять смотрю, будет кидать. Вандан Циденабаевич, Базаров подошел, угостил меня Чайковским. Спасибо, Циденабаевич. Это называется забота. Забота о своих коллегах. Шухулда. Я тоже. Так, не расслабляться. Самое главное не расслабляться. 6-5. Хотя... Ниже! Ух, 2. Но ничего не будет. Ага, 4-5. Нет, не хватает там. Счет встречи 4-5. Победу одержал Дугаржапов. Вышел в финал. Все, поздравляем
Цирена Дугаржапова выходом в финал. Есть финалист весовой категории 74 килограмма Цирен Дугаржапов. Тренируется под руководством тренеров Вандана Дендамбаевича Базарова и Нима Эрдембаирыча Нимаева. Поздравляем тренеров. Так, заокеанские спортсмены берут именно высоким темпом и функционалкой, по-моему. Да, согласен. Но не забывайте, что у заокеанских спортсменов спорт высших достижений обеспечивается большими деньгами. У нас, к сожалению, таких денег нет в республике, чтобы содержать наших спортсменов вот именно в таком профессиональном режиме. Конечно, если бы у наших спортсменов была бы зарплата, скажем, да, 50 тысяч рублей, вот, профессиональных спортсменов, соответственно, бы и подход бы к ним другой был, и сами бы они бы были бы более такие, как сказать-то, заинтересованы, замотивированы. Если так, честно говоря, между нами, то ребята борются так, скажем, как им платят. Потому что как мы можем сейчас требовать со спортсменов результата серьезного, если у нас нет того, что им дать. То есть, в данном случае, я думаю, для этого поколения нужна вот именно финансовая поддержка. А, как говорится, без финансовой поддержки, именно вот я говорю про заработные платы, может быть, про стипендии какие-то спортивные, не знаю, назовите это как по-своему. Но главное, чтобы спортсмен получал деньги на руки, и, соответственно, чтобы тренер тоже был замотивирован. Ну, сейчас хорошо, вот сейчас, допустим, у нас 57 прошел Баяндуев Баир. Точно знаю, остальных не знаю. Доминик Круз, спасибо большое за поддержку. Ну и вот сейчас стали вот поощрять тренеров. Вот, допустим, сейчас вот на этом турнире я знаю, что будет денежное вознаграждение спортсменам и не только спортсменам. Будут также поощрять тренеров, подготовивших чемпионов. Ну, сейчас я смотрю на эту картину, мне нравится, потому что тренерам самим интересно работать с ребятами. Опа, 4 балла. Найданов vs Ренчинов борются на ковре Б. Ковер А у нас возобновился, но там у нас, по-моему, уже утешиловка. Идет утешительные встречи на ковре А. Ковер Б у нас идет... Подождите, я тут ошибся. Тут везде идут утешительные встречи на коврах. Где наши мирмидонцы? Наши бирмидонцы, к сожалению, не выдержали накала. Осталось их там 4. 2 уже практически завершает карьеру. 3 пока решает. 23-го года даст явный ответ. Ну и сейчас молодой у нас мирмидонец, 13-летний Леонид Мухадаев, который присоединился к нам в прошлом году. Не прошлом, позапрошлом году, 2 года назад, когда ему было еще 11-12 лет, по-моему. Ну и до сих пор парень, сейчас он тренируется под моим личным руководством, натаскиваю его. Сейчас пока в инстаграме его мы не афишируем, потому что боимся пока, пускай потренируется, походит, так изредка будем показывать его.
Леня Мухадаев. А Ананда Дашиев будет у нас после Нового года там решение принимать, потому что мы сейчас, как же объяснить правильно, то, что, видите, многие не понимают, как это вообще у нас, как работаем туда-сюда. Вот наш спортивный клуб, я вот всегда говорю, у нас заточен под профессиональную деятельность, то есть мы тренируемся не 2 часа в день, ну так вот, образно говоря, все 24 часа. Потому что у нас идет работа не только такая в зале, да, спортивном, но идет работа в плане психологии, в плане режима дня, питания. Ну и, соответственно, вот вы спрашиваете, где ваши мирмидонцы, вот они как бы подломались, надломались, слишком начали быстро нагнетать на них, вернее, я начал требовать с них именно режима дня, сам при этом не понимая того, что да, это сейчас редкость большая, чтобы найти такого парня, как Тайсон, я давеча говорил, как Пакьяо, как Буайсар Сайтиев. Ну, много у нас знаменитых борцов. Среди наших борцов, конечно, всегда буду отмечать Александра Богомоева, ныне уже, который завершивших уже, наверное, карьеру. Кто у нас там еще? Алдар Бальжанимаев, Женя Жирбаев, так, Даша Шаростепанов. Наши ребята, которые вышедшие на мировой уровень, имеется в виду их, я имею в виду их. Ну и на сегодняшний момент, сами знаете, Женя Жирбаев у нас единственный, который показал с далекого, не соврать, Александр Будаевич, у нас когда же Александр стал-то бронзовым призером чемпионата мира? Вы помните, а? И в такой году, да? 92-й, нет? Второй. Там был КВР третий. Ну, со времен Сергея Александровича Замбалова у нас не было бронзы чемпионата мира. Ух ты, 93-й год. О, молодцы, спасибо большое. Это наши подписчики, да, красавчики такие. Наши телезрители, молодцы, спасибо вам большое. И вот на чем я остановился, то что Женя Жирбаев сейчас, я как-то ему сказал, да, я про Базар Гуруева говорил, я сейчас акцентирую именно на российском результате. Я вот те, кто не слышал мои комментарии, я уже говорил про это, что Базар Гуруев, бронзовая медаль, выступал за Кыргызстан. Конечно, тут разговоров нету, что тут говорится про сына нашего бурятской земли. Поэтому, с одной стороны, да, это неправильно, что этот результат у нас как бы не засчитан. Но сами понимаете, сейчас время такое, что у нас Россия, нужна поддержка нашим ребятам, которые сейчас защищают честь нашей Родины. Поэтому говорю, сейчас благодаря Жене Жирбаеву у нас произошел всплеск такой, знаете, такой всплеск надежды, что еще не все потеряно, что мы еще сильны, что мы можем еще воевать на ковре, биться, защищать честь своей Родины. Бурятии не только на российских коврах, но и на мировой арене доказывать всему миру, что наша команда Россия, сильная держава, сильная страна. 1-8 и Туше. Поздравляем Генчинова,
чистая победа. Утешительной встречи. Венчина Полтава, спортивная школа номер 15. Подкаменев Бабасан, к сожалению, тоже не борется, потому что сейчас он ушел с нашего клуба, перешел к другому тренеру. Ну, как сказал мне Женя Жирбаев, сегодня буквально мы там с ним обедали, разговаривали. Он сказал золотые слова, очередные золотые слова великих людей, которые добились чего-то в жизни. Он мне сказал: Николаевич, говорит, как бы ты спортсмена не настраивал, как бы ты в него не влаживал, если он сам не хочет, то ничего ты не сможешь сделать. Вот это как раз относится к Бабасану Подкаменеву, который, к сожалению, сейчас уже перестал бороться. Уехал, говорят, в деревню. Разговаривал уже с двумя тренерами, которые пытались его замотивировать. Ну, не знаю, может быть, одумается в будущем. Ведь все-таки парню всего 18 лет исполнилось 21 декабря. Ух ты, еще не исполнилось. Ему сейчас будет через несколько дней 18 лет ему исполняется. Хотя должен будет бороться. Ну, не тренируется. Я точно знаю, что не тренируется. Последний раз на первенстве республики отборолся, 3-е место занял. Ну, что-то там был момент, что-то говорил, что я не тренируюсь, туда-сюда там. Я ему говорил, кто виноват, что ты не хочешь тренироваться. В принципе, условия есть. Я всегда говорю, вот смотри, как наши аксакалы, когда возрождали вольную борьбу, вернее, не возрождали, а когда рождали здесь борьбу у нас в республике, это Нимас Асорович Вахинов, Виктор Васильевич Баймеев, Василий Инхорович Гармаев. Вот этим людям так большое спасибо, что они вот зажгли борьбу, и борьба начала двигаться вперед. Вот у них были условия, конечно, кому расскажешь, никто не поверит. Стелили соломы, сверху накрывали брезентом. Тренировались в искусственных, так сделанных борцовках из кожи, сделанных из кожи. Не знаю, там просили своих отцов, помню, вот мне Масурович Вахин рассказывал. И выходили, боролись. Ничто им не мешало выходить и просто бороться. Тренироваться и бороться. Так что как-то вот так. Поэтому, конечно, может быть, в некоторых местах очень грубо комментирую. Как мои близкие люди говорят, не буду их афишировать, они всегда говорят, это тяжело, когда людям говоришь правду, на самом деле это тяжело слушать, поэтому появляется критика, все пытаются срезать углы. Ну, в моем случае, не знаю, я, честно говоря, мне очень тяжело достается вот как-то сглаживать углы, что ли. Какая-то есть в этом прямота, рассказать, вот, главное, про борьбу нашу. Хочется рассказать о проблемах, о хороших моментах, о надеждах. Ну, все должно быть смешано, потому что это и есть, думаю, на самом деле то зрелище, которое заставляет вас смотреть наш прекрасный вид спорта, наш совершенный вид спорта. Молодой, да, я думаю, одумается. Но есть такой момент, да, нет, здесь уже не утешительно, здесь уже финал, да, идет.
Вся борьба за первое. Куда еще? Финал, да? У них круговая, да? Нет, у них здесь круговая. Так как участников мало здесь, всего 5 участников, они борются по круговой. Да, повторюсь, многих фаворитов нету у нас ввиду всеразличных причин, обстоятельств. Нет, тут борется у нас Баршуев vs Толстиков. Счет 3-0. У нас уже организаторы уже начинают подсчитывать финалистов, кто каким становится вернее. Так, на ковре выходит Ганжапов, Баликто. Если что, переключайтесь. Баликто, Ганжапов vs Ермолаев. Утешительная встреча. Да, Ганжапов выиграет, конечно. Я думаю, даже в одну калитку выиграет. А тут где у нас болот? У нас это зрители показывают, здесь нет. Здесь не показывают, да? Только на это. Сколько сейчас смотрит? На 60. Так, что получается, это ты оставишь, да, запись? Или удалишь? Оставлю, конечно. Оставлю, обязательно оставлю. Ну вот, если кто не успел просмотреть первенство республики, 60 тысяч. сообщайте нашим землякам, что у болота Цактоева на YouTube-канале есть прямая трансляция предварительных встреч, утешительных и финалов. Самое главное, финалов. Ух ты, смотрите-ка, Толстиков. Так, ну, накат до конца. Нет. Ах ты на, какой хитрый ход хотел сделать, а. Вот он, дисциплинарный этот. Хороший ход. Это называется интеллект работает. Что случилось? Он раз хлопнул. Он думал расслабиться, он только свою дачу и хотел на последнюю секунду. А Баршуев, я говорю, дисциплинарное дело надо вводить. Вот Батоевичу скажи, и пускай они, вот это уже пора прекращать. Это НРО уже некрасиво, никуда не лезет. Вот я сейчас по поводу говорю, по поводу дисциплинарного отдела. Видели, да, что сейчас происходит? Ну, это, конечно, и на Кавказе это уже в порядке вещей считается, но я думаю, что должно быть спортивное поведение. Нельзя так себя вести на ковре. Некрасиво. Мы подаем, то есть не мы, такие спортсмены подают большой плохой пример. Коротко, ясно, точно. Который как вирус распространяется и ничего такого хорошего не сулит будущее нашей молодежи, если все так себя будут вести. Вот видите, Димчик Баршуев что исполняет дурной тон. Да, согласен полностью. Не знаю, они, может быть, когда в состоянии порыва этой борьбы, может быть, у них отключается мозг, что у них идет прямой эфир, что их посмотрит несколько тысяч телезрителей, YouTube зрителей, вернее. Не понимают почему-то. Ну, молодые, горячие. Конечно, да, согласен, что молодые и горячие. Для этого и нужны тренеры, и нужно руководство.
о создании дисциплинарного отдела, чтобы вот такие моменты сразу пресекались на месте, и вплоть с предупреждением, ну и соответственно с наказанием, таким спортивным наказанием, вплоть до дисквалификации, ну скажем, несколько стартов, чтобы спортсмен осознал, понял, за что его исключили. И в следующий раз таких не будет моментов. Вот видите, то, что это не пресекается, поэтому, это картинка. Вот мы с Болотом Сактоем передаем привет. Спасибо, финал нудный Илхевина. Хынаягамны уже. Зон горна. Алтанюратови. Что-то мен когда Орынгу Нюрея Хархада без что-то маленько начинаем паниковать. Убирай. Все равно психологический барьер еще не преодолел. В следующий раз как-нибудь. Не наверху, а здесь. Будем. Так, ну давай здесь. Абдулрашид Садулаев всегда сдержанно себя ведет. Да, кстати, Абдулрашид Садулаев, знаете, эти борцы, конечно, им далеко до их борцов. Нет? А все, сейчас могу закончить? Финалы, да. Финал, ну здесь закончилось вроде все. Так, на том ковре утешительные встречи. За третье место остались. Ну, я же работаю, вы же меня сами посадили. Можно 74-79. Тут пришли мои коллеги моего спортивного клуба, наш директор Алдар Санжаевич Жанчиков. Сейчас исполняет обязанности директора нашего клуба. И Юрий Александрович Мадуев, наш финансовый директор. Поэтому сейчас я отлучусь. Финала, когда начнутся, подойду, наверное. Либо буду снимать. 61, я не знаю, кто там борется в финале. В плане регалий, да, далековато, но вести себя так может. Да, согласен. Доминик, я полностью с вами согласен. Надо, говорю, больше таких комментариев, критики, вот их, чтобы критика была такая поучительная критика. Ну, без матов, соответственно, без всяких негативных таких. Просто такая здравая критика. Нельзя себя так вести, ребята, одумайтесь, вы посмотрите, как тот ведет себя, как Абдулрашид, как Сидаков себя ведут. Берите пример с их. Как бы их там не выводили, как бы их там не ломали, они всегда сдержанно себя ведут. Поэтому вот так. Так, ладно, я отлучусь, не теряйте, если что. Встреча 2-1 победу держал на КМ получается Кармай Янчик, Курендак 1.
третий 1-4. Ребята, кто был бронза в национальной борьбе, записывайтесь. Александр Будаевич, Казахстан. Внимание, уважаемые участники! Среди участников будет проходить первенство по абсолютной борьбе, по бурятской борьбе абсолютное первенство. Просим записываться. Ну, сделаем, наверное, жеребьевку сделаем, а будешь бороться? Потом юнды сделаем, наверное. Лучше сам взять, а хана сделать, например. Просто юнды в Марине есть случайно. А, ну те. Я в Хамаде, да? Сколько народу были? В Хамаде называется... Случайно чисто. Было? Да. Не, я Ребята, все, которые есть, все борются и сразу зайдут. Марин-то ее сделали, случайно честно. Да, сам. Мороз? Слушай. Голосанов Александр. А, Аланиш. Приготовиться вес 65 килограммов. Губеев Вячеслав, школы 10, Майданов Тимур. Большой Борис Толстый Руслан приготовиться.
А что там пушки надо? Конечно. Что нам найти? А там загружаешь, надо с собой взять. Я даже не знал, что будет 2 надо. Надо будет или там 10 тысяч повод. Не, пока здесь так. Там призовые хорошие. Сколько? 10 тысяч повод. Вторые. Все. Еще и занимаешься. Марину сделаем. Сколько человек случайно часы? Еще кто? Жабочек. Поправку сделайте себе. Да. Бубеев, Борщуев, поправка. Бубеев, Вячеслав, школа 10, Борщуев, Борис, приглашайтесь на ковер. Приготовиться. Найданов, Тимур, Эшур, Толстиков, Руслан, школа номер 9. Весовая категория 65 килограммов. Бубеев Вячеслав, школа номер 10. Борщуев, Борис, приглашайтесь на ковер. Боковым наханивай. Счет встречи 24 победы для спортивный клуб «Олимпия».
победу одержал. Большую Борис Шор стал чемпионом мира 65 килограмм. 86 килограмм. Приготовь Максим Шор, Тарас Бойтов Шор. Приготовить Максим. Поправка. 65 килограммов чемпиона самого тяжелого болгарского школы ликвидации. Приготовить Максим, Тарас Бойтов. После этой встречи приготовится вес 70 килограммов. Борьба за третье место в цитетном поедет спортивный клуб «Олимпиец». Куприянов Дмитрий, спортивного села.
приготовить такую фигню, как всегда интересно. Хорошо. Победу с явным преимуществом одержал Толстый Колбаса, потому что он наверное. Энэ 14 вин билем. Вообще выиграл чемпионство большое. Да. Вы что, не правы здесь? 14 грубо говоря, без лучше 4-1. Ну, он всех выиграл. А, да? А, я думаю, то круговой нырвал, ему взял друг другу. Не, выиграл. Он Все понял. После этой встречи приготовится к Евгению Лев, Херсон, содержатель паттера спортивного клуба «Олимпийцы». Победу в первом кругу. Судаков Максим. Шов. Конституемый Ахтагай. Там же тоже.
Добавьте слова. Еще встреча 4-5. Победа держался. Постоянно Дмитрий. Шел номер 7 и стал бронзовым призером. Ерген влево пришел Сержан Бухатар, спортивный клуб Олимпийский. Готовится вес 74 килограмма. Борьба за третье место. Сидеев Амгалан, Бажиев Максим. Тихо. Победа была в Институте Кирилл Высоцкий.
97 килограммов. Сангеев Айдар Сангеев, Александр Александр. Дальше ходить кому? Ini Неру примерно, ну, 이게 노골장 이게 물론 노골장 노골장. 이는 ковера, ini ковер Б, 이는 ковер Б. ini бшетевный Б харужен, а тенден ковер А. То есть хоюлай харжен муну. Ана харакшит. Муну шагны живен зонда микрофоном нахожуда Нима Рдымбаевич, Нимаев Угадвена. Нехында имен. Чат болжан. чада. Да. Да, его. Их за третьего рыба болжан. Они за третий, они таблоты, так три табловые, тынды кым буюм буш кылжах да болсун. Да. Они за бронзу. Гергенов Лев. Далдурун килограмм согоруча хоризлва. Да, не залокуется диджапа батарея максуня тога хуюшува. Эне ковер А дермне. Улан хостемне силинген эмге хуву. Улан него хукун. Вот Елбаскин. О, Елбаскин Бешехын, Яма Галсанов. Саша. Счет 2-1. Улан Хостеху иншурьевна. Энумне бахал 20 килограмм. Весовая категория 20 килограмм со. Орочу хору болял доживены? Даржиев Максим Рустов приезжается на колес. Борьба за третье место. Приготовиться Даржиев Илья Аршер. Тюгенов Тибен Аршер. Не залог уводут залошуле. Барилдан Волжуэнда. Отборка на ДФО. ДФО мне Якутска доволхан угожил. Это апрель сохда. Ковер Бейдера. Хайр залог увод. Амгалан Сидеев Уланин. Вот Синин Даржиев. Даржиев Вешен Хуку Хосте. За Хайр Балаба. Энэ хуховстай Даржиевын агын хувун гэдэг.
Амгалан, Улан Трикота Амгалан, Цидеев, шор номер 10. Желающие записаться по национальной борьбе проходите. Секундирует Церендержиев Туман Валерьевич, родом из Джидинского района. Тренер не. Цидеева он хайрменга таване залокубун. Нугудн хөдөөне агын хүмүүс күйвэнэм. Но бахал ахштайны хөвөн онго. Ана хуховстай хуй секундирует Елбаскин Андрей. Инна бахабырхы залу барылдашы муна бақшы болжайн. Иршорсо. Иршоре бақшы. $20 килограмм сомны 6-1 улан ховстай хуйни шужьемна. Майдер гдык. Майдер Санджиев. Эниш. Цидеев Амгалан шоу болды. Шор номер 10. Захош улан удды был тренировка хун. Чистую победу одержал Цидеев Амгалан, шор номер 10. Стал бронзовым призером первенства республики. Доржиев Илья, Эшор, Циден, Эшор, получается такое. Зайна ковер дөрүмне. Далын 4 килограммы корочо хоризлхем барилдан. Улан хостемне Доржиев Илья. Уховстемне Циденов Циден. Улан хосте хуумне. Курункан эмге хубун. Уховстемне Яроник. Яронха. Нойдымне хумуна улан гуддер тренировка хухет барилты куудут. Хойлай шоре. Но Циденов Цидемне ахаймабда. Уже матерый. Ну, инде Циден шоукул байхада. Персананы Долоныга 7-1. Санджиев Вейдер. Шор номер 9. Галсанов Саша. Шор номер 7. Санджей Вейдер не сылынгын гаймагай. Нолан удды ирет аютың. Галсанов Сашнемне тренер Сидей Байыр. А Санджей Вейдеремне тренер Юрий Бабуевич. Снимает. Галсанов Сашемне Елбаскину де племянник. Мамы Елбаскина. Турунжыл хорныгытех уудуты 20 килограмм со алтавахан дефода. Галсанов Саша. Уно 20 килограмм дород барылчуен. Галсанов Сашемне Корска Хорголде 33 гимназия дургун хубун. Турунжыл дурга хайрменго дуруоне хубун. Не аронемте хубун барылды жоен да. Студент БГУ шал Галсанов Саша. А Санджей Вейдер студент БГСХ вроде, если не ошибаюсь. Санджей Вейдер шуге.
У нас тень же республика проходит, и обычно сколько команд участвует и откуда же. Республика закрытая. Вот, и в плане регалий далековато, но вести себя так может лютый каждый борец. А за ковер бейдеримне улан хустен хымда залухувун таникданугуй. Дыйлы кывгат бишетевен таблодер. Хуховстевне борцов кутеш Арсалын Бальжанимаев. Бахлы Иршоры. Арсалан Бальжанимаев тренер Базаров Батар Батоевич. Но индем Арсалан шухиматта. Ну хуумне не опадынги не хуунанго иха. Но ине улан ховсте хуу молодец ходиржа. Орынго быеузжа. Каржа барилды же вайхым бало. И хархада хамты тренировка хыды куут хада. И на 2 килограммов борьба за 3 место в Волжане. Тедине барилдане не дурухне хулер. Прямая трансляция Болховеха по национальной борьбе. Первое место Арваменга гатхилна. Национальная борьба среди участников Болха. Но именно Сидей Валерий Манзаршевича в честь его Республика Волжана первенство. Тумкуне Маху Доландере землячество Саяне Олон Удуды Ерет призив Махенгуго. Яхала организовано гойл. Урилдан Болжилвен. Турулгарылның яхала гояр ху помогала призиву спонсорнуд Хенхуго. Gitu. За. Раньше. Я последние 2 схватки 74-79. Если тебе тогда в ангелах поставил.
перед своим проводством держал Рамилая Сарай. И что же стал противоположным исполнителем. 진짜로? 이게 맞잖아. 완전 났어요. 그대로 그래. 그대로 그래. За далы юн килограммымне борьба за третье место. Улан хостемне Каркунов Жансырың. Эмне Хайырменга табан экубон. Нугодумне укумдудемне Ухинов Чингис экубон. Эмне Хайырменга Орон экубон гуда. Тегет. 자, 먹나. За крестгиш приемды баригдадландымды Кархан кунду байтагылда теге Духинов чисто технический шужагару. Каркунов на залог увунда шо. Все впереди. Духинов зарыктымне Эдгил Хамбай надной даун свыше множил тегиловский шоугун кувунгаш. Яхла бырхы бурят барылдагара барылттык. Национальная борьба, наверное, будет прямой эфир. Инде бышных унут. А мы ходим от финала, а? Увы. Да. Моно финал дыхилхын. Финалы начнем через 5 минут. Всем готовиться. Тавендолосо. Национальная борьба жеребьевка уже прошла. После финалов национальная борьба. Да. Так, есть. Уже Практикан юм. Холода. Ini haklı. Kuduşu ini kunda kuduşu ini ne центре. Экзам хошим болов. Стола. Стола наш. А так все нормально. Бенехин ины камера тоже был. Ну ковердер ходишь. Түнді же болха ойлажа. Ну бай. Финал хайр ковердер ходи. Угой индих. Финал ну ковердер. Тигейде. Барылдан. Beni bir işim olur. Ne de oldu? Дуту болго. Хаша дуту болгон. Душу болгон горыга боху. Хороший зрительный де тап минуты юкжеф. Хашинга там болку инде. Алекинде. Да. Легкий осторожно. Танзания энергии. Да. Валей чёрный. Пойми, Виктор Васильевич Нагожевна.
Никола Ирич.
Давай, сидел долго, отдохни. Сейчас идет. Саша, Саша. Захряпин. Заслуженный мастер спорта среди глухонемых. Где Саман Сор? Опять где-то бегает. Мы оттуда поехали. Пучковный финалдарын кай. Отыр. Бай прическа техубум. Энемне Байндой Байртегарх. Убрать их пока. За первое место 50 килограмм. Сейчас его попросим. Главное, что дело. Национальная борьба почему выиграет? Почему да, почему? Еще раз заберите, чтобы потом не обижали. Все? Кто еще не успел записаться по национальной борьбе? Примите. Даю ровно 5 минут. Ой. Увы, среди участников только. Увы, только участники. Сейчас он до тех минут хуирет орнабда. Только участники. Но сейчас Мишим дуду, сейчас Артем роднаем дудирет хобар хамдой хидне хашик. Давай сюда. Давайте он это. Куда идите? А кто еще? Михаил Львович, напиши. Потом Семитович будет писать. Будешь бороться? Канадцы. Потом Семитович напишет. Пишите это. Ну, финал начнем. Не. За участников. Давайте. Их интервью добьет, да? Марин добьет, да? Надо. Сейчас. Финалы. Весовая категория 57 килограммов. Пучков Сергей Эшкор. Байндуй Байер Эшкор. Получается такое. А больше не ханимай. За модну ханем. За 50 килограммов. Борьба за первое место. Первенство Республики Бурятия до 23 лет. Улан Ховстейн Пучков. Сергей. Хорумкан Эмре. Кухох Синим Дрико Байндуй Байир. Баражын Эмре. Улюң Нютрехубум. Улан Ховстейн Хорумкане Воронин тренировка такой. Первый тренер. Улан Ховстейн Улюн тренировка Геннадий Владимирович Бубеев тихидик. Уна Улан Ховстейн Пучковне Виктор Синдемеев тихидик. Уна Ховстейн Байндуй Байер. Секундиру Ульжена Бадма Батоевич Базаров. Эни жылага хайырхын. Бадма Батоевич Базарын Арслан Бодожапов, Болот Батоев, Гахымыты худу де бакшыгеша. Тегеди. Эни яхала ханем барылдан. Эни хайы республика дер хойла бахал олзахан тегедере Байер Байндуйбин шоугайын. Пучковны эни ганса гарбаржы барылды, гарорайжы. Яхала хунду барылда техум. Кубок России да хай по мужикам Байер Байндуй корун схватка хет. Нигыш схватка алдыңғы хушужы қараһың. Кудуховый турнир-то как бы тупиковый России по молодежи до 21 года. Энемне я хайырчы хоризлы. Я лахен чемпион России по юношам гышкуынты жарны килограмм саварылдаһың. Тырны хувынды ялы шугыт бәһен алалдаһың алда. Кудуховский турнирдер. Тегет
тиге душойын хорку биден тухай. Идемне хойла студентны тырымкагы. Тырымкада хойла дуручу курсу сотно курсни год. Хойла Эршор. Представители команды Эршор. Байыр Байындоевне клуб олимпиец geçti торортук. Эне муну неге Ашлым Бодожапов клуб олимпиец геже нехдин тренерте соолорат клуб негейм барылданы. Моне республикасы клубу олимпиец быйылынкай хабой геже хдин жылы клуб Зарылго клуб Зоголай. Отимо клубу негдин кайны. Эне 50 килограмм, 2 килограмм допускте. За Байындоев байыр хайыр балабба. Байындоевне Фанзаевска хенкедектеринен Мудживена Пучков тегет гариме хохагат байна. Байыр нехдин соревнование хоява дирхын исынкайвенда. Быйын турункай турады ямна. Кубок России 2 килограмм допуск жана дошкотун 2 килограмм допуск кубы хадны гудурсо. Весе ганял же $50 соржа барылдайм. О денене хыды удыре орта еринке тигет шо быйын хэм вассанал совалоговен. Мунойду худутне следующее соревнование Миндяшвили Красноярска дер. Тиша шо булдем алжавена. За Байындоев байыр улуңны тугай шуужа гарвалда. Пучковне Корумкан хаймагай родом. За Байындоев байыр улун чемпион 57 килограмм. Синий трико Байыр Байындоев, Эршор, кандидат в мастера спорта. Да. Приглашаются борцы в самой категории больше 61 килограмма. Донцаранов Арсалан, спортивная школа Олимпийского резерва номер 9, Рениченов Владимир, спортивная школа Олимпийского резерва номер 9. Да, Донцаранов Арсланны улан хубсте. Иванов Байыр Викторович, бакалавр физиков, студент МВТ. Донцаранов агын ютугай хыдын жылы зоңалы клуб сабайгат тренировка хыдык. Зоңалы клубне Жылсараев Владимир Баултычгет. Олың залог уды де клубта байлгады деулот. Тренерну де хажудын байлга зарядка имен хухет. Тиже хартык. Терме настоящий клуб ху байлгадла. Нолан хустенин. Ар камера худul шоуда. Камера. Ренчины Вова, синим дреко. Энемне кяхтен аймагы хубун. Саловах жазахах хэм барилдан юнуш ор хэм барилдан хубун. Россия Тавты хорызлын паюнышым Иркутск хоттет. Хыдын жылы сана. Ренчины Вовне Дашнимаев Юрий Бабуевич на тренировку жемны. Срор номер 9 говорит. Я халабыр хубун. Первый тренеринг как-то не тогда. Тоже так что уже наверное. Урочили тренеринг, первый тренеринг. Зоны мелкая. Ульга. Это грузин, который по-брестски говорит? Сама как-то Ренчины Вовне бахалтыр гарим хэн хорежа баритты куын бұрка.
Валерий Дашичек синемде. Кяхта. Первый тренер Валерий Дашич. А улан хостем на гахайрын хунгыл там өднүгүп. Хыдын жылы зоңалы клуб сабай атыл тренировка хыдык. Зоңалы клубы тренер нудыны муну хая. Мастер спорт международного класса были Тажаргалов, Оро. Эдуард потом коуч кутулна. Или яна фанит. Дын tutulgan. Дын tutulgan. Их нормально. Да. Все четко. На жареные килограммы за первое место барил там Болжовина. Еще можно? У нее там есть, она должна собрать. Алло. Алло. 1-0. Уланин шужевene. Пассивностяр. Моно нигза улани хойшой вагандан пассив синему, пассив красному год. 8 секунд опять кульчал. 8 секунд за улани нему хэгу хамбал синему. Тим правила. Улани ой халорuk шаев жене. За индемне 2 балла синему. Отойди. Вова, Ренчины Вова, кяхтане, эмалаховым родом. Но лангут дахана ютом был мытнуй, но студент. И Серенжапов дам не шугай ренчины Вова. 6 шугай гуда, последний секунд на Хойербалова Вова. Серенжапов дам не шугай. Пойдемте чай попьем. Сейчас я прокомментирую. Ладно, я сейчас комментировал выбор. Здрасте. Ничего? Нормально. Давай. На мене министр спорта Козырев Иван Валерьевич Редев живе. За, барма қарайда. Наехал напряженно борьба Волжуэн. Оланик Кулдорода. Хойербал уландың ухуда индишне. За хойербал алды шивыда тегет. Ені хойер шидыжы. Уру нерғындары хіпті шивыда ені. Танцаранына яхыл залу шықылы құлын алды. Опатору бабыр шоу пытне шарына. Мастилы ковер ғарқыдыр үшчен 2 балы партерге дейм. Да ені бауымне шоу болды. 10 секунд. Кяхта эмгай хубом. Первый тренерин Валерий Дашич. Валерий Дашич на кяхта юктай ала хэ хубуде гарадык. Олын хубудегинде муна барилды жывайды. Хубар дирет байотнут болот. Шо хайыр балыга далды жайнылыныш. Но хайшын гажада. Но хайыр балыга не поможет. Все равно 6-5 Вову шуга.
Счет встречи 5-6. Победу одержал борец Валентина Игмалина и стал чемпионом. Счет 5-6. Ну, что? Какой 4? Ямар партас, какая 4 ты тебе? Отдай туда. Пускай. Давай. Поэтому со стойки бросок багага дурумбал. Улан Хустем не требует. Не буду получить вообще. Сейчас. Если дурумбал угондың, Улан Хустем не шука. Партас там Китай, какая 4? Но баба тейбінің алды оқуылда. Но хайырлы балылда. Белтей жыл қарным, хайыр бал. Турум бал бай көлгіш ханнал беда. Түршінің оқуңыш бұптық дәревіға. Анда қазірті за сожулхана дурум балу көрген могут засудить. Ими алды хыжы бал көл венілда. Якутский мендешот, например, варлижага якуде хувудыга шедеген дурум балу год могут отдать. Счет встречи 5-7. Победу одержал Валентин Владимирович, спортивный номер 9. Сейчас буквы, да? На ковид приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Жгзмаев Саян Эршор, Жансуев Бурбек Эршор. Руководитель ковра Александр Будаевич Гармаев, арбитр Саман Сосор, боковой Цариндаржиев Бату Чемидович. Зайн Улан Хустемне Жигзмаев Саян. Аваню туга сага улым шалда. Секундирует его мастер спорта международного класса Алдар Бальжимаев. Его синим трико Шамсуев Бургет. Секундирует его Елбаскин Андрей. Эне Хуховстемне Шамсуев Тугурзан Александр Чемне. Тургун Кувунингеш. Яла бір кубон қарта шатылтайқын кубон. Жигзмаев Саямне. Ағын етуға саға олың. Еніне хода. Дауғыр тұркул бар жонғадық. Өтеймі хонын барылда ашыл қарадылы вайында. Далын килограммы. Борьба за первое место. Шарынтаван килограммсан Борис Баршуев чемпион болу. Уно играло сейчас пассив синему, году годло, 6 секунд сидит. 6 секунд соседний ему хэгу ханден. Ты не боролся же? Кто не боролся, кто не участвует? Да. Удачи хул не скоро как ему денешь. No, kun ni skor radl bar dola o kushage me dola la khoya yazan shlar. Al khoba agul muda. Hayır gorun parar gargajere turgor kat khayna zida. Natal kushag utte handan. No. Yok. Mudnu Что, не у вас, что ли?
Первенство республики в честь Валерия Манзарашевича Сидеева Болжавани. Памяти Валерия Манзарашевич Сидеевна душин жыл шош семсон ныжа, он до школы саянгу ажыл хэнхум. Заслуженный тренер СССР-гу. РСФСР, а? Не мухы Захряпин, же терходу да тренер. Яхала хэнг. Знаменитый их тома барындашлы гарган кон. Валерий Манзарашевич там девы хатын хорылды хадерим хорылдаган бухы хэм ба учене гутте бол толдың квартиры хыжы гоған бегіш. Ихы еміху хэн кон байнылда бухы учене гутто. Россия емішу хын барен ковдутта хо. Явжы по квартиры хэм бегедік. Алы еміху рыхын. Ихы тейму хаты шадылтай хын бахен. Муно тед открытит бухуй ученик гудем был туда хоире. Землячество Саяна ире. Я головой открытие было. Призи мухова уго. Счет на 1-0. Муно договорник Заурушаева договорганыбда. Бургут Дурушаева андың. Пассив красному году 8 секунд за уламна ему как бы шауден 1-1 болха. Тегет по последнему действию синий шуды ему. Это им правило. У нам балунга сейчас укунда пассив красному. Уже и предупреждение уже вен Оланда. Барилда на выгод. Замечание красным трико. Теперь 30 секунд много сразу. На центр трудом шодрата вену то круг тренер хоша его кум не пассив геше. Центр ингатло тоже барил чат хрикте. Центр собаен кум не активнее геш тоже считается, если для барил дата вега. Да, 8 секунд. 8 секунд со жигзмаев саянде мухайгу хада бал синему. Дугур Александрович не. Мы даже барилдашем мастер спорта международного класса. Двукратный чемпион России войну. А он Бургуде. Чемпион Ригинского турнира. Ерун Зурганда Олимпиада шхоркум байхангадла. Тенденега. Подковерные игры волот. Дугуржим своим нашел воим. Чечен ол монгу жигжны коңошша. За третий барилдер шугдоим. Оны Дугур Александр Шыңға qoruса хоқыл бәға. Тейімі үйім балығын. Дугур Александр Шамсоевне Ерамны нютуғай. Яронен хуым. Ен хуынен барылдыржайны хухы трикотен. Толстику вроде вторым стало, а? 65 килограммов. Денімне улаңқтыр. Кулогушева. Жигмай саямне тоже баха бұрқы барылдашын. Енімнеге Россияда паюнышым. Тупикова Россия мар қайыртте хор изылым шалады. Шоуғын даже. Тейменде. Ағаға ереді уже күдін жылы тренировка жедігім. Сельхоз академияң айотың. Вот бургут Шамсоеву мыдны гөлі ханна намыр хор дейміз. Но айдымне қойыла енді патриот гішіні сотық кортылақ залнайын кейім. Тейінде қойыла тренировкадық. Тей бұйы бұяқу мұджы вәні дайды қойырш. Тейкінен алды күнім түрінен ұлам. Шуық қылда. Доғыр Шамсоеву бургут шуы вәні по последнему действию 1-1. Тегедліні хубарядлы время татчы вәні. Тегет саян кулдорқы гәдлі ядылды жыл вәні. Арын орын секундылы. Саян сейчас нығы юмықы жыл ама ғадал шуқты қол вәні. Орылды умыл жығыны.
Юг хула вышибыш. Қарға. За коверға қарам көміне бал алды деймін бе. Сумода діле. Теймі қалды күші болды. Бұрғы сойып. Қара кім тейхін алды бұл. Қайшыңын қара тейшін шықет. Ұшы. Барық да. Барық. Дурмын секундылы. Жигзмаев саяң. Алды көй вақыда. Енді уже опытны. Варилдашын. Бұрғыд уже шуғыд бәйім алды ба. Нәміне диспансері хамғыд қаржы. Гарен замаражы олад. Тед енді жихайым болып көйлді. О 4 секунды яғажа саяң байқа. Тархиян аушын кәділ. Да, саян Жигзамаев. Шужа. Талын килограмм ал табба. Бұрғы Джунсуев, Серебро. Монгун. Звание победителя весовой категории до 70 килограммов завоевал Саян Жигзамаев, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Викторович. На ковер приглашается борцы весовой категории до 74 килограммов, руководитель ковра Базаров Ванган Цидиндамбаевич, арбитр Самант Сосор, боковой Баир Викторович Ивахин, Обхоев Игорь, Дугаржапов Цирен. Игет лолан трикотетер хар олан полса темне Обхоев Игорь энемне верхуе синим дрикомне Дугаржапов Цирен. Дугаржапов Цирен. Еженин Ежихин аға зутхулин тұғайкет. Обхоевны Иркутскын хантем өткөбенім. Тедетінде ойненде олан өтті тейрокко кіжен құбудуд. Обхоевны шатылтайны аха қойырменгі қойыраны. Сырын қойырменгі орғаны. Обхоевы Баймей Виктор Васильевич тренировка диваемы. Кости хангалов им тут. Тегет мына хайна Валерий Николаевич тренировканы. Цырын Дугаржаповны клуб олимпиец. Бахал яхалы бір хукумыңылда тегет. Обхоевын яхалы сырынды неудобно. Леву стойкыты, леву хулдорқа, шатылты, рискуй. Темыныға. Урушайыбды көбің. Сырымны яғылықтарыны әм барылдағы шуқылда. Дүмдер ән сұқодым ортық. Тегет қыдеңінде наглей смелей өтірін шуқы бәқылда. Далындырун килограммы борьба за первое место. Далындыру Собадиев туму барилтеймен де мына уптотени мына қарат барилтне арғадан отығай қуғын. Далындырун килограммы лидер. Мына ере upты живайна. Тегет мына онда қуны дығарады барилды живайна. Лучший победитель пилота 19-го. Да, Обхоевны национальный борьбадаш бұрқа кілтіні. Нахай залушылы барилдан балайым юртсо, 10 килограммса шуғай, бел тар шуғыңдыны. Обхоевны яхылы бұрқуын.
Шор 10 тигет яптык. Синим трико Дугуржан Фуцерин Эршор, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Тем кунут гарант варилды живайна. Да, индемне 1-0 синим трико. Пассивность Аравадьевна. Ухойва харакter, ганцеле ухул будретле. Варитак о. В красном трико отдыхает Игорь Ухоев. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва номер 10 имени Геннадия Николаевича Манчуева. В синем трико продолжению Виктор Васильевич Баймеев нетер толгорта дутлот. Оренго ховунда юмухыл живайна. спортивную школу Олимпийского резерва. Бадма Батович. Базаров. Ага хайре муножиле. Да, индемне коронко инде лаптык. Сырын жазалы хап хаятта инде. Сырын инде ухулда аркадары лаптык ойнем. Да уповне темпу хунда. Оныштырынлы гонялха, наверное. Сырымны хагдат бағала шуктыхы. Тіріне мүджібе қаяты. Ушолы кет кулымын долларат барылдалға шуқы. Уғылға бағада леу кулдалдарлы хала. Уқойымны такынса барылды куыңғыш. Последний секунды олтырдаш. Теймі боевай. Ины ғарада рохан кайдылы сейчас. О, дейгедлі. Сырын жінде хәм бәдік. Тауыр кулда уға дейінді әңі апқын құнды. Уқойымны ортықы кулда орат зов жывән. Да, инде оғат қарнут сырын кешін, инде кулда уғат хәм бәрілдік. Уқойыш леу кул апқадалаптық. Прямой проход. Правы кулдар құдерінігі. Шо не доработаны. Тегел харн хода тархиндаратлы, хода тархиндаратлы, тулчотлы, угзаратлы, хуй сегетлы, леу кулдан оротлы. Темпук, ямар екі темпук, ямар арысайды кешіп қонды. Хода тархиндарула жамны сырын. Хода тархиндарула ниджеті 10 килограмм дара жап қадерну. Қойыр секунды со, қойыр минут со құн кескі. 10 минут со дарулат бәқадар құн бұрчыт қауалық. Теймшік бәйтігілді. Хода тархиндар ажамнытыр. Жаздың леу құлапқа. Леу құлапқада лапқа еғытта еділ алда болды. Хода тархиндар уладыл емні сырың. 10 килограмм дар ажамны. Примерні қылдым. 10 минута 10 килограмм құзынды рекет оғызыр ол жеп қада күн жесқілді. Тейірі қойт шақталды жамар жайын. Сырымны рекундор әмел жауын. Уқойымның ұшол ұрықша жұтқы жайын. Анын тұрға 5 тір тархен қапма. Енді міне жоқ 10 килограммдар жауын. Примерно шо екі бұша. Но енді міне қажуда хайм бәқі. Нұғодыршында ұқойыпш. Да, сырыншы енді леу құлы аламалы қыл құңғыш. Леу талар алаптық. Но текін ұқойымны леу стойкыты леу елғай қарнылда. Апқыйма сырың алды ба. О, дину переломный момент бол живен ешінді барылданса. Шот 3-2. Хорын ғорын секунда. Сырың енді қойыр балабыңға уже барылдаға шуғы бұжы. Ана, но мұны уже борьба вся впереди. Ұқойымны ұшу ихыр жұтыққа. Аз леу құлдан қақыл байқа жүрғанным. Сырың құлы олыда ғада. Сырың леуе қағадлы енді байқына да. Бодың көйгөл. Ай, правый кул алды да, сырын. Бал красному. 3-3. О, дүйнім нейсе. Исене қарғанжым бол жөн ешені. Қойып кылну, да қанса барды. 10 секунду лот байқатын бал алды ба. Қойып барыма кешені. Алло? Центр синий.
Я перезвонила, да? Ну да. не сырымда ямар ой движение. Хайр секундулы. За егер сырын рапын шоу жағарады. Койымда иіні малды шығыр. Шоуға бір ханага марат бәжі болды. Ямар ой бар бам болу. Звание победителя весовой категории до 74 килограммов завоевал Цырен Дугаржапов, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Сырымда хожа марат. Тегетне балаба. Ну, молодец. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 79 килограммов, руководитель ковра Базаров Ванден Цигендамбаевич, арбитр Цирендаржиев Бато Чиметович, боковой Саман Сосов. Циренжапов Чингис, Дамбаев Бато. Ландон трикотемне Циренжапов Чингис. Ордун Далбанов, Далбанов Чингис. Энимне агайын Амитхан Нюткой. Вырхы барылдашын залу. Паюнышым нәһәм барыттык вәйін хуын байға. Энимне баха Укоевты делейвы стойкыты хуын даш. Теге дүніш Укоевты делейвы дортук көтірі ходы правот народ барыттык. Годымне Дамбаев. Ну, Чингисне шухыл вайхадагы жандым. Хайшын кажада опытный, но Чингисне истік. Чингисне нигзахын истік. Әнімне дәйінде евадеріхін Украинаға. Тегеді шо екі тренировка қойғы. Мұны шо түрі объем мұғыды көйлі. Шо набирала ұвы. Но теге жығыда опытты хуын шоқыл вайхы жандым. Тамбаевнен залу хубун. Яму хантип тагы муткул вели мен улан мутул бултыл хыдык улунгылды заха хош. Энимне мына байырчык держапышты тренировкада сидим трико. Участникам соревнований по национальной борьбе просьба подготовиться к началу. Тут хайшынга жауап опытный матерый. 10-0 шува. Студент сельхозакадемии. В весовой категории до 79 килограммов звание победителя завоевал Чингис Циренжапов. Чингис Циренжапов. Айна хэн тренировка хожевай на. Ты алу набирал живай. Закончили, да? Это все, приступайте, те, которые националку-то. Давайте быстренько начинаем. Сюда же, да? Ага. Сюда. Я не знаю, где. Все, закончили. А, закончили? Да. Все, дуре. Все, националка начинается. За, егет барылдамне. Дурба. Бурят барылдам болсын. Бато Чиметович. Бурят барылдам. Вот этот вопрос друг. Там инды был слух. Ну, наверное. Инды был. А, да, здесь другие сразу нет. خير مو ما شاء الله. Алло, участник вот. Начинаем. Куди? ورودرون قرلا هيكويمو. Бурят барылдага келу деді, қойыш келесті. Вы прекратите, пожалуйста, на соревнованиях так демонстративно это делать. У вас весь нос, все. Ничего страшного. Хайр, Начинаем бурятскую борьбу в честь едла. Итак, Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня у нас запланирована викторина. И есть призы. Это книги «Пожарный надо», шаговершины, подарочные сертификаты на стрижку, на массаж, моя личная экскурсия 1 августа в Донцова и 3 дня
отдыха на вышке. Пункте. Я буду задавать вопросы, кто мне будет помогать, кто будет спросить, правильно ответил. Так, а где Ольга? Не знаю, где-то награждение по распределению Ульжинов. Я думала, что это будет делать Ольга Лысковна, но она убежала. Итак, первый вопрос достаточно легкий. Разыгрываем книгу. Викторина Ульжина. Пожалуйста, поднимите руки, я буду внимательно смотреть, а Туяна будет мне помогать. Кто ответит на вопрос правильно? Родина Валерия Манзаракшевича. Вот там было Родина Валерия Манзаракшевича. Калбай. Тункинский район. Я надеюсь, что вы ответили правильно, очень плохо слышно. Подходите сюда, Галбай. Галбай. Может, он там месяц. А? Самой деревне, месяц. Арслан Бальжимая. Последний помощь Идиот, какой за идиот? Енді сағат қызметтері бұқы бұшы шуқтан елді учетты өйді. О! Еще было, еще. Теперь мы разыгрываем сертификат, подарочный сертификат на вопрос. В 15 лет Валерий увлекся вольным футболом. А каким видом спорта он начал заниматься? Руки! Вот молодой человек, который стоит на клубе. А какой вид спорта? 내일 그 어려운 거 그 오는 거 봐. 알았어, 그게 있어 더. Нет. Что вы все время говорите, что это называется? А давайте хорошо. Так, иди сюда. Молодец. Греко-резкая борьба. Или классическая. Колцанов Саша Шущева. Греко-римская борьба, говорит. Еще один сертификат на мужскую стрижку разыгрывать. В 11 лет Валера решает стать таким же сильным, как кто? Так, руки и ответ. Я говорю? Таким же сильным, как кто? Что служил ему примером? Руки! 86 килограммов Судаков. Чемпион было Шадапов второй. Необычно финальная встреча 86 килограммов. Слева наверху вот там. Кстати, молодой человек, красивый. Вот он там стоит. Как кто? Подобный? Ближе, намного ближе. Подобный, говорит, подобный. Намного ближе. Недалеко где-то, а намного ближе. Ваня Рыгин. Ну кто, может быть, товарищи тренеры и судьи знают? Ваня Рыгин, нет? Так. Так кто? Никто не знает. Тогда этот сертификат переходит на следующий вопрос. Ответ. Как брат Владимир Митриков. Ну и я оставался там, будем разыгрывать.
сделать этот же сертификат. Когда где-то Лайве кубун. руки только принимают. Тонка. Первая сельская Тонка земля, земля. предприятие. Тонка не хит уже не шал. А постоянно вот там вот молодой человек в черном держит руку. Даже не в зеленом, а в черном. Правильно ответил? А в черном, ну там черный сертификат. Так, мы согласовали ответ. Финальная схватка абсолютно хорындыр еми мөхбәгәп ямар улынга. Вот, ну это, конечно, прибирают. Такие молодые люди не могут знать год. 61 год. 1961 год. На этом мы пока закончим. Начнем сейчас Бухабрюга. Ну и потом продолжим. У нас еще есть хорошие сертификаты и книги. Ага. Беликов Сергей, Gonzalo Алексей. Садат Боинков, Утхой Игорь. Ребята, по секунду. Мужики, давайте. Поезд. Поезд давайте. Пади пара, активно сужит кафе. Сасар башкар. Активно вис, сасар башкар. Готов. Аюр топну бу кенче сазу. Ерин хойырса немая ваюр шугай. Горна. Беликов Сергей, Gonzalo Алексей. Выходим. Садат Боинков, Утхой Игорь. Пади пара. За Шадапов бойынта. Тасним бышкы байалды да. Ямар насны бгет. Шадапов бойынтон корумкан эдасың. Убхой Игорь. Узардага дасың гайд. Беликов Сергей. Кімна де? На тет. Та хамаг болды теге де болды. Тенде ту сон. Тенде ин тухудна вайнеш дердер. Тенде ише. Колнышек. Басиком. За первое место 10 тысяч, а? Абсолютно, сразу. 12 стало. 12 тысяч за первое место, 5 тысяч за второе место, а? О, немного я головой. Для студентов хороший приз. А по вольной борьбе за первое место ходит, да? А, Саша? За первое место по вольной борьбе приз сколько? 5000 рублей. За первое место по вольной борьбе? 3000 за второе, 3000 2000 за третье и 2000 тренеру победителя. и тренеру победителя. О. Зайнымне, отто быйтемне. Алсанов Саша. Селингинский да санга ушал, а Сашамне? Алсанов Саш. Селингин дасне. Папанин Селингин. Селингин дасын бышы юнгы да Загустайский да санга. А, зайна. Ундырне. Алсанов Саша. Быков вердер. Эй, Саша, иди! Саша, иди запишись-ка. Какой доцент? Тамчинский доцент. Алсанов Саша. Тамчин дасне. Узерда.
Достар бақша? Зоны десің байым ау? Сейчас некім бері күрген күркетіне қоғаға ерін қонды бұш олыр жеп. Отла, осыпша. Отла, тялық. Скажите, отла, тялық, чего не снимать, только снимать, да. Бұшы күн ғо? Тінде. Сасырбыша. Açı, Сасырбыша. Aşağı, abişta. А вы хотите вылезать? Одан вақытта. Сейчас лидеры затянут сейчас. А Юр зорик тышный. Одан балха сейчас. Все, арты. Папа, дайте, что мы нашли. Зай выкини. Папа, дайте 120 рублей. Иди отсюда. Запись идет, да? Это ковер Бедер. И на микрофон за ковер Бедер обхоев туарихын даундырусы қойырте болауы да. Өзірдағы десің барлық хабар сатешін тоғычен. Тешін қарға дөніп шоқ камерең. Тамар қарылқым нәу. Бұқу ковер яқылдайын дешін, бұқу ковер ұргойын дешін. Поближе, может, чуть поближе. Да. Ковер адерімне Содоков Максим. Найын зорған килограммса шадапы ұшуғай. Валинар Мунодыр. Чемпион. Менімне ағың ұзон дасыны қыда. Бөлдірген ені көміне. Тұрарыч. Него өдімне тұр ұлан шортектеміне ковер адері циденів циден. 5 минут. Зандын жоғыш. Дасымне ең көткілді бұлай? Ені. Ерон емне. Егітін дасыны қоғым. Егітін дасың ұзоны дасың қойыр арылчайна. Бальдане тымсың сағымне табы минуты. Ғалсақ дұрқыдың табы минуты. Бұғын бальдан болға. Бұғын бальдане сақ табы минуты. Есі үнді бальдан дұрығы бол. Саша қан берсін бальдан болға. Тынды сақ ұғы бальдік. Шадапымне курымканы дасың, қой үйгірне үзірдағы дасың. Инне хая, инне ная бірсо залушылын адам бол деймі, болауыма. Тендімне қойып шадапы үшуғаймыш қа, қойыпне шадапы үшуғай. Мұны шадапымне тернемі дед, не қойыша зоқтажыл яун. Кушак дәрі барлыққа ханнемі, яғнем шадапы. Тұролаңымды тек ковер бедері. Курымканы дасына қоғын. Қойыпне түтірі, қод ұруша еп жа құлым бедіржі тежі барлықтықтыры. Лейбі бір қод тек ұғымна кеш. Doğru da Gurjaf'ın sırrında saperi место алдағын. Национальный борьбамный визгу абсолютно у нас сразу. Все желающие участники сегодняшнего первенства сегодня участвуют по национальной борьбе. Ковер адерімне шукшинин. Саман сасыр бақшы Моңғол ұсың сұлыт білдерінен аварғы болына жарың нәуін келгам жынды. Ковер бөдімне заслуженный Аксинов Владимир Александрович, чемпион России. Менгі юңзын айын таманы. Сұлыт білдер. Ерет аны ихинді, аны бурят білдан, бұғы үнді білтқишы зайхоқыды, ихинді Валерий Мушей Сидеев, Хамалыма Дамбашевте, сан қасеті, аны ю тымсын ихығым мәні. Тір сағасы возрожден ихылы. Темнот харет жылсо, яғыл бұқы білдамны. Әм малына, үші бүді солықыда, далуынзын, әмінзін, құғыт соларына. Мұны следующий сағалғын сау балқылда хам, турнирнут. Тихо. Сағалғына қы бел тары балқы бұлды. Хамлам команда цан балқа. Тегет сағалғын нәр балқа. Тегет саған тарихын нәр балқа.
Тендемне президент хэнг. Так что был дикты. Их лучше барилха муже лучше барилха хо. Кошын 10 килограмма келедла, жарым 10 килограмма свыше волтер. Их лучше барилха, теге жарым город алтава свыше гедла муже лучше барилтак. Тендемне уже хайр менга тавын ходоша болху. Ал хайр менга зурган ходоша барилтха жа, юнышны. Нөгөө жыл хайр менга горвонды. Эдемне яхала бирхи шаңғы хуутыл қаршодлы бейбей емітжен. Ху бейбей те барилдыр зұхынуд. Тегедлі. Бурят барилдамны негалдул хелла шугдеш. Теймі хем тегедлі. Тап минут шаз ұңгұрхын. Тап минут ұңгұру ойны шадапы ұпқой ұпқойре. Саға қырны ма? Барбана кушықақ да? Энде тірі хынен первый захват апхова гыжы. Тенің зармыш левый стойкіте, зармыш правый стойкіте. Удобный захват первый апха. Яхылхы ешін гуд настраивалха. Левый тешін шадаповны апба. Упоевны тоже левый сторона ғара бұрхық. Энде хынен шухын ба. Судаков цидейный хайремне тоже времени унгро. Сидишь право стойкіте, право тешін апхова яхылда. Хайрадері. Алян талықы уже онғы үйі тымсықшы әм өдіхі қырықте. Алян талда әм әлдінігіт. Зарында күнзар тірі талбақыдың тір талды нүгі тымсықшы навод әмі жақты му? Тема, теге дедішіне. Тарылық қырықте. Шадаповне бы гарен тахлат. Глубокий захват, когда бурядарна хамбарсы гет. Хамбарсы. Боят білдамны тегет юң тамьёгет ордор был термин спортивный гет орунып де. Тегет глубокий активный захват, когда хамбарсы гет. Тема нырте тамьёте. Шадаповне хамбархан, а? Хамбархан. За Шадаповне альталтешин бархан гешо. Леу талтешин авахандың. Упоевне леу талда бырхылда. На Шадаповне весере тома. Зун талып па? Зон тал. Упоевне тал тоже инде хэг. Упоевне инде барығыл. Леу талара хэм барылттық. Ин талды мыдырылыне хэнг, ха? Мыдырылыне хэг. Упоевеш. Но Шадаповне том бойте хадалныға. Оны ақыл ва уйым бұда. Бойынты Шадапов. Оның қан не тоғай қуынға шолан бойте. Қорын қан едесін. О, тірхілемне, Упоевне инде хэм бәдік. Леу стойкыта. За, теге том бойте вежил Шадапов бойынты. Оның қан не тоғай. Теманы хамбысы бәлданды хыңа тип ташаны бәлда құрылып шойдық. Судаков Максим, Судаков Максим, узон едесін. Зайны. Хайар адерімне. Ухинов. Зори Гухинов гаролда, тарау токултай отоғар темне. Нечкіл хамбың надна аварғы емдеші. Мұны жылай. Гәділ шуғадыл қайқылдайныш. Нүго залуни ханти мұдытны ғой. Судаков, ты Дульдургинский же? Узон едесін? Ага. Запомни, елкпал. Аля, Бальжимаевне. Воспитанник Валерий Васильевич. Жекзымаев. Воспитанника, да. Валерия Васильевича Садеева.
Саңа олың ковын суғылдасына бүгінді. Жығызмайып саян. Балжимаев құрыш қан ямырдасын бағыт. Балжимаев, ағайындасың ғана ғой. Ағайындасың. Томбой темне зон қорын 10 килограммай. Мұнодыры чемпион. Енімне по юнышым тұрын жыл первенство сенері ерте болам. Балжимаев Чингис Эхилдейм. Обманчивый видишь. Сборная Россиянка унутхыл на видении обманчивый. Гарадлы, спокойно, не урте гаржиредлы. Яхла хэнг хадейн Дагестан астенка уду дышуштик. Вольно барбагара. Тем верхом. Второй призер первенства России по юношам 2002 года. Шитидера первенство России да о буквы боряда де байр лолом кувонга шермане. Там бойте, ковер байтер. Трасанымне ковер хадер хидивишта. Бадмаев не хантим. Бадмаев и Улани на елону гукумда. Улан тоже яхал на царь бартыкум. Хумбле. Яхал бурхол на царь бартык турлан гутемне. Хум нужно рте уледа. Томбойтен Балжимаев на время кулегодлы тедло кушак тургодлы хайхыл, наверное. Жин хыды болнен тамамне. Жинне зон армат был да. А темсикшен хыды бохап? Жигзимаев саянгаш. Саңа олен ковон соғылдасына егін. Далын килограмма чемпион. Негодын зон хорин 10 килограмма чемпион. Мұнодыре первенство РБГ. Тема хайыр ханем барылды жауайны. За. Балжимаев саябны қолдар жиреділі. Бұқы бейері даржай қадерінлі қаша қарқыдылы тегеділі. Пайны ерсе. Борят барылдамны ненері қойылда. Қон зане мұқылға. За қон қаржы тамы ұнға. Қансын нүгі алдуыты, алдуығы үрхетті еті мо? Етем. Қайчық бәкі? Тарау шансы нет. Там бойте күшіні бағыл. Екі преимущество бәді қайда. Кім білеш? Фамилия шумрет? Қанчы білеш? Егетін десің? Кім біле фамилиш? Цариндаржиев кім? Имя? Цариндаржиев Арсалын. Шу жағарва. Жамды не треш? Гүгетін. Сағатын. Ероунен болна, ха? Ероунен кубу. Нау, находа ержі барылды жи. Қойарадыр туғары шу бай. Да, ендімне мұны. Догуржапов цирын тыры барымды тен қойарды бәйдері. Не Балжимаев Арсалын, ендімне қойыла. Родым, мұхим ғо. Оғыр олара. Ағын кет. Догуржапов цирымне. Зутхулин тұғай ежі абнуды. Тегеденімне шоуылда ұзоңғы тасын болқы. Одымне Балжимаев Арсалын шоуғды бұқтауыр ағанне тұғай. Ағадымне ямырындасына енем мүдікті көйбән. Ағайындасың қожа? Догуржапов цирымне ағайындасың әткалды. Қойыр адерімне уже қойырча қарыва Галсанов. Саша Галсанов. Галсанов Саша ямырдасың кәйбді? Галсанов Саша. Тамчине дасың кәй. Тамчинский дасың. Ауын Тамчин дасынай. Уро. Улан ұдықын дөйін көбін Галсанов Саша кәшімді. Молодец. Город Собегат. Худого худуте. Адлетым сижеха кәшімді яғылы бір көбін бән. Годымна Шадапов. Оның қаңне тұғай.
Курумхандасына Шадапов уже хайырча куруга барылды жабен. Дайны бэка йордерімне Май Баюр тугуныңдасың, Судаков Максим музоныңдасың. Немырдым рече хайчы хуынын. Тімсенді қарба? Судаковна яғыба шатылтай хуын бәнді. Судаков Максим 90 килограмма чемпион. Аюршни 20 килограмма чемпион. Судаковы мырғы жыл құлдырдық, отыр құлап қойш. Тей болды. Аюршта құлуғы яғыл баядық, тейге шағада. Бұл сен бірі? Бұл қиым ба. Судаковна құл бәрі алағайын бәртәгілді. За дешін үргет тұршы жібәна. За Судаков тұжы күнді болу. Аюр бұхын бәрі бәна. Судаков Максим шоу жағарва. Зоны дасың. Барым ғара талуайын сүйіжі. Модер Судаков Максим нәхәйін бәрілді шоуын. 90 килограмм шоуға. Судаков Максим не егет қарқы дәрі. Один из лидеров я обживаю, да? Зарик. Пусть подожди, один выходит. Хамта. Теге қадан үгі встречімне Ухиневте қарқы Судаковны. Аллах онен. Но саямны бағыл қавары бәлжімай ұнуаға. Ухину заректімні қарқыда барят бәлдәні шудық шынымды дарқын. Мұны сентябрь харды презентация болу. Тен ағайымы шудық бей болу барят бәлдәні. Тен алықын сақсығара, тен құл құнзонен бұқын бәлдәшті қосылқыр тен. Болды әм қош. Намада пікойден. Товары Жикзымаев саямны хэнеш уэвуда. Бальжимаев чингысы тамуху уэ. Но хэнумны мұны мұрхыл хуанда теге донғажы бол шатық бол бәк школдар адғаржы. Хэнумны жылы етхил хамбан аварға. Яхала бұрхы хууды донғағын. Наснен адында балдын сыжыпы ұнға шиян хууыңындыр. Борят барылдан эмне лидер кешине залошулай. Немне сылынгын эмгай найхын ютгай. Ухинев чингисе хубу, хайрчы хубунин. Хайр адерымны яхлу. Ойыл барылдан балжылайын. Туар этері. Галсанов Саша ундур хубуншни тыр кушағын татат чего отыр. Тыйым шадылтай хубу диям нұрсыда. Ноябрьсо залушылы барылдан гыд бало. Ухинымне свыше шубыйым. Тендемне хамбаламне уро ерет хохартык. Утырып барылда. Залошула хотан жедік. Зайны қалсанымны хулынж барыны, тархинж барыны, қошағынж барады түріні. Сет хулда алдадлы ороны ода. Шадапымны көрінпаны дасыны опытны. Koyar. Немне онғақыңы саямны кулы аббал ені. Кулы авадлы ябжылы ябны, тәл қарыңы алды жылы бәйні. Алда. Ені қойыр кулы авад. Зау кейнімне оту култы. Мұнудыр барылчы бәйін куын бұшы. Ені барылчы бәйін.
Жик Замаевтың неймі шансы шоу Жеңіл болды. жартылай бұл жылы Кім? Ичкілуен адына шу. Ичкіл қамбайын адына явырға. Ичкіл қамбайын адына. Зай ковер. За ковер адырымны Дугуржапов Чингиз ағайындасың олан бұйтен, борымдытен. Оқуымны хыңгыз нұртеге бұлайда. Нойнымны гүгетін дасына қуғыш. Олан бұтеш ковер адыр. Едімні қонығыны шуға жабын қуыдыд. Жик Замаев саямны. Основная табмен отса шуға. Шуға да. Кадыр таллы тахимети хыжа охину зарыкты. Саша Давалова. Где хумулу птаны? Дурун хумулу веш хуего. Сейчас за выход финал Судаков и Вахи и Хын. Хайста шуток. Это одна. Сейчас Судаковны. Хинтей Ухинев Тегарха. А? За выход в финал Бурядар Юмат Хухин. А? Узур Хун Тулогат Хухова. Узур это финал. Узур Бельдан это финал. А, ты. Хайре Тодор Хун Тулогат Хухин. Хайре Тодор Хун Тулогат Юмат. Узур то архи Бельдан. За выход в финал, да, это же уже? Да, именно. Хавер Бедермне. Борьба за выход в финал, это да. Узур Торхем борьба Барилдан или Хайре Тодорхем Барилдан Хему. Судаков Максим. Уно дырныгыш кунда вольнер шук дежве. Слота Барилдагаш кундалдагве. Бораз Барилдагар кундалдагве бахын. Узон дасне хунгаш. Годымне Шадапов бойынта. Кормкандасына, оның қаңны тұғай қуы. Емін қойырнен айын зұрған килограммса мұнытыр қойыла. Вольнер барылдат Судаковне 2-2 шу счет дәрі шу жағырайым. По качеству. Сасым шы дәлі адылтсын. Селге, анда? Дәлі қайытты. Саған не қаным? Хайыр хәмметті да. Мана бірер солды емірі реши. За третий бы ему пресс. За третий баритку тебе когда сразу финал. Только финал. Те да били. Только первый турнир набеждается. Боит кому? Только первый турнир набеждается. Финалисты. За первое место 12 тысяч, за второе место 5 тысяч. Тебя били? Арухер. Нему Арухер. Таба. Ну что, диплом, ну выход. А ты не умел да диплом? Ну, грал юга. Ты не бешедл, за второе место. Студенты жалбай билет. Ну, студент, то мана уйде им гой барилдан болдық аңға. Егерді мұнғы қеділ деп жақуа ауды. Насығар бәлді білдір, да? Мана үйді үшінші барилдан сұш олым баян жынжа. Олым ба. Телефон дему ғой терлі ередлі барилдар. Қо бәлдат. Мұтын күне. Құд олдық. Вехин березы кыдыр бүхін өргі юртысы har бұхынды залушыла бәлдан тым зиханып же тымды залушыла елігі же бұйыр же бәлдір бәхі қырытты тымды қол үймі қу бәхі қол бәхі тет оныңғы
уйтытса бәлтхада орынға наны худыр. Орынға арғы дурие хэм олаха. Ордор хыл техническое мастерство повышать. Ну, мы живут в Ганса заложил Тема. Орынға юнсо. Нахан со бәлтхада. Возможность, дайте по молодежи побороться. Тема тургын оргаха. Тэгээд мужигуудтай переход хийлээ. Наананга ихэд мужигууд забарлахаг. Шугуй бол, ну я кунтло. Барбай мэ алда кунтло. Тема качественный переход волна. Харин хайр на теволтер. Допускается, залушил. Брат Бельдагар, арвын зурган бөхі соларымен интимсенді. За кейнер Чингиз нетері дөветен көйін қауылды. Орынғы онысы арғы дұрғы. Тіріне ордыры корона прием хулин шуржават өргізі өкейін зөрті саша давалыва. Узур бәлдан дарыва. Енді күн финалы, ха? Укинов на финалдар олы. За тегеді уже Укинов зарыптым на финалдар отхулей жуайна, иде хойре хинин гархан ешу. Сутакову или Шадапову, иде хойре шухунтен за первый второй варлых. Тегед награждение кили, тегед жирет абсолютка хапья. Абсолютка варлых кымын за первый второй месяц. Если третий, если я так... Ну, абсолютка вожлена. Тегед за первый второй варлых кымын, где награждение кили. Bir jamrol jere da. Тиге после награждения я. Розыгрышах кылдыр. Конкурс юкуну бидиш. Тады хаймеңе тебат десе. Хаймеңе два горуче белди хог бе хог чөлө. Орамы дешчет. Ташчы зөтө модагада. Муне байвол тетсе третий барда хорош. А? Камеру туда вроде смотрят, это откуда снимает? In Sachen камеры. Когда мы пойдем на очередь? Что? Ну ты посиди, сейчас скоро закончится. Что? Хум что ли? Хум не хочу. На. А? Что я много пока. Кому хум не хотите? Арантате. Я хочу. Где арантате? Арантате. Сейчас. Сам буфет, стои на отдельный вид. Федь покушай, как шана. Говорим, ты за третий хайху я лобеет, бре. Третий хаймен мухушага. Ты кто-то порегал, скажи, что за третий пусть сейчас борется сразу. Не нахуй ты гудра, а финал салям. Ты слышишь, чтобы не ушел, да? Максар, кто порегал по финале? Максар, объявишь, что всем призерам готовятся на парад награждения. За год Байерватра. Он не понял, что ли, а? Одевайте старший дальше. Я награжда. Борьба за третье место было. Но. Приз 2000, а? Тема. Но поощрительный же. Муно байтера, куну тут лот хиигл хорулду ба. Чемпионы приготовились. Да, за хош Шадапов нацар барлдыжен кушакта hem беку багайму. Но Судаков на хажин гаже кушты хумбен. Иху борят барлдагар барлдыр зого тегет. Кушорул егетла. Татат жузна, тулчор жузна. Держи, Арсен, сейчас за третий будешь бороться. Готовься. Да. Стоп. Финал оставим, награждение сделаем, после награждения финал. Финал абсолютно первенства после награждения чемпиона эпизода по вольной борьбе. За третий месяц сразу проведем. Вот из истории в начале 90-х годов Шадапов Батыр Дыбыхет Уйру Дövlet Аружанова. За Судаков Максим Узу. Судаков Максим Узу Бельдандарова. Темне темсикши ухину зарикта. Оно
Шам барыгын тулы хулу банда маха. Всем на построение считаю. Шадабы бойынта тенжапы варсының гаракти горочу хуры футин тула. Добавил. По ходу все решается. По ходу все появляется. Худу гархадны харат уже я Еще на из-за границы пришло, видимо. Напряг. Лёвич. Нормально все. Шадапу даем 2 минуты. Конкурс проведите пока. Конкурс будет, нет? А что, ты Еще есть, скажи. Конкурс будете проводить? Викторину будете проводить? Давайте проведите. Пока отдыхаем. Сейчас викторина. Вот чем еще? Я в чем еще? Тетри нашим дуту провод хороших. Давайте поиграем с вами словом. Пришла Ольга Иосифовна, теперь она меня будет помогать. Итак, следующий вопрос. Мы разыграем сертификат на мужскую стрижку. Че, я запускаю борьбу, нет? Той секции и вообще у Валерия Мизрашевича, про которую секцию, про которую мы говорили, зеленый молодой человек справа от тебя. У Валерия Мизрашевича секция. Динамо. Я сказала. Отлично. У вас абсолютно человек. Так, теперь мы разыгрываем. Ну, давай еще одну стрижку. Стрижку мужскую. Внимательно смотрю на ваши руки. Награждение чего? Какую специальность получил Валерий Мизрашевич Сейчас не говорю. в Бурятском педагогическом государственном университете? Вот Оля, перед тобой сидит. Учитель физики и математики и работал потом учителем физики. Очень сложный вопрос. Я чувствую, Оля показывает свою экскурсию по вопросу Магазана. Я, видимо, должна представить, я руковожу службой информации, связи с общественностью Владимирского Магазана. И иногда веду экскурсии. Посещение дворца Тамбова Мультидио, естественно. Очень важно. Сколько лет Валерий Мизрашевич Это характер, слайд. Инна ежу харол джентра. Рада. Кандидат кто? Думаешь? А если чуть больше? Перезвонить, Кто сказал? Вот. 49 лет. Это она сказала. Кавер бедеримне короче хоризл хентло бардан. Улаңымды темне кегетим да снекалу. Нингет нере мартыжебе немде. Кимда улаң? Нойч. Улаң бу темне кегетим да снекимда? Я не знаю. Сиден держи, ва? Сиден держи, Барселона на кегетим да сын. Харым темне шатапы бойынта. Оның хаң ютугай. За выход в финал идемне улам бойте кегетим да снемне ковун сиден держи Барселона. Ухинев зарифи душулде. Шатапымне узондасне Сотоков Максим Далда. Эди да хайрне мно горочу хоринтлон горочу хоризл хинтлон барилдан да вайна барил тжавай. Кто сказал? А в каком году она вышла? Сосор Бакша. Вышла она 4 марта 2000 года, как сказал сегодня Борис Болгаров, вот, который ходит Так, давайте еще разыграем экскурсию, мою экскурсию.
успокойтесь, что началась клиническая деятельность Валерия Манзаракшевича. Вот там, пожалуйста. Нет? Вот у вас уже есть уже все. А? Нет. Нет. Ну подумайте, где он жил? Эх вы! Так, что у нас еще осталось? Так, чемпион турнира на патроне за Шабату Манка. Урвала Шейбатова и Ручева Бекуда. Отлично. Хорошо, давайте спортивные вопросы. За массаж. Если Не, у вас надо. массаж, Балык шоу, да? массаж, Балык. вот Саня Назарова. Сейчас нагружение будет. Кристиан, вопросы. Так. Давайте такой вопрос. Может быть, я объединю два вопроса, это сложные вопросы. Знаю, вот специалист, кто хорошо знал Валерия Манзаракшевича. Во сколько лет он начал свою тренерскую карьеру и во сколько закончил спортивную? Не ищет. Кто сказал 26? А во сколько закончил спортивную? Больше? Нет, вот это не могу дать. Он выйдет 29. Это сложный вопрос. Тренером был уже и потом еще занимался. Самая яркая звезда из воспитанников Валерия Манзаракшевича. Как это? На моем курсе, по-моему, уже выиграл. Не, другой не один. Можно вставать. И последний вопрос. Разыгрывается отдых, на трехдневный отдых на одного человека в гостевом доме в Варшаве, место силы. От Алексея Гербенова. Ну-ка. В одном интервью Валерий Манзаракшевич говорил: особых способностей у меня нет, но я люблю. Нет. Пробуй потихоньку. Нет. Там открой. Нет. А? Что девушка сильно сказала? Что делать? Писать любит! Ну хорошо, ребят, которые сразу поняли, что я сделала. Скажите, как зовут свой дом? Валерий Манзаракшевич. Супругу как зовут? Правильно, ладно. Пусть едет дальше. Спасибо большое. Чемпионы турнира, становитесь быстрее. На награждение. Я перевернул.
Оп. В смысле, сейчас они будут выходить на... Да, сейчас нам махнут и включать тот гимн борцов. Или Саша махнет, или вон Максар оттуда. Максар? Вон в костюме вот в очках. Все-таки не берет. Не играешь? Да. Знаю, мышка, вот вообще. Мышка есть. Смотри. Без мышки было не забраться. Вот это активируешь вот так и можешь колесико вот так делать. Ну просто сюда нажать и сюда. А именно на это, а не это активируешь. Не это, а вот это активируешь, и здесь вот так можешь. А это можно сюда. И нет прекрасней спорта, как было здесь и будет так всегда. Мы вольники, мы вольная когорта, и светит нам Ерыгина звезда. Мы знаем злость, но мы не знаем злобы. Мы на ковре враги, а за ковром друзья. Да, мы бойцы, но мы не космолоты. Нас можно победить, но нас сломать нельзя. Вольная борьба, вольная борьба. Мы начинаем церемонию награждения первенства Республики Бурятия по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет в памяти заслуженного тренера России Валерия Мандракшевича Сыдеева. Для проведения церемонии награждения весовой категории до 57 килограммов приглашается заслуженный мастер спорта Андрей Борисович Захряпин. К пьедесталу приглашается Алдар Шайжанимаев, Буенто Доржиев, Сергей Пучков, Баир Буендуев. Бронзовые медали весовой категории до 57 килограммов завоевали Алдар Шайжанимаев, спортивная школа Олимпийского резерва номер 9, Буенто Доржиев, республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Завоевал и грамоту за второе место Сергей Пучков, республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. В этой весовой категории приз учредил
Долгойской средней общеобразовательной школы. Сергей Пучков награждается серебряной медалью, денежным призом и вашими аплодисментами. Также специальный приз учрежден спортивным обществом «Динамо». Звание победителя завоевал Баир Байрентуев, то есть Литовская спортивная школа Олимпийского резерва. Каждый просто грамота. Геннадий Владимирович, это кто? Тренер победителя Немаев Нима Эрден Баирович. Тренер победителя также награждается грамотой и денежным призом. Для проведения церемонии награждения весовой категории до 61 килограмма приглашается министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Валерьевич Козырев. К пьедесталу приглашаются Циринжапов Гандин, Ганжапов Буряков, Гонцаранов Арсалан, Ринчинов Владимир. Призовой фонд весовой категории до 61 килограмма учредили земляки села Голбай. За третье место награждается Циринжапов Гандин, спортивный клуб «Олимпиец», Ганжапов Великтов, спортивный клуб «Олимпиец». Серебряной медалью награждается Арсалан Гонцаранов. Звание победителя весовой категории до 61 килограмма завоевал Владимир Ринчинов. Приглашается тренер победителя Дашинимаев Базарсада Бабуевич. Приглашается для проведения церемонии награждения приглашается заслуженный тренер России Виталий Сасурович Ивакинов. К пьедесталу приглашаются Баршуев Борис, Толстиков Руслан, Ринчинов Алдар, Найданов Тимур. Бронзовой медалью награждается Ринчинов Алдар, спортивная школа Олимпийского резерва номер 15. Серебряной медалью награждается Руслан Толстиков, спортивная школа Олимпийского резерва номер 9. Звание победителя весовой категории до 65 килограммов завоевал Борис Баршуев. Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Приглашается тренер победителя Немаев Нима Эрден Баирович.
награждения приглашается заслуженный тренер Республики Бурятия Виталий Лапсонович Ивахинов. К пьедесталу приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Гергенов Лев, Куприянов Дмитрий, Жансуев Бурбек, Жибзумаев Саян. Весовой категории до 70 килограммов. Призовой фонд обеспечит Рух Баласетов, село Ульдурга. За третье место награждается Гергенов Олег, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва, и Дмитрий Куприянов, спортивная школа Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Мазаркшевича Сыдеева. Серебряной медалью награждается Бурбек Жансуев, Республиканская школа Олимпийского резерва. Звание победителя завоевал Саян Жибзамаев. Приглашается тренер победителя Цивинов Баяр Чардаржапович. Для проведения церемонии награждения приглашается судья экстра-класса Цебеков Давар Замбазарович. К пьедесталу приглашается весовая категория до 74 килограммов, Дударжапов Цирен, Уфоев Игорь, Цидеев Ангалан, Циденов Циден. Весовой категории до 74 килограммов призовой фонд обеспечили родственники из Тулькинского района, это племянники, сестры, братья Валерия Мазракшевича. За третье место награждается Циденов Циден и Цидеев Амгалан. Серебряную медаль и грамоту за второе место завоевал Игорь Уфоев, спортивная школа Олимпийского резерва номер 10 имени Геннадия Николаевича Манжуева. Звание победителя первенства Республики Бурятия весовой категории до 74 килограммов завоевал Цирен Дударжапов, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Приглашается тренер победителя Базаров Бадма Батоевич. Для проведения церемонии награждения весовой категории победителей призеров весовой категории до 79 килограммов приглашается руководитель пресс-службы Ивангельского донцана Алла Дамбаевна Намсараева. К пьедесталу приглашается Банжанимаев Арсалан, Кухенов Зарикто, Дамбаев Бато, Цирилжапов Чингис. Призовой фонд обеспечен Кунгинским землячеством РМО «Саяны». За третье место награждается
Акинов Зарикнур, спортивная школа Олимпийского резерва номер 9, Бальжанимаев Арсалан, Эршон. Серебряной медалью награждается Бато Дамбаев, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Звание победителя весовой категории до 79 килограммов завоевал Чингис Циринжапов, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Приглашается тренер победителя Цедашиев Баир Мурадармаевич. Медали далеко, бро? Там Для проведения церемонии награждения весовой категории до 86 килограммов приглашается сын Валерия Мальграшевича Баир Валерьевич Сидеев. К пьедесталу приглашаются Орхидуев Кирилл, Шатапов Боевко, Судаков Максим. Призовой фонд весовой категории до 86 килограммов обеспечен коллектив спортивной школы Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Мальграшевича Сидеева. Бронзовой медалью награждается Кирилл Эльхидуев, Эршон. Также каждому призеру вручается футболка от спортивного общества «Динамо». Серебряной медалью награждается Буенко Шатапов, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Звание победителя весовой категории до 86 килограммов завоевал Максим Судаков, Эршон. Приглашается тренер победителя Нунка Жаргалов Нунко Баирович. Для проведения церемонии награждения весовой категории до 92 килограммов приглашается племянник Валерия Мальграшевича Саян Иосифович Базаров. Приглашаются Немая Каюн, Доржиев Батон. Призовой фонд обеспечен депутатами Народного хурала Тургинского района. Серебряной медалью награждается Батон Доржиев, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Золотой медалью награждается Аюр Немаев, тренер победителя Базаров Вандан Цидиндамбаевич. Приглашается тренер победителя Базаров Вандан Цидиндамбаевич. Для проведения церемонии награждения весовой категории до 97 килограммов приглашается супруга Валерия Мальграшевича Мадыгма Жанаевна Сидеева. Приглашается Гасанов Александр, Санджиев Айдар, Жибалов Илья. Призовой фонд
весовой категории до 90 килограммов обеспечили коллектив или однокрупники Валерия Мазаракшевича, которые занимались в спортивном обществе «Динамо». За третье место бронзовой медалью награждается Александр Галсанов, спортивная школа Олимпийского резерва номер 7. Серебряной медалью награждается Айдар Саджиев, спортивная школа Олимпийского резерва номер 9. Звание победителя весовой категории до 97 килограммов завоевал Илья Живалов, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Это парень, который танцует танец орла на первенстве России. И приглашается тренер победителя Бакар Батуевич Базаров. Для проведения церемонии награждения весовой категории до 125 килограммов приглашается земляк Валерия Мазаракшевича, сын легендарного снайпера Героя Советского Союза Владимир Жамбалович Чулаев. Награждение проводит вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия, директор спортивной школы Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Мазаракшевича Сидеева Жансо Жалсанович Усамашапов. Призовой фонд весовой категории до 125 килограммов обеспечила семья Базаровых. За второе место награждается Хатханов Владимир, спортивная школа Олимпийского резерва номер 7. Звание победителя завоевал Чингис Балжимаев, спортивный клуб «Олимпиец». Приглашается тренер победителя Бадман Батуевич Базаров. Валерий Валерьевич проводит награждение. Мы еще не закончили награждение, пожалуйста, подождите. Валерий Валерьевич награждает воспитанника Валерия Мазаракшевича, главного судью соревнований Владислава Валерьевича Бадарханова. Поправка, извините. Специальный приз от рода Баласовой вручается Цидену Циденову. Специальный приз от рода Баласовой Циденову Циденову. Лучшим борцом первенства Республики Бурятия по вольной борьбе памяти заслуженного тренера России Валерия Мазаракшевича Сидеева признан Владимир Линчинов,
переходим к финалу бурятской борьбы. И когда будет назван у нас абсолютный победитель, в бурятской борьбе приз учредили воспитанники Валерия Мадрашевича, которые выходцы из Баргузинской долины. За третье место внимание! Победители и призеры первенства, просьба построиться у пьедестала для общего фото сборной команды Бурятии. После награждения по бурятской борьбе Букабридан просьба оставаться возле главного баннера, возле пьедестала. Все, приглашайте на финал. За абсолютное первенство финал. Все, музыку отключаем? Да. Бандера Бандера. Призеры и победители первенства, пожалуйста, встаем на общее фото у пьедестала. Так, яхын мықты. Мені диплом беріп печатайын алды сразу. Чемпион болса, успеете, да? Кім қойырыпты? Судаков Максим Кенов берді. тренеры, пожалуйста, просим вас тоже подойти на общее фото. Так, все, внимание. Камеру вот сюда смотрим, никто не разговаривает. Раз, два, три. И радостно видите, ура. Ура! Бандера Бандера. Увы, Бандера. Судаков Максим. Уфили Зарика. Оригинал. Финал за первое место. Название абсолютного чемпиона по бурятской борьбе. Максим в финале, что ли? Максим в финале, да? Третье место в абсолютном финале командного экспо. Американского рациона. Итак, начинается финал. Основное время борьбы 5 минут. Я знаю, что ты мы звери. Борис Шудаки. Уфили Зарика.
Военный борец, его соперник Чудаков Максим стал чемпионом. На сегодня будет 86 килограммов. Далеко не уходите! Далеко не уходите! Полуорца хорошо проходит боги. Часто сбивает соперника именно этими приемами. Зайна. Борьба за первое место по национальной борьбе в памяти Валерия Манзаршевича Сидеева. Абсолютное первенство Волжина после первенства борьбы по вольной борьбе. Захватил правую ногу, Ефимов защищается. Хорошим приемом выигрывает Судаков Максим. Аплодисменты. За Судаков. Пожалуйста, танец приветствия. Судаков Максим. Uzun süre bulandır bu hukukunda kuşuyor. Oğlu bir bağış kuşuyor. Nasyonel bir bağış kuşuyor. Bak şimdi mumko jargalı. Mumko bayış mumko jargalı ve şale geçti. Doldurgan emre kubun. За. Второе место занимает Ефимов Заректо. Третий шагал Заректо. Да, Ефимов Заректо kubun. Ефимов Чингисек kubun Ефимов Заректо. Найхон ютрай. Найхон ютрай kubun. Поверьте, говорит зле. Сегодня Судаков на коне. Никому не проигрался сегодня. Молодец. И по вольной, и по национальной. Максим молодец, а? Эй, ой, хумбена. Шатлдарун кэ. Бильдик чего убежал, да? Снимай. Я его попросил остаться в собрании. Сейчас инциденты поразбирать некоторые. Устырь нам ты видишь? Что было? Там со мной вчера обошелся. Что было? Динамо, Динамо. Устырь вообще на мои баганы, короче, ни во что, никакого уважения к себе. Я попросил его, давай поможем это донести. Ну и пап, Заректо Шадапов. Заректо Ефимов Максим Судаков. Потом наш дыры, короче, подошел, я говорю, ты чё, говорю? Он говорит, слышишь, со мной, чё я? Чё я? Не чокается. Для проведения церемонии награждения в Павловской игре приглашается вице-президент Федерации спортивной. Председатель Альянса общественной организации традиционно-бурятской борьбы Бухова-Года Михаил Юрьевич Нандиев. Призовой фонд учрежден воспитанниками Валерия Манзаршевича в Бургутинской долины. Приглашается Шадапов на игру Судаков Максим. За третье место награждается... Телефон куда поставил, да? Бронзовый медаль за третье место награждается Баинто Шадапов. Денежная премия 2000 рублей. За второе место награждается Заректо Ухинов. Денежная премия 5000 рублей. И звание Буха-Аборгии завоевал Максим Судаков. Награждается грамотой, памятным кубком и денежной премией 12 000 рублей. Приглашаем на фото с абсолютным победителем. Общее фото, пожалуйста,
Раз. 7-я спортивная школа. Просьба на фотографирование. 7-я спортивная школа. Все подойдите, пожалуйста. Учащиеся, тренеры, руководители, все перестанут. 7-я спортивная школа. 7-я спортивная школа имени Валерия Мазарашевича Сидеева. Батыр Замбазарович! Батыр Замбазарович! Так, вы посидите фото, кто фото? Мадыкма Жанаевна тоже вместе. Мадыкма Жанаевна, тоже идите сюда, пожалуйста. Мандам, Худуды, тренер Востыка наша. Все фото общее сделаем. Общее фото сделаем, потом все будем убирать. Валерий Валерьевич, Сидеев, ну давайте все встанем, сфотографируемся, что такое-то? Я же Что там? забыл